происходит. Ждем нашего старта. Вы в эфире. Всем огромнейший привет. С вами Глеб Орел, олимпиадный репетитор по физике. И я вас рад приветствовать на этом первом олимпиадном вебинаре нашей олимпиадной смены Ньютон по механике. Поэтому сразу напишите мне плюсики, семерочки, если меня видно и слышно. И тогда давайте стартовать. Давайте начинать эту жесткую и мощную смену, которая тебя доведет до уровня перечня плюс по механике. Сразу скажу, что да, будет жестко, да, будет много часов, проведенных за доской, да, нужно будет много чего порешать, много чего изучить. Но это будет интересно, это будет кайфово, и оно этого стоит. Ведь за счет олимпиад можно поступить в любой вуз и при этом без ЕГЭ. Ну или формально без ЕГЭ, то есть ты можешь сразу получить, например, 100 по ЕГЭ по физике, или же получить БВИ, то есть без вступительных испытаний. В МГУ это значит без ДВИ и без ЕГЭ, или в другой вуз это просто без ЕГЭ. Ну там тебе нужно просто будет подтвердить твою олимпиадку на 75 плюс баллов. Но если ты шаришь за олимпиады, то ЕГЭ для тебя будет вот так вот, бам, даже вот так. О, даже не знаю, как еще лучше это отобразить, это просто будет изи. Это самое ключевое. Поэтому вы ничего сейчас при этом не потеряете, если вы начнете ботать олимпиады, ведь, как я уже сказал, готовясь к олимпиадам, вы уже готовитесь к ЕГЭ. Там просто останется немножечко оформления доделать, и все будет прекрасно. Поэтому давайте-то начинать нашу олимпиадную смену, чтобы жестко, знаете, вот так вот войти в этот мир физики, в этот мир механики, чтобы чувствовать каждый моментик, каждый дифференциальчик, не знаю, каждый промежуточек времени дельта Т, каждую скоростинку, все-все-все вот это вот чувствовать до самого конца. И этим мы с вами будем заниматься. Поэтому давайте пару слов про то, как у нас с вами будет устроено данное обучение на олимпиадной смене Ньютон. Если что, ссылочка в описании, вдруг ты еще не залетел на этот божественный курс, то ссылочка тебя ждет внизу. Если ты, кстати, сейчас чуть-чуть еще посмотришь, то ты узнаешь супер промокод, который будет давать мощную интересную скидочку. Вот. Так, здравствуйте. Я так понимаю, это физика с нуля, десяток? Да, конечно. Ну, формально с нуля, то есть если ты хотя бы просто базово понимаешь, как решаются квадратные уравнения, и когда-то что-то слышал про вектора, то да здравствует к нам, давай вместе ботать, давай все изучать. И ботать к олимпиадам. До какого момента можно будет купить смену? До ее конца, пока она смена не закончится. Вот, поэтому давайте вкратце про смену. Как у нас будет устроено обучение? Во-первых, все обучение будет производиться на нашей платформе. Это ссылочка в описании. Как раз вы там, когда приобретете курс, вас туда и перекинет. Это будет платформа GetCourse. Вот. Там будут выкладываться вебинарчики, на которые вы будете приходить. И, конечно же, к каждому вебинару вы будете получать интересную домашку. Эту домашку вы будете сдавать на проверку нашим кураторам. И при этом вы будете иметь личную связь с этим куратором, то есть, если что, вы ему всегда сможете задать любой вас интересующий вопрос. Даже просто поболтать, если захотите. Он и будет проверять вашу домашку, он будет вам говорить, что вы не так, может быть, оформили, что вы, может быть, не так здесь написали, как вы ошиблись и так далее. Это максимально продуктивно, максимально круто. Ну и вместе с этим у нас с вами будет по 3-4 вебинара в неделю в онлайне по 4-5 часов. Да, может быть, для многих сейчас это покажется как типа... Как долго, 4-5 часов, жесть. У нас там в школе ты уже 2 урока сидишь, 1,5 часа, ты уже вот так, тебя трясет от этой физики. Нет, здесь наоборот. Вы можете, во-первых, увидеть разные мои примеры видеороликов, либо стримов за этой доской, и вы можете увидеть, как это прикольно, красиво, интересно. И правда, потом ребята даже этого не замечают. Мне на годовом курсе так и писали, что типа, что там, раньше я боялся этих 4 часов, а теперь вообще на изи. Поэтому будет ровно то же самое и с вами. То есть вы за это не переживайте, главное просто приходите и кайфуйте от физики. Ведь мы этому и будем учиться. Вот. Это что хотелось бы самое основное такое сказать про нашу смену. Поэтому теперь давайте заодно я вам скажу самую главную фишку сегодняшнего нашего вебинара. Это, во-первых, что у нас, начиная с этого вебинара, начинает стартовать действие промокода JUNE, который будет давать скидку на 10% при покупке любой нашей смены. То есть смены Ньютон или бандла, который состоит из смен Ньютон, смены Тесла, Фарадей и Снеллиус. Если что, это дополнительные смены, которые записывались в прошлом году, они проводились в прошлом году. Но актуальность они имеют по сей день просто максимальную.
У нас очень много положительных отзывов на тему Теслы, Фарадея и Снеллиуса, особенно Тесла. Его просто все обожают по электростатике, потому что он доводит с нуля до самого высокого уровня по олимпиадам. Просто вот конфеточка. И это все вы можете, конечно же, приобрести даже в бандле, где у вас Тесла будет идти со скидкой в 50%. Фарадей, магнетизм, то есть прикол магнетизм тоже с нуля там будет рассказываться, будет идти со скидкой в 70%, и оптика со скидкой в 100%, то есть бесплатно. И на этот бандл, где уже огромнейшая скидка, будет также применяться промокод JUNE со скидкой в 10%. Мне кажется, это круто, поэтому вы можете спокойно, конечно, перейти в описание и приобрести. Но это не все. Самое ключевое просто этого стрима, что? За то, что ты смотришь этот стрим и за то, что ты присутствуешь на этом вебинарчике, но еще как-то не записался на нашу смену, ну как-то еще не пришел, не знал, может быть, только сейчас узнал. Держи самый крутой промокод. Промокодик будет называться так. Только давайте я его тоже золотым цветом здесь обозначу, как бы сказав, что это самый мощный наш промокодик, который будет действовать единственно только 2 дня. То есть JUNE, он действует сейчас на протяжении недели. Он будет давать скидку в 10%. А вот этот промокод «Успей» будет давать скидку в 17% на любые наши смены, бандлы и так далее. Поэтому мне кажется максимально удобный, максимально крутой. Поэтому, если что, используйте. Он будет действовать только 2 дня, то есть завтра, в воскресенье, в 12 часов ночи, он перестанет действовать. Окей, про это я сказал, так что теперь давайте также некоторое маленькое дополнение на тему, как мы с вами будем обучаться. Мой вам совет, это, конечно, к этой смене приобрести, может быть, тетрадочку такого большого формата, там, А4. Ну, во-первых, вы также на олимпиадах будете писать на страницах формата А4, и сразу уже желательно к этому привыкать. А во-вторых, будет огромнейший материал, и чтобы у вас тетрадочки не вот так, типа, шу-шу-шу-шу-шу заканчивались, а чтобы как-то более-менее в одной стопочке все это было, то, конечно, мой вам совет, это тетрадочки формата А4, будет вообще просто полный кайф и так далее. Вот. Также на тему, если смотреть в онлайне или в записи, это на самом деле как вам удобно, как вы больше и лучше чувствуете. Конечно, может быть, сейчас кто-то на отдыхе, кто-то уехал или что-то у кого-то другого, то ничего страшного, не переживайте, записи будут. Вот у меня дофига вопросов. Записи будут, ребят, будут. Поэтому если вы сейчас не сможете, например, в течение июня смотреть, потому что у нас с вами будет идти курс с 15 июня по 20 июля, по 21, вот, то вы всегда сможете, конечно, посмотреть записи. Вам записи будут доступны в течение года. Но если же говорить про то, что у вас есть возможность смотреть в онлайне, то лучше смотрите в онлайне, потому что, ну, все-таки большой материал, и если вы будете приходить все время в онлайне, и будете в онлайне впитывать, так, кстати, впитывание, оно всегда идет лучше и продуктивнее, чем в записи. Но это еще не самое главное. Самое главное, что вы будете успевать больше. То есть вы будете идти как раз строго по расписанию. И за этот месяц, с 15 июня по 21 июля, все строго мощно успеете заботать, там, изучить и так далее. Но это просто, это божественно. Вот. Но на всякий пожарный, я уже повторился, записи будут, чтобы вы с кайфом, если что, смогли там повторить что-то, посмотреть, может быть, чуть позже и так далее. Поэтому здесь реально захватил. Кто тут захватил? Да. Вот. Так что здесь тогда напишите по 100-бальной шкале, насколько вы готовы стартовать тогда работать. Потому что, наверное, самое ключевое, самое важное я проговорил. И пора начинать. Ну и, конечно, там последнее. Там, может быть, кто-то из вас сейчас задаст вопрос, типа, окей, понятно, что для новичков самое то, а для тех, которые уже участвовали в олимпиадах, да, для вас тоже будет офигенно, потому что вы сможете структурировать свои знания по механике, все-таки мы с вами будем все чувствовать, как полагается. Вот, а во-вторых, вы много чего, я думаю, для себя также нового познаете. Тем более, если вы, например, победителем не стали перечня, то здесь как раз мы с вами научимся решать задачи на уровне победителя перечня. Может быть, даже региона. Так что будет с кайфом. Вот, я вам, кстати, так скажу, среди наших учеников уже также есть наш такой офигенный ученик. Вот, он призер своей республиканской олимпиады, и у нас, я помню, брал тоже смену там у Тесла, Фарадея и Снеллиуса еще год назад. И вот сейчас он на механике, потому что готов это все мощно структурировать, познать и заботать. Так что, олимпиадники, если что, тоже приходите, будет с кайфом. Все, я вижу сотки, я вижу 10 там в миллионной степени и так далее. Так что тогда
как раз таки у нас с вами прошло 10 минут. Пора начинать. Погнали! Только в начале я забыл маркер расписать, пока я сейчас болтал. Вот. Но давайте тогда скажу наш план. Сначала мы с вами поговорим немножко про вектора. Потом мы с вами поговорим про суммирование. После этого мы с вами поговорим про кинематику и начнем решать задачи на переменное ускорение. Я долго думал, как нам ботать первое занятие, начиная с равноускоренного движения или переменного. И здесь, честно скажу, я очень долго думал, но вспомнив, что, например, у Михаила Александровича Пенкина всегда занятия олимпиадного курса начинаются с переменного ускорения, на суммирование и так далее, я понял, что это самое гениальное, что может быть. Гениально этого не придумать. Поэтому я решил сделать похожим образом, чтобы у нас суммирование было на первом же занятии, и мы с вами изучали и решали задачи на переменное ускорение. Потому что оно нам даст самую необходимую начальную такую базу входа в этот олимпиадный мир. Потому что без суммирования никак. Так. А эта смена подойдет 9 классу или жестко? 9 классу подойдет. У нас некоторые ребята есть, которые сейчас переходят в 9 класс, и их довольно много. Поэтому, конечно, подойдет. Потому что мы вот это и ботаем, механику, это то, что у тебя будет в 9 классе. Она подойдет. Реально. Так, да, я тоже стал призерным регионом за счет вашего курса по электростатике. Ну, с кайфом. Отлично, Егор. Я очень-очень-очень рад. С квадратных уравнений нет. У него официальное начало 1 сентября там и так далее. Вот, тогда мне нужно взять буквально одну вещь и запамятовал перекинуть в другое себе место. И тогда поехали стартовать. Мы с вами тогда стартуем. И первое, что у нас с вами будет, это вектора. Вот это мне нужно, наверное, убрать. Я могу писать вот здесь. Поехали. Ой, как волнительно. Поехали. Вектора. Это первое, с чего мы с вами начинаем. Прям вот начинаем, зажигаем. Зачем говорить про вектора? Так за тем, что многие могут путаться в них. Конечно, многие из вас знают вектора, но на всякий пожар давайте некоторые базовые вещи мы с вами вспомним, уточним и прочувствуем. Что такое вектор? Вектор на самом деле взялся из следующих определений, что вот, например, у нас был отрезочек АБ. Вот отрезочек АБ. И люди долго думали, а что можно с ним сделать? Ну, конечно, мы с вами можем посчитать его длину, сказать, какая его длина. Ну, отлично, прекрасно. Но, в свою очередь, этот отрезочек АБ как-то нам не характеризует то, как мы с вами переместились из точки А в точку Б или из точки Б в точку А. Все-таки, например, мы можем представить ежик, который двигался из пункта А в пункт Б. Поэтому мы решили сделать, что пусть у нас здесь будет стрелочка. И тогда, в свою очередь, это у нас и будет называться вектором. Это направленный отрезок. Конечно, в математике сейчас мне не кидайтесь там помидорами и так далее. Конечно, строгое определение немного другое, но давайте будем считать, что это будет направленный отрезок. Его еще также можно обозначать как вектор А маленькая. И давайте здесь я обозначу, что вектор А, в свою очередь, он выражается как вектор АБ с другой стороны. И при этом это будет, конечно, вектор. Он имеет именно такое название. Что очень важно для себя помнить, что вектор — это и есть совокупность двух вещей. Длины, то есть некоторого числа, плюс направления. Потому что вектор А, он в себе содержит, во-первых, вот этот отрезочек, который направлен. Значит, он в себе содержит длину этого отрезочка и направление. Поэтому давайте мы с вами фактически это как бы здесь и запишем. Что это как будто число, то есть длина, плюс направление. Это очень важно, чтобы мы с вами не путали. А то многие любят говорить, что так вектор может быть равен числу. Да нет, он не может быть, потому что вектор в себе содержит и число, и направление. Вот. И что это за число? Это, конечно, длина вектора А. И в свою очередь мы эту длину будем обозначать как А маленькая. Ну или еще можно сказать, как модуль вектора А. Вот он, А маленький. Это будет длина вектора А. То есть длина этого отрезочка. Давайте мы с вами это здесь и зафиксируем, что длина вектора А с одной стороны обозначается как модуль вектора А. Или же, так мы с вами люди ленивые, можем просто записывать как А маленькая. Это будет длина вектора. Или модуль вектора А. Длина вектора. Или еще можно называть как модуль вектора. Модуль вектора. То
То есть видите, как раз у меня здесь модуль от вектора, это будет наша длина. Вот, и что самое ключевое, я здесь хотел бы отметить, конечно, многие олимпиадники, может быть, это знают, но раз у нас с вами первый вебинарчик, то хотелось бы некоторые базовые вещи с вами обсудить. Что вот чаще всего люди, бывает, пишут так, что типа, так вектор А, он равен вектору А. Ну, типа так, берут, стрелочку убирают. Но я вам напомню, что так нельзя делать. Это типа, это ужас, это ужас. То есть мы так не делаем. Почему? Потому что А маленькое — это число. То есть А маленькое — это число. Это число. А вектор А — это есть число плюс направление. Число плюс направление. Ну, если что, конечно, не пинайте меня помидорчиками, если вы строгие математики. Я так, чисто на пальцах, чтобы мы примерно с вами почувствовали, почему так делать нельзя. Поэтому давайте сразу вкратце я вас спрошу, что мы с вами можем писать, что мы с вами не можем писать. Ну, например, давайте первое. Вектор А равен вектору S. Потом второе. То есть давайте я вам сейчас приведу разные примерчики, и вы мне скажете, что можно, что нельзя. Второе, например, там люди обожают писать вот так вот, вектор А равен 5. Потом, что еще третье можно еще обозначить? Ну, например, А маленькая равняется 3. Ну и четвертое, что А маленькая равен 5. Ой, минус 5. Вот вопрос к вам. Что из этого является правильным написанием? То есть, что из этого мы с вами можем писать? Напишите мне в комментариях те циферки, ну или те чиселки, которые у меня как раз соответствуют тем вещам, которые мы с вами можем писать. Ну, вектор А просто равен некоторому вектору S. Ну, я же могу обозначить какой-то вектор S. Правильно? То есть первый — это вектор А равен вектору S. Второй вектор А равен 5, А равняется 3, А равен минус 5. Так, вы все пишете 1, 3. Угу. Давайте здесь попробуем это обозначить. То есть вы пишете так. 1, 3. Давайте я вам 1 и больше ничего. Угу. То есть вы говорите, что вот это тоже не подходит. Давайте я начну-то с красного цвета и буду обозначать, что нельзя делать. Конечно же, нельзя писать, что вектор А равен 5. Вектор не равен числу, это важно. Потом, давайте к четвертому пунктику перейдем. Нельзя писать, что А равен минус 5. Почему? Ну у вас что, длина вектора равна минус 5? Как так-то? То есть как у вас длина вектора может быть равна минус 5? То есть вы можете взять линейку, такие поднесли, ну вот сюда вот взяли, поднесли, такие, так минус 5. У вас бывает длина равна минус 5? Да не бывает такого. Поэтому, конечно, это также неверно. Поэтому называется, что модуль типа всегда положительно. Вот. А что же говорить про первое и третье? Да, это будет верно. То есть это, в свою очередь, у нас правильная вещь. Потому что длина у нас может быть какой-нибудь неотрицательной величиной. А вектор у нас может быть равен только вектору. Больше ничему. Все. Самое базовое, самое основное мы с вами проговорили. Здесь напишите мне 10, если с этим согласны. Так что теперь я надеюсь, что в разных там ваших домашних задачах я не увижу, что вы будете писать каким-то вот таким образом. Поехали тогда к чему? Даже не знаю, наверное, сложение векторов вкратце сказать. Конечно, сложение максимально легко, но у нас это потребуется. Все-таки, я думаю, из вас у нас есть восьмиклассники, поэтому на всякий пожар давайте просто вкратце я напомню, как у нас складываются вектора. Это максимально быстро. Все-таки не все, может быть, проходили вектора сложения. Максимально быстро. То есть, например, если у нас есть вектор А, это все-таки не самое основное на сегодняшнее занятие, поэтому это давайте максимально быстро. И у нас есть какой-нибудь вектор b. Я хочу получить вектор c, который будет выражаться как вектор А плюс вектор b. Здесь есть два пути. Первое. Скалярное произведение, конечно, нужно, да. Оно нам потребуется уже на завтрашнем занятии. Первое, это есть правило треугольника. Ну или еще, в свою очередь, можно обозначать как правило многоугольника. То есть вы берете первый вектор, вот он вектор А. То есть это значит, что у вас как бы ежик, он взял, переместился по первому вектору А. Давайте я обозначу, это нам неизвестно. Потом
Вы, получается, переместились из начальной точки в эту. И потом ваш ежик должен идти по второму вектору, по вектору b. Поэтому здесь у вас начинает свое движение вектор b. Ну или свое направление. Ну и получается, что наш ежик сначала двигался по вектору а, потом по вектору b, и мы с вами получаем суммарное перемещение как вектор c. То есть вектор c будет направлен вот таким образом. Я думаю, здесь понятно. Ну и также у нас есть правило параллелограмма. Который будет гласить, что давайте мы два этих вектора, вектора А и вектора Б, просто испустим сначала из одной точки. В свою очередь это будет выглядеть как-нибудь так. И возьмем, достроим до параллелограмма. Почему бы и нет? Берем, достраиваем. Пам-пам-пам. Пам-пам-пам. И тогда получаем, что суммарный вектор С у нас в свою очередь будет смотреть именно вот сюда. То есть таким образом мы с вами можем брать и складывать вектора. В основном мы с вами будем пользоваться именно этим способом. И я бы даже здесь обозначил, что у него есть некоторое такое интересное следствие, очень хорошее, что если у вас, например, будет уже 4 вектора, то есть я хочу взять и сложить следующие 4 вектора, как вектор d это будет вектор А плюс вектор b плюс, например, некоторый вектор e, где давайте мы с вами обозначим, что у нас вектор А, Б есть, и, например, будет вектор Е еще вот такой вот. Только давайте, наверное, вектор Е направлю чуть в другую сторону. Так будет получше. Чисто так, на всякий пожарный, чтобы мы с вами разговаривали на одном языке. Так, и здесь у нас будет вектор Е. Тогда беру, складываю А, Б, Е. Получается, у меня сначала идет первый вектор. Это вектор А. Потом к нему прибавляю второй вектор, вектор b. То есть у меня из конца предыдущего вектора должен выходить начало нашего следующего вектора. А потом прибавляем вектор e. Вот он, вектор e. И тогда суммарный вектор d это просто будет отрезок, соединяющий начало всех векторов. Вот он, начало, откуда мы с вами начинали. И конец, в который мы с вами пришли. Вот он будет вектор d. Очень важно, что здесь у нас с вами начало, нач, а здесь у нас с вами конец. Поэтому этот суммарный вектор, он у нас и будет смотреть из начала всех этих векторов в конец того, куда мы с вами пришли. Здесь напишите мне тогда десяточку, если с этим мы с вами также разобрались, потому что это нам уже сегодня потребуется. Вот. Жду от вас ставить здесь десяточку. Ну и тогда пора поговорить про проекции. Все-таки я буду так действовать немножко побыстрее. Угу. Десяточки есть, это изумительно. Поехали тогда к проекции. 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 Здесь давайте я сначала скажу некоторое общее определение того, как у нас ищется проекция, а потом мы с вами будем использовать сначала в первых двух занятиях, то есть сегодня и завтра, будем использовать некоторые частные случаи, когда вектор у нас будет параллелен оси. Потому что это самые простые случаи, и давайте мы сначала к ним привыкнем. Потому что вдруг из вас, а я думаю, есть такие, которые к векторам еще не сильно привыкли, и им нужно потихонечку к ним привыкать. Поэтому сначала давайте я как раз-таки скажу общий случай, а потом мы с вами будем пользоваться именно частным случаем. Так, проекции. Проекции. Как у нас задается проекция? Вообще, что это такое? Ну, если говорить про некоторый смысл, то проекция — это просто некоторый числовой вклад в какую-нибудь ось. То есть вот у нас есть вектор А, у нас есть ось X. И вот проекция вектора А на ось X мы с вами, во-первых, будем обозначать как AX. То есть давайте сразу обозначу, что у нас есть всего 3 обозначения. Первое — это вектор. Потом обозначение А маленькое, видите, без значка. И третье обозначение — это AX. То есть 3 таких разных обозначения. И, в свою очередь, AX — это будет проекция. Проекция вектора А на ось X. И как, в свою очередь, будет искаться вот эта красивая проекция AX? Она будет искаться элементарным образом, как просто мы с вами должны взять, опустить
перпендикуляры из конца и начала и найти координаты конца и начала. То есть здесь у меня будет координата конца, а здесь у меня будет координата начала. Здесь перпендикуляр, здесь у меня перпендикуляр. И в свою очередь проекцией у нас будет называться разность этих координат. То есть это будет координата конца минус координата начала. То есть это если мы с вами хотим говорить про определение того, что такое проекция. Ну, думаю, здесь ничего страшного нет. То есть особенно здесь можно рассмотреть даже некоторый такой примерчик, с помощью которого это будет легко, в свою очередь, показываться. Даже не знаю, у меня здесь место есть. У меня есть место только здесь, да? Здесь оно у меня уже заканчивается. Так. Даже не знаю, где бы это отобразить. Ну, давайте это буду делать так. Лучше мы с вами рассмотрим примеры немножко сразу на других вещах, которые нам потребуются. А здесь мы с вами просто поняли, какое есть определение. Это сразу скажу общий случай. Но нас будет интересовать именно частный случай на первые два занятия. Давайте мы сначала поговорим про первый частный случай. Давайте частные случаи. Частный случай. Когда наш вектор, давайте мы его с вами, наверное, обозначим, ладно, как вектор А, либо лучше всего, наверное, обозначить как вектор S, чтобы немножечко уже переходить на слова по физике. Так, чтобы нам было привычно потом некоторые вещи другие писать. Давайте мы с вами будем рассматривать некоторый вектор S, и в свою очередь вектор S у нас будет параллелен оси OX. То есть здесь, как вы видите, наш вектор, он был не параллелен оси X, и проекция на ось X высчитывается как координат конца минус координат начала. И отсюда можно будет вывести некоторые разные другие свои вещи. И давайте мы с вами вот этот общий случай оставим, перейдем к частному, где вектор S, то есть либо вот этот вектор А, будут параллельны оси X. И вот давайте первый такой пунктик, когда у вас вектор S, он будет сонаправлен с осью X. Вот. Вот у меня будет ось X, и вот у меня будет вектор S, который будет смотреть туда же, куда ось X. Окей? И при этом бам-бам-бам-бам, бам-бам-бам. Мне будет известно, что, например, здесь у меня будет координата, например, 5, а здесь у меня будет координата, например, 10. То есть мне так известно, что на этой числовой оси, здесь, если я опущу перпендикулярчик на ось X, я попадаю в пятерочку, а здесь, если я опущу перпендикулярчик на ось X, я получаю десяточку. Ну и тогда вопрос к вам. А чему равна проекция вектора S на ось X в этом случае? Напишите мне в комментариях, чему будет равна проекция вектора S на ось X в этом случае. Жду от вас это в комментариях. Пятерочка. Правильно, это будет пятерочка, потому что мы должны из конечной координаты вычесть начальную. То есть это будет 10 минус 5, а значит будет выражаться как 5. Круто, логично, да? Ну и при этом, что важно здесь отметить, что смотрите, у вас же длина вектора, если что, я буду ее обозначать вот таким образом, вот на S. Она же как раз у меня и совпадает с этой длиной. То есть с расстоянием между вот этими двумя точками, а что выражается как 5. То есть у меня получается при этом, что длина моего вектора равна 5. Верно, если мы с вами посмотрим на этот рисуночек? То несложно догадаться, что я могу сделать отсюда вывод, что оказывается, если у меня вектор S, если он у меня сонаправлен с осью X, то оказывается, у меня проекция вектора S на ось X выражается как плюс длина этого вектора S. Но это особенно лучше всего сказать вот таким следствием, что если у вас есть ось X, и у вас вектор А смотрит туда же, куда ось X, то можно без всяких координат просто сразу писать, что у вас AX будет определяться как плюс длина этого вектора. Это очень важно. Окей? То есть здесь, я думаю, мы с вами чуть-чуть прочувствовали, откуда это взялось, поэтому сразу мы будем с вами пользоваться без вывода именно вот этим соображением, что проекция вектора А, если он параллелен оси X и смотрит туда же, куда ось X, выражается как просто плюс наша длина вектора. Окей?
Конечно, если что, проекция — это какая-то скалярная величина, то есть это число. Это не имеет никакого направления, это именно число, которое может быть как положительно, так и отрицательно. Здесь напишите мне это 11, если мы с вами согласны вот с этим результатом. Тогда давайте пунктик 2. И рассмотрим случай, когда, например, вектор S у нас будет противонаправлен оси X. Первая теорема на курсе, да. Вот давайте рассмотрим такой случай, что, например, у меня вектор S будет смотреть сюда. Вот у меня будет ось X. И, например, мне будет известно, что здесь, в свою очередь, будет координата, ну какая? Ну, к примеру, 0, а здесь у меня будет координата, к примеру, 9. Вопрос к вам. Чему будет равна проекция вектора S на ось X? Давайте вы мне сами напишите в координатах, чему будет равна проекция вектора S на ось X. Конечно. У нас сегодня с тобой вебинар в 5 часов будет длиться. Просто вначале мы должны немножко поговорить про некоторые базовые вещи, потому что я, конечно, понимаю, есть ребята, которые за это спокойно шарят, но я еще при этом понимаю, что есть ребята, которые за это могут не шарить. Вот, и могут путаться. Поэтому я все-таки для себя сделал вывод, что чуть-чуть да нужно про это рассказать. Те задачи, конечно, будем решать, особенно мне будет интересно решить 5-ю, которую я там сам придумал. Минус 9, правильно. То есть у меня проекция вектора S на ось X это будет 0 минус 9. То есть будет минус 9. Ну или еще с другой стороны, что мы с вами получаем здесь? Что так как у нас это и будет длина вектора S, то с другой стороны это же будет длина, то есть расстояние между вот этими двумя точками. Это есть как раз 9. Значит, получаем, что S у меня равняется 9. А значит, мы можем сделать вывод, что проекция вектора S на ось X у нас будет выражаться как минус S. То есть мы с вами видим, что если вектор смотрит против направления оси, то проекция будет выражаться как минус модуль этого вектора. И это давайте мы с вами здесь проиллюстрируем в каком-то общем виде. То есть я получаю, что если у меня есть вектор А, который смотрит против оси X, то тогда проекция этого вектора А на ось X у меня выражается как минус А, что в свою очередь, если что, будет меньше нуля. А здесь давайте обратим внимание, что больше. Так, мне интересно, я там попал? Да, я попал. Все, здесь напишите мне тогда 12, если мы с вами разобрались с этими двумя важными величинами. А самое главное, это с этими двумя вещами. Если вектор смотрит туда же, то это плюс А. Если против, то это минус А. Вот. Ну и что третье, хотелось бы, наверное, отметить. Третий пунктик. Он уже, наверное, не подходит к этому частному случаю, но все-таки его хотелось бы упомянуть. Это что же будет, если у меня вектор S будет перпендикулярен оси X? То проекция вектора S на ось X чему будет равна? Вы пока мне напишите в комментарии, чему будет равна тогда проекция вектора S на ось X. Если у меня вектор S перпендикулярен оси X. Нулю, правильно. Почему? Потому что у вас тогда координата конца, она будет совпадать с координатой начала. То есть у вас здесь координата начала будет, и здесь же будет координата конца. Поэтому, конечно, у меня проекция вектора S на ось X будет 0. Этим мы тоже с вами будем пользоваться. Ну все, то есть, наверное, самое важное поговорили. И теперь хотелось бы, наверное, понять, а вообще для чего нам нужны проекции? Вообще, зачем люди взяли и придумали проекции? Нельзя же было просто, наверное, просто взять и вот с этим играться. А вот это давайте мы с вами сейчас разберемся. То есть я вам продемонстрирую формат того, как можно находить значение вектора и его направление двумя способами. Через геометрию и второе, через как раз-таки проекции. Поэтому давайте я некоторую часть здесь сотру. И будет все тогда по кайфу. И еще раз напомню, что, может быть, из вас сейчас есть ребята, которые за это все шарят. И, конечно, они могут сказать, типа, о, господи, Глеб, давай все раздавай здесь будем решать. А то что-то как-то ты слишком легкая. Но я так скажу. Раз я обещал за все шарить, чтобы мы с вами все чувствовали, то нужно все важное помнить. Ну и тем более это будет коротко. Так, вектор. Вот это, наверное, мне нужно стереть. Да, давайте вот это я сотру. Вот. И тогда
чуть другую вещь мы с вами сейчас обсудим. Потому что все-таки физика без математики никак. Стираем, стираем, стираем. Ну как, кстати, напишите, что как. Вы знали до этого вектора или нет? Плавали в них или нет? То есть мне интересно, насколько нас много тех, которые шарят, и насколько много ребят, те, которые изначально вектора не знали. Так, даже не знаю, может быть, что здесь оставить. Давайте вот это я все сотру. Почему бы и нет? И будет прекрасно. Даже не знаю, стирать нет. Ладно, сейчас сотрем что-нибудь. Ой. Так. Плавали, как на яхте. На обалден. Так, опа. И, кстати, что хотел бы отметить, многие могут меня спросить, потому что уже приходили разные такие вопросы. Глеб, а вот весь курс, он будет проводиться за доской или же за графическим планшетом? Я так скажу, он будет проводиться за доской, за этой доской, и все 5 там, бывает, может быть, 6, бывает, может быть, 4 часа мы с вами будем именно проводить за доской, чтобы нам было максимально все по кайфу, работать приятно и так далее. Так, ладно, давайте вот это сотру, тоже оно не нужно. Хотя можно было бы оставить. Вот. И будет хорошо, чтобы мы с вами начали с новой чистенькой доски. Так, давай, давай, давай. Сотрись. Все. Это финальная часть нашей стирания. Перерывы, ну, где-то в среднем спустя час-полтора. Ну, вот. Но сегодня, правда, открытый вебинарчик. И вот не знаю, как что сегодня. Потому что на открытых в основном как-то не принято делать перерывчик, но посмотрим. Может быть, сделаем. Потому что перерывчик — это годная вещь. Во, поехали. Доска у нас чистая, она готова к дальнейшему боту. Так. Ой, поехали. Давайте мы с вами будем рассматривать такой случай. Пусть, к примеру, у нас есть вектор А, который направлен куда-нибудь сюда. Вектор А. И, к примеру, у нас есть вектор B. Вектор B у нас, в свою очередь, будет направлен вот сюда. Надеюсь, у меня получилось их параллельно изобразить. Так, нам, конечно, будет известны наши вектора А и Б, то есть нам известны их длины. То есть нам известно, что здесь длина вектора А — это просто есть А маленькая. А маленькая. И известно, что здесь у нас длина выражается как Б маленькая. И, кстати, к этому же мы еще с вами знаем, что, например, А у нас будет меньше, чем 2b. Нам это просто пригодится. Что хотим? Хотим следующее. Хотим, или хочу. Да, давайте хотим. Я думаю, вы тоже хотите. Хотим вектор c, который будет равен вектору А или плюс 2b. Давайте плюс 2b вектор. Вот. Только давайте я здесь направление сделаю влево. Да, потому что я хотел первоначально влево, а не вправо. Что-то я в голове... Вот. Давайте мы чуть-чуть вот здесь поменяем, его просто сделаем направленным влево. И тогда как раз-таки будет по красоте. Вот. То есть я это здесь сделаю так. И направление вектора b будет сюда. Хотим вектор c равный вектору А плюс 2b, где у нас c будет как раз-таки нам неизвестно. То есть хотим выразить c маленькое. Попробуйте сразу мне написать в комментариях, а c как будет выражаться? Типа А плюс 2b, или может быть А минус 2b, или 2b минус А. Попробуйте написать уже в комментариях, так немножечко предугадав события.
И давайте покажу несколько способов того, как мы с вами будем решать такие задачи. 1/2 А будет вектор С направлен в сторону вектора А. А почему 1/2? Если я говорю, что А просто меньше, чем 2b, он не равен 2b, он просто меньше, чем 2b. Да, мне, если что, все параллельно друг другу, то есть это параллельные вектора. Вот. Теперь давайте мы решим несколькими способами. Тогда А маленькая кружочек — это геома. Способ через геометрию. Геома. Как, в свою очередь, будет заключаться геома? А минус 2b, ну вот здесь, кстати, Курай Сип, немножко, давайте вы посмотрите. А меньше, чем 2b. Получается, если вы делаете А минус 2b, то у вас величина какая-то отрицательная выходит, правильно? А вы ищете модуль вектора. Модуль вектора отрицательный, что ли? Что-то не то. Вот. Поэтому здесь пишем, как у нас будет выражаться геома. Во-первых, мы должны просто это взять и отобразить на рисуночке через геометрию. То есть у нас будет вектор А. И к этому вектору А мы с вами прибавляем 2b. Где, конечно, 2b у нас просто будет смотреть туда же, куда и наш вектор b. Так, наверное, я давайте голубеньким здесь обозначу. То есть у нас вектор 2b будет идти влево. Но есть прикольчик. Наверное, здесь как-то не вышло, но вот я надеюсь, по этой части у меня получилось это обосновать. Я помещаюсь. Ой, да, я там хорошо помещаюсь. То есть сюда у меня будет смотреть 2b вектор. Подлиннее надо было, да? Ну ладно, здесь я уже не исправлю. Наверное, самое главное, чем нужно пользоваться, это А меньше, чем 2b. Что-то у меня здесь эта штука, она не сильно красиво вышла. Потому что идея планировалась красивая, но реализация идеи вышла, конечно, веселой. Давайте я b наконец-то подлиннее изображу. То есть у меня где-то вот так вот должен выглядеть. Посюда должен идти. Во. И А меньше, чем 2b. И вот сюда. Во. Так другое дело. И что мы с вами тогда получаем? Что, конечно, наш суммарный вектор c, он будет смотреть из нашего начала. Вот наше начало. В конец. Вот здесь будет наш конец. Поэтому получаю, что наш вектор c, он будет смотреть вот сюда. И как вы видите, он смотрит против вектора А. Что интересно здесь было бы как раз и заметить. И что мы с вами получаем по длинам наших векторов? Смотрим, что длина вот этого вектора, это есть как раз 2b. Длина этого вектора, это есть А маленькая. А здесь будет таиться наша заветная длина вектора c. И что мы с вами здесь можем заметить? Что 2b это есть А плюс c. Поэтому пишем, что 2b это просто будет А плюс c. Ну или отсюда я получаю, что c это будет 2b минус А. Это был первый поиск, первый способ того, как находить такую штучку, как значение длины вектора c. Здесь мне напишите, пожалуйста, c, если вы согласны с тем, как я это получил. Второй пунктик, b маленькая. Это, даже не знаю, матеша, алгебра. Или давайте проекции. Проекции. Они здесь рулят. То есть сейчас нам ничего здесь не требуется, наверное, как-то отдельно изображать. То есть на рисунке мы можем просто забить. То есть сказать типа, мне лень рисовать, я буду опираться на математику. И что вы тогда получаете? Вот давайте я вам напомню, что у нас есть вектор А, который смотрит в данном случае вправо. Надеюсь, у меня горизонтально вышел. Так, вот он вектор А. И есть вектор Б. Вектор Б. Я давайте введу ось X. Ось X. Ну, не знаю, куда я направлю, давайте я направлю вправо. Если что, у меня ось X будет параллельно этим двум векторам. Ну и что самое интересное? Что вот у нас есть с вами соотношение вида вектор c, это есть как вектор А плюс вектор 2b. И давайте мы теперь возьмем и спроецируем это соотношение на ось X. То есть мы с вами пишем тогда,
у нас есть ось x, проецируем это соотношение на ось x. Что значит, что мы с вами проецируем? Это значит, что значок вектора мы с вами убираем, а индекс x приписываем. Получаем, что здесь у нас будет cx, это будет ax плюс 2bx. Значок вектора убрал, индекс x приписал. Все, easy, easy. А вот теперь моя задача раскрыть эти проекции. То есть, чему равна у меня проекция вектора а на ось x? Но как вы видите, у меня вектор а смотрит туда же, куда ось x. То есть у меня вектор а смотрит туда же, куда ось x. Они сонаправлены. А значит, по той теории, которую мы с вами писали, проекция вектора а на ось x у нас будет выражаться как просто плюс а. Давайте я здесь попробую отметить, что вектор а у нас сонаправлен с осью x. Здесь напишите плюсик, если это окей. Надеюсь, это не сомнительно, но окей, это просто окей. Вот. Проекция вектора b на ось x, bx. И это, в свою очередь, будет минус b. Потому что вектор b смотрит против оси x. Пишем тогда вектор b у меня направлен против оси x. Угу. Ну и все, подставляем сюда. Я получаю, что проекция вектора c на ось x, это у нас будет а маленькая минус 2b маленькая. И что мы с вами можем отметить? Что давайте посмотрим вот сюда. У нас же сказано, что а меньше, чем 2b. Вот сюда посмотрим. А меньше, чем 2b. А значит, а минус 2b у нас же будет меньше нуля. Все-таки вот эта штучка меньше, чем 2b. То есть мы получаем, что эта штука меньше нуля. А вот вопрос к вам. Раз у нас cx меньше нуля, то у меня не c отрицательная, проекция вектора c отрицательная. Раз у меня cx меньше нуля, то значит вектор c, он будет смотреть по оси x или против. Напишите по, если он будет смотреть туда же, куда ось x, и против, если он будет смотреть против оси x. Если мы с вами получили, что проекция вектора c у нас отрицательна. Тоже заметим, что если вектор b смотрит против оси x, то его проекция отрицательна. Если вектор a смотрит туда же, куда ось x, то его проекция положительна. Правильно, против. То есть, следовательно, мы можем сделать вывод. Сейчас у меня только маркер. Давай, маркер, пиши. Следовательно, наш вектор c, он смотрит против оси x. А значит, его проекция c на ось x у нас будет выражаться как минус c. Потому что, как мы с вами помним, если вектор c смотрит против оси x, то его проекция выражается как минус c. Ну отсюда я делаю вывод, что минус c это будет как а минус 2b. Ну а значит, на минус я могу домножить. И получаю, что домножив на минус, у меня будет c, это будет как 2b минус а. Ну и давайте заметим, выражение получилось одним и тем же. То есть оба способа работают и при этом показывают правильный, одинаковый результат. Здесь напишите мне 15, если с этим мы с вами согласны. Вот. Также давайте я попробую как-нибудь здесь выделить, что мы с вами получили здесь. c это 2b минус а. И здесь c это 2b минус а. Угу. Вот, пойдем дальше. Давайте усложним нашу жизнь. Теперь давайте я буду рассматривать чуть другое. Угу. Наверное, те же самые а и б. Сейчас я посмотрю свои подсказки себе, как я могу себе писать. Да, давайте то же самое, только немножко другую штуку. Ой, пример, то есть это был пример номер 1. А теперь давайте пример номер 2. Так, привет, Глеб. ДВИ не сдаю, чисто поздороваться зашел. Здорово, прекрасно. Только если что, это не к ДВИ, это к Олимпиадам. Но... Хотя и к ДВИ на самом деле подойдет. Вот. Но я тоже здорово, рад. Так. Берем, изображаем вектор А. И давайте я также здесь обозначу вектор Б. Только здесь мы его можем обозначить немножко покороче, то есть уже не париться на тему того, он там больше, меньше там чего-то, здесь можно не париться. И что я хочу? Хочу или хотим. Хотим. Вектор С, который будет равен вектору А минус 3b вектор. Вопрос к вам.
к чему у меня будет выражаться значение вектора c, выраженного как вектор а минус 3b. c мне неизвестно. Конечно, длины векторов а и b мне известны. Попробуйте здесь мне уже написать, как мне будет выражаться значение вектора c. То есть а плюс 3b, а минус 3b, не знаю, 3b минус а. Вот что вы можете здесь предложить? Так, как будем делать? Ну, как всегда, давайте использовать два способа. Так, первый способ. А маленькая. Это будет геома. Геома. С это а плюс 3b. Красавцы, просто красавчики. Это прекрасно. Потому что многие, они что делают? Они говорят типа, так у нас же это, вроде в 7 классе учили. Если здесь у нас какой-то коэффициентик один и тот же, то мы его сокращаем. А значит, примерно можно и векторочку там пэм, и получается c а минус 3b. Это самая частая ошибка, что просто значок вектора убирают и вуаля получают. Угу, конечно. Поэтому поехали. Давайте разбираться правильно, как это нужно делать. Вот у нас есть вектор а. И потом мы должны прибавить минус 3b. То есть, смотрите, здесь написано минус 3b, но в чем прикол? Это, в свою очередь, можно переписать таким образом, как вектор а плюс минус 3b вектор. А значит, давайте мы с вами как раз сюда прибавим минус 3b. Что такое минус 3b? Это значит, что у вас вектор b увеличивается в 3 раза по длине, но при этом меняет направление. Поэтому здесь это, да, минус 3b. Прибавляю в этом направлении. Вот он, минус 3b. Вот как у меня будет выглядеть, в свою очередь, минус 3b. Ну и, конечно, тогда суммарный вектор, он у меня будет смотреть из начала в конец. Вот у меня суммарный вектор. Это у меня суммарный вектор c. Ну и тогда остается чисто с длинами поработать, и будет все прекрасно. Что? Потому что вычитаем, а вектор противоположный, вот это как-то не очень сказано. То есть почему следует из того, что вектор противоположный, там должен быть где-то минус? Нет. То есть, типа, как-то мне не понравилось твое объяснение, как будто ты говоришь, что вектор b, я тоже не понял. То есть, типа, как-то ты варьируешься с векторочками и их направлениями. Лучше так говорить, наверное, про проекции все-таки. Вот. Здесь давайте мы с вами обозначим, что у нас будет длина вектора c, это будет c маленькая. Длина вектора а, это будет а маленькая. Ну и, конечно, длина вектора минус 3b. Вот здесь самая частая ошибка, что должно быть не минус 3b, а просто 3b. Потому что длина у вас не может быть отрицательной. Ну и получаем, что в этом случае длина всего отрезка c, вот, это просто будет а маленькая плюс 3b. Напишите мне это c, если вы с этим согласны. Ну в проекциях, да. Просто ты про проекции не сказал и не очень. Просто как раз-таки очень важна терминология всякая здесь. Так, ну и поехали тогда к v маленькая проекция. Не знаю, у меня там есть место? Ну, давайте попробую здесь поместить. v маленькая проекции. Проекции. Делаем все то же самое. То есть, как всегда, изображаем наш вектор а. Изображаем наш вектор b. И давайте изобразим куда-нибудь направленную ось x. И что теперь? Важного, интересного мы с вами можем сказать. Потому что c. Английское. Так. И я напомню, что данное выражение вида c вектор это есть a минус 3b мы с вами можем взять и спроецировать на ось x. Что значит спроецировать на ось x? Это значит значок вектора убрать, индекс x приписать. Пишем cx это будет ax минус 3bx. Самая частая ошибка, что люди просто здесь говорят, так ну вектор b смотрит против x, значит здесь типа минус на минус дает плюс. Но нет, этот минус стоится здесь, в проекции вектора b, bx. А когда вы проецируете, вы просто значок вектора убираете, все минусы и так далее, все это остается. А теперь раскрываем. Раскрываем проекции. Что такое проекция вектора а на ось x? Это просто будет плюс а маленькая. Потому что вектор а смотрит туда же, куда ось x.
проекция вектора b на ось x. Но как мы с вами видим, вектор b смотрит против оси x, значит это будет минус b маленькая. Потому что вектор b у нас смотрит против оси x. Подставляем теперь сюда, и я получаю, что проекция вектора c на ось x это будет а маленькая минус 3b на минус b маленькая. Минус на минус дает плюс, поэтому я получаю, что это будет c плюс 3b. Красиво, приятно. Ну и отсюда мы можем сделать вывод, что так как эта штука у нас больше нуля, то напишите мне в комментариях, у вас вектор c смотрит туда же, куда ось x, или против. То есть можете написать туда, если он туда же, куда ось x, и про, если он смотрит против оси x. Жду от вас это сообщение, туда или против. И тогда мы с вами сможем понять, как у нас раскрывается проекция вектора c на ось x. Туда же, правильно, потому что у нас проекция положительная. Поэтому я получаю, следовательно, у нас вектор c смотрит туда же, куда ось x. А следовательно, проекция вектора c на ось x это просто будет как плюс c. Ну и я делаю вывод, ой, только у меня здесь а маленькая, извиняюсь. Поэтому я делаю вывод, что c маленькая это будет а плюс 3b. И ни в коем случае это не выражается как а минус 3b. Ну как? Все, с векторами окей. Здесь напишите ок, если нам все было ок, что я сейчас продемонстрировал. То есть в плане векторов у нас с вами все готово. Нам остается только тогда начинать говорить про суммирование. Ок. Прекрасно. Изумительно. Так, давайте я тогда сотру с доски. Пока я буду стирать доски, как вы помните, это не сильно быстро, вы можете чуть-чуть так вот чуть-чуть передохнуть. Вот, если что, вы можете мне задать также любой вопрос, который вас интересует. Вот, опа. Ну и, кстати, параллельно также напишите, в каком вы сейчас классе. Будет интересно узнать, что у нас как и что творится. Вот, и будет прекрасно. О, ну и, конечно, видите, я здесь все не стираю. Здесь есть такой великолепный промокодик «Успей», который будет давать скидку на 17% при как раз записи на данную смену Ньютон по механике, которая будет доводить с почти нулевого уровня до высоких результатов на перечневых олимпиадах. Все-таки перечневые олимпиады, они вам будут давать ой-ой, какие приятные бонусы. Вот. Потому что можно будет поступать как по БВИ, или просто можно будет залутать приятную сотку, что очень-очень-очень приятно. Вот, поэтому я и специально делаю данную смену, чтобы специально таким ребятам, как, может быть, те, которые вообще не знали об олимпиадах, начали этим заниматься, потому что с помощью этого в разы проще поступать в ВУЗ, чем по ЕГЭ. По ЕГЭ там страшно, волнительно, а здесь взял, пришел, несколько олимпиад написал, потому что их много, как минимум 5 штук можно взять и найти. На некоторых потренироваться, а на некоторых взять диплом, что дает право БВИ, то есть без ЕГЭ поступать. Ну, формально, там 75 плюс надо будет набрать, но это изи, если вы олимпиадки. Вот. А во-вторых, во-вторых, я забыл. Во-вторых, просто олимпиада это круто и интересно. Но, конечно, надо будет поботать. Так. Опа. Сейчас. О, здесь, оказывается, еще одна была тряпка. Забавно. Я даже не знал. Называется, в ведре я нашел еще одну тряпку. Так, это стираем. Так что вот он, промокодик. Успей. И, конечно, он, в свою очередь, будет действовать до завтрашнего вечера. То есть завтра в 12 часов ночи он перестанет действовать. Потому что, ну все, это типа, успей запрыгнуть в последний вагон. Потому что так-то, конечно, есть промокодик Джун на скидку в 10%. Ну, типа, пожалуйста. Что дает Олимпиада Курчатов? Олимпиада Курчатов дает право поступления БВИ, как я помню, даже на факультет ЛФИ на физтех. Вот, также дает право БВИ поступления на ФЭФМ, на физтех. Право БВИ поступления, вот как я помню, вроде Олимпиад у Курчатов первого уровня, поэтому право БВИ также можно в МГУ. То есть, главное, поймите, что на самом деле в разные вузы там свои олимпиады дают БВИ либо сотки. Это лучше смотреть на сайте каждого вуза отдельно.
Но раньше, я помню, там, в прошлом году Курчатов давал БВИ к нам на физтех, в МГУ, в Бамонку, как минимум, в МИФИ. То есть это крутая олимпиада. Но самая базовая — это физтех, олимпиада Курчатов и Росатом. Вот они просто, вот эту вот тройку, ее обязательно нужно писать. Так, работать придется в любом случае, только в одном трястись над ЕГЭ, а во втором на уверенности диплом БВИ. Да-да-да, все верно. Так, в 9-й, перехожу в 10-й. О, круто. Можно ли межнар пройти? То есть можно ли межнар пройти? Межнар пройти на этой смене? Ну, мы будем решать некоторые задачи такие интересные, но прям с нуля до межнара я не скажу. Вот типа, если ты пройдешь эту смену, потом будешь сам жестко ботать, и ты сейчас в 9 классе, то есть шансы. Так, с сигмой да. Поехали. Суммирование. Это вторая главная часть. Ой, там, где первое я не обозначил, напишите, может быть, так, циферку 1, римскую. Вот, а здесь теперь вторая. Суммирование. Мирование. Это просто, знаете, вот самая такая главная база для всех ребят, которые начинают заниматься олимпиадами. Это вот, наверное, самая важная база для олимпиадников. Без этого, ну никуда, без суммирования, ну никак. Вот просто, ну никак. В ЕГЭ, пожалуйста, про суммирование можешь даже не знать, а вот в олимпиадах важно. Поэтому погнали. Уже час пролетел. Да, и вот я же говорил, господи, а поэтому вебинар идет 4-5 часов. Потому что они быстро пролетают. Так, суммирование. Давайте начнем немножко с базы. Давайте представим человека, который сидел, долго думал, и ему просто наскучило, и он захотел сначала посчитать такие циферки, ну, такие чиселки, как 1, плюс 2, плюс 3, плюс 4. Ну, думаю, он сидел, ему стало скучно, он это написал, такой, так вроде ачев. 1 плюс 3 это 4, плюс 4 это 8, плюс 2 это 10. Короче, суммарно получаем это 10. Угу. Ну, это изи. Поэтому он дальше такой сказал, что мне слишком стало скучно, и хотелось бы мне посчитать немножко другую штуку, как S вида 1, плюс 2, плюс 3, плюс 4, плюс и так далее, плюс n. То есть здесь всего у нас будет n натуральных чисел. Угу. Ну, это уже будет, в свою очередь, как-то посложнее написать, посчитать. Конечно, я думаю, многие из вас уже знают арифметическую прогрессию и так далее, но вот все равно как-то вот сложно, странно, даже вообще долго писать. Поэтому ему еще наскучило, он подумал, что, наверное, давай-ка что-нибудь еще другое посчитаю, а попробую-ка я записать вот такую сумму. Видно как 2 в степени 1, плюс 2 в степени 2, плюс 2 в степени 3, плюс и так далее, плюс 2 в степени n. Угу. Ну, уже повеселее. То есть что-то уже интересно здесь намечается. Но этот человек был ленивый, жесть, просто. Вот лентяй. И он сказал, я не хочу все время вот такую некрасивую штуку писать. То есть здесь-то ладно, 4 раза написал, сойдет. Но здесь я что, все n раз должен писать? Или, ну, все равно это долго, это длинно, неприятно. Хотелось бы покороче. Что тогда? Тогда ему в голову приходит великолепная идея. Воспользоваться сигмой. Или еще по-другому, как сумма. Давайте мы ее с вами здесь и обозначим. Вот она, сумма. Или еще также называется как сигма большая. Сигма. Сумма наша. А как мы ей можем воспользоваться? А оказывается, что можно будет себе здесь записать? Давайте напишем, что облегчим жизнь. Ну или... Ну, короче, давайте запишем. Сделаем так. Сделаем так. Чтобы вот как-то вот так вот долго не писать, люди говорят, что пусть у нас будет сумма, которая будет записываться вот таким образом. Только сначала давайте я здесь чуть-чуть подлиннее сделаю, чтобы как-то покрасивее нам было.
Так. Во. И, например, я хочу взять, посчитать сумму х-итых от i равного единице до n маленького. То есть давайте я вам сначала покажу пример вообще, что это такое, а потом мы с вами это запишем на данных примерчиках. Вот что такое будет сумма по i от единицы до n таких вот х-итых. Это значит, что у нас будут слагаемые х-итые, у которых индекс i будет меняться от единицы до n из натуральных чисел. То есть мы получаем, что у нас будет сначала x1, потому что i вначале у нас принимает единицу. Потом мы прибавляем второе слагаемое, при котором у нас i принимает значение 2. Значит, это будет x2. Потом плюс у нас i будет принимать значение 3. Получаем x3. Плюс и так далее. Плюс xn. То есть везде у нас как раз i будет перебегать от единицы до n. И каждое такое слагаемое мы с вами здесь записали. То есть давайте сделаем так. Тогда как у нас будут переписываться данные суммы, которые я изобразил повыше? А оказывается, они будут выписываться вот таким интересным образом. Используя вот это определение, давайте запишем первое. Видим, что у нас происходит 1, 2, 3, 4. То есть как раз происходит набор вот таких вот натуральных чисел. Да, если i равняется 5, то ты бы начинал бы с x5. Да, все верно. То есть это как раз и начальный твой индекс. Был бы здесь 0, был бы здесь 0. Пишем тогда здесь. Что мы с вами можем здесь заметить? Что это будет сумма просто элементов i от i равной единице до 4. То есть как раз мы берем, суммируем i маленький, который перебегает от единицы до 2, от единицы до 4, и получаем, вначале это будет единица, потом i принимает значение 2, потом i принимает значение 3, и финально i принимает 4. n это просто какое-то натуральное число. Там 8, 15, 500, миллион, любое натуральное число. Одно натуральное число. Окей? Это не множество, это просто натуральное число. Видишь? То есть первое, второе, третье, четвертое, вот, например, 8. Вот. Что же мы можем сказать здесь? Здесь я получаю, просто у меня места мало, давайте я запишу. 1 плюс 2 плюс 3 плюс n можно переписать в виде как сумма по i от i равного единице до n. То есть как раз у нас i сначала принимает значение единицы, потом i принимает значение 2, потом i принимает значение 3. И вот мы суммируем вот этот как раз элементик. Сначала при единице, потом при двойке и так далее. Что же делать в этом случае? Здесь я получаю. Это будет сумма. Теперь, как мы с вами видим, у нас меняются вот такие вот натуральные числа. Вот здесь вот в степенях. То есть, видите, 2 в степени 1, 2 в степени 2, 2 в степени 3 и так далее. Поэтому я могу тогда здесь записать, что это будет сумма 2 в степени i от i равной единице до n маленького. Верно? То есть у нас получается сначала первое слагаемое, вот оно x1 или 2 в степени 1, потому что i равняется единице. Потом i у нас принимает значение 2, поэтому мы сюда поставляем двойку. Потом плюс значение этого элемента при i равном 3, это 2 в степени 3. Потом плюс и так далее. Здесь можем написать плюс 2 в степени n, где у нас это будет n-ное слагаемое, где i принимает n. Смешанный шаг суммирования, это что значит ты хочешь? А мы можем суммировать не целые числа, например, с промежутком не 1, а 0,5. Ну, ты можешь суммировать как захочешь. Вот. Но в основном, я бы так честно сказал, мы с вами будем на эти индексы забивать. То есть мы сейчас с вами вот некоторые индексы ввели. Давайте пока чисто для себя будем считать по натуральным числам, потому что оно так лучше всего. Хотя я так скажу. 0,5. Я просто так скажу. Всегда суммы пишутся, где у вас и меняется по натуральным числам. Вот. Можно сделать суммирование, где у вас будет суммирование немножко другое производиться. Вот, и там можно будет поиграться разными. Но здесь давайте зафиксируем, что всегда по натуральным числам. То есть и 1, 2, 3, 4 и так далее. Там 5, 8, 6, 7. Никто ничего не домножает. Давайте мы с вами не будем уходить здесь в серьезную математику. Здесь я просто привел некоторые примерчики. Этого нам хватит спокойненько.
Вот, а что-то другое мы с вами уже рассматривать, ну, оно не потребуется, это вы уже лучше в математике изучаете. То есть здесь самое главное, что просто и у нас перебегает там, от какого-то начального значения до финального значения. Вот, все, с этим разобрались. Здесь напишите мне 15, если с этим мы с вами согласны. Жду от вас здесь-то 15. И тогда давайте мы с вами немножко другую интересную вещь по суммам поговорим. Так, пусть здесь у нас был пунктик А маленький, а здесь тогда у нас будет пунктик Б маленький. Даже не знаю, здесь поместить или там. Ну, давайте здесь пунктик Б маленький. Так. Ну и, конечно, надеюсь, что этими суммами я вас не сильно напугал. Все-таки не такие страшные должны быть. Это просто самое ключевое, где мы с вами суммируем просто элементики. Это особенно давайте на пунктике Б мы с вами покажем. То есть, давайте мы с вами рассмотрим вот такую ось X. Вот будет наша ось X. Только, наверное, я бы ее также изобразил подлиннее, чтобы нам было еще с кайфом. Ось X. И пусть у нас будет начальная какая-то координата x0, и будет какая-нибудь конечная координата xk. Окей? Угу. Хорошо. И давайте мы возьмем и разобьем вот этот большой отрезок на некоторые отрезочки. То есть я здесь возьму и помечу вот первый какой-нибудь пунктик, второй пунктик, четвертый там. То есть помечу какие-то координаты. Сделал, да? И что мы тогда с вами видим? Что у нас вот этот большой суммарный отрезок, он разбивается на много каких-то отрезков. Первый отрезочек, второй, третий, четвертый и так далее. То есть, видите, здесь я, получается, разбил на какое-то произвольное количество отрезков. Ну, поменьше, правда. Угу. Ну и давайте каждый из этих отрезочков мы с вами пронумеруем. Элегантно. Только вначале давайте я каждой координате также дам некоторый номер. То есть у нас здесь будет первая координата x1, здесь будет x2, здесь будет x3 и так далее. Здесь у нас будет, например, xn минус 1, а x конечно давайте обозначим как просто xn. То есть n-ная координата, n минус 1 координата, ба-ба-ба-бам, здесь нулевая, первая, вторая, третья. Короче, это будут какие-то координаты, которые в себе будут составлять, содержать некоторые числа. Окей. Окей. Так, тогда здесь мы обозначим первый отрезочек. Дельта x1. Где дельта x1? Это будет что? Это x1 минус x0. То есть вот мы с вами видим, что первый вот этот отрезочек, конечно, он будет изображаться как здесь координата больше, минус координата меньше. Или, конечно, координата минус начальная. x1 минус x0. Дельта x1. Так, потом у нас идет дельта x2. Дельта x2. Ну и дельта x2 я, конечно, могу переписать как x2 минус x0. Итак, я могу сделать с каждым отрезочком вот так. Пэм-пэм-пэм-пэм-пэм. Угу. Ну и давайте тогда, например, напишу для какого-то итого отрезочка. То есть у меня здесь будет дельта x итый, где и это просто, например, там какой-то номер. Первый, второй, пятый, восьмой, какой-то другой, вот итый, например, пусть у него будет такое название. Тогда дельта xi, это будет что? Ну, это, конечно, будет xi, xi минус xi минус 1. Ну, это если мы с вами сюда посмотрим, видите, дельта x1 это x1 минус x0, дельта x2 это x2 минус x0. И здесь получается xi минус xi минус 1. Но если так идти, доходить до финального, то здесь будет дельта xn. Значит, мы получаем дельта xn. Я написал дельта n. Дельта xn, конечно же, дельта xn. Так. Так, дельта xn это будет xn минус xn минус 1. Вот, то есть я взял, разбил на много таких вот маленьких отрезочков. Дельта ну что значит? У тебя дельта
x1 она зависит от того, какое принимает значение x1 и x0. То есть если они будут располагаться на каком-то большом, на большом расстоянии от друг друга, то дельта x будет какое-то большое значение. Если они находятся на маленьком расстоянии друг от друга, то дельта x1 будет принимать маленькое значение. Ведь видишь, что это просто x1 минус x0. Все зависит просто от значения этих координат. Нет, это любые. То есть я же сказал, произвольные промежутки. Один может быть очень маленький, другой может быть большой, какой угодный. Не обязательно они должны быть большие. Потому что я ошибся. Потому что я не обратил на это внимания. Здесь все верно. Здесь должна быть штука вида 1. Это важное замечание. Это значит, что вы понимаете. Это хорошо, раз вы мне делаете такие замечания. Так, здесь 1. Да, спасибо. Вот. И теперь же давайте мы с вами поищем вот такую сумму. Сумму дельта x итых. Может быть, здесь написать. А то тут мало места, да. Давайте я здесь буду писать, там я сейчас сотру. Вот, сумма дельта x итых от и получается перебегающего от единицы до n. Потому что нам теперь будет интересно просуммировать все вот эти отрезочки. Типа, а давайте посмотрим, что это тогда в свою очередь будет. То есть давайте я возьму и просуммирую все вот эти отрезочки. Что тогда у меня получится? Это получается, как мы с вами видим, если и у нас перебегает от единицы до n, это будет сумма дельта x1 плюс дельта x2 плюс дельта x3 плюс и так далее плюс дельта xn. И что же это такое? Первый отрезочек, плюс второй, плюс третий, плюс четвертый и так далее, плюс последний. То есть мы с вами просуммировали все вот эти вот отрезочки. Ну или еще по-другому, как мы с вами просуммировали все изменения. И что мы получаем? Просуммируя все отрезочки, мы получаем один большой отрезок. То есть xn или x конечное минус x начальное. То есть я получаю, что это будет xn минус x начальное. Ну а xn, в свою очередь, у меня просто равняется x конечному. То есть я получаю, что просуммировав все вот эти вот отрезочки по отдельности, я получаю один большой отрезок. Вот он, один большой отрезок. Правильно, просуммировав все маленькие изменения, я получаю одно большое изменение. Поэтому это мы с вами и записали. Поэтому давайте мы здесь с вами запишем итог. Что оказывается, сумма всех дельта x, то есть сумма всех таких вот отрезочков или сумма всех таких изменений нам будет выдавать как координата конца минус координата начала. Ну или конечное значение минус начальное значение. Я здесь уже индексы не пишу, потому что здесь мы с вами это уже будем просто подразумевать. То есть, конечно, математически должно записываться так. Но физики в основном вот эти индексы опускают. Они просто говорят, что сумма всех изменений, сумма всех дельта x, это будет просто суммарное большое изменение. Как координат конца минус координат начала. Окей? Здесь мне напишите ок, если с этим мы с вами согласны. Что сумма всех вот таких вот отрезочков нам дает один большой такой отрезок, который выражается как x конечное минус x начальное. Здесь напишите ок, если это ок. Угу. Это, наверное, для проекции векторов чаще всего используется при подсчете расстояний. Нет, это вообще для много чего используется. Особенно для промежутков времен. То есть мы с тобой будем брать и разбивать наше суммарное время. То есть ты можешь сказать, что это будет ось времени. Ты будешь разбивать суммарное время на много маленьких промежутков времен. То есть, например, у тебя прошел час, ты его взял и разбил на 5, 10, 8 минут, то есть на какие-то промежутки. Ну и, конечно, просуммировав все эти промежутки времен, ты получаешь суммарный промежуток времени, как 1 час. Это мы особенно в временах будем использовать. То есть это будет использоваться вообще где угодно. Ты сегодня это познаешь на задачах. Вот. То есть пунктик B маленький у нас с вами готов. Переходим к пунктику V. Вот он уже будет, конечно, повеселее. Он прям уже такой, типа, прям
понасыщеннее, как говорится. Ой, ну поехали. Сразу предупреждаю, сходу может быть страшно. Но, когда вы поймете, что типа, вот так он будет. Окей? Поехали. Не пугаем сейчас условия, которые я напишу. Так, пока только матана был. Не понял. Матана. Что значит матана? Так, поехали. Пусть нам известно, что у нас есть некоторая функция y от x. То есть y это есть некоторая функция y от x. Ну там, например, x квадрат, там x в пятый, ну что захотите. Вот. И хотим найти s, которая выражается как вот такая вот красивая сумма. Сумма y дельта x, где дельта x стремится к нулю. Вот напишите два плюсика, если уже страшно. То есть типа такое, типа, что? Что ты такое мне пишешь? Я только в 9 классе. Это рано. Ну вот, жду от вас, да, плюсик. Ну, два плюсика, если это страшно. Минус, если это не страшно. Вот. И давайте тогда вам покажу некоторую нашу функцию, как раз y от x. Вот наша будет функция y от x. Не знаю, может быть подлиннее, наверное, вот этого уже хватит. Y от x. И каким-то образом она будет здесь идти. Плюс-плюс. Если ребята, которые не боятся, отлично. Вот кто не боитесь, я думаю, вы уже знаете, что это такое. А кто боится, то ждите красоты. Ну вот, например, у меня есть такая функция. Ну, мне кажется, выглядит довольно приятно, лаконично и красиво. Ну, условно да, но там лучше делать разные другие вещи. Но условно да, это как бы интеграл. Но давайте я не буду пока произносить этих слов, потому что для многих это уже страшно. То есть мы давайте просто с этой суммой поработаем. Вот, благодаря мне узнали. Отлично, я очень рад, Егор. Так, и вот давайте мы с вами найдем при этом такую сумму в пределах от x равного x0 до x конечного. То есть здесь мы с вами будем показывать пределы нашего x. Здесь как раз давайте я укажу нашу начальную координату x0. И здесь я укажу эту финальную координату x конечная. Вот. Угу. Ну и давайте размышлять. Вот что такое y дельта x и почему мы должны будем устремлять дельта x к нулю? Что это нам даст? Да, площадь под график считать. Вот это мы с вами сейчас и получим. Поэтому давайте мы с вами, например, скажем, что я рассмотрю какой-то произвольный x. Я же могу так сделать? Могу. Вот рассматриваю какой-то произвольный x. X. При этом значении x у меня функция принимает какое-то свое значение y от x. То есть здесь у меня будет y от x. Ну, в свою очередь, можно это, знаете, обозначить даже здесь просто как y. То есть при этом x мы с вами принимаем какое-то значение y. Давайте даже так, чтобы чуть-чуть было проще. Ну, просто не увеличивать здесь количество символов разных. Да, здесь мы принимаем какое-то значение y. То есть при этом x мы принимаем какое-то значение y. И давайте тогда здесь возьмем и сместимся от x на маленькое значение дельта x. То есть у нас будет x плюс дельта x. Потому что дельта x это в основном какое-то изменение, поэтому если мы к начальной величине прибавляем изменения, то получаем, конечно, конечную величину. Так. Получаю здесь вот такую красотень. Угу. И давайте, в свою очередь, тогда вот эту лапочку, такую красивую, я немножечко отображу в отдельности, чтобы нам было чуть-чуть поинтереснее с ней разбираться. Да, мяу. Как она будет выглядеть?
Получается, давайте мы возьмем дельта x довольно малым. Хорошо? В чем будет прикол? Что если мы с вами возьмем вот этот промежуточек дельта x довольно малым. Если этот промежуточек дельта x, даже не знаю, наверное, это желательно как-нибудь было бы здесь отметить. Вот он, дельта x. То есть дельта x, если мы возьмем довольно малым, то у нас же, в свою очередь, здесь будет не какая-то кривая функция, а просто какая-то прямолинейная часть. То есть у меня будет выглядеть все немножечко вот таким образом. Правильно? То есть напишите два плюсика, если вы с этим согласны, что если я дельта x беру довольно маленьким, то здесь я кусочек своей кривой могу считать как просто кусочком прямой. Вот. Тогда давайте покажу здесь это дельта x. То есть пусть дельта x довольно малый. Угу. И я хочу попробовать выразить площадь вот этого кусочка. Только сначала, конечно, давайте я здесь покажу, что у меня будет. Здесь высота какая? Здесь у меня будет как раз высота y. У меня же здесь возникает просто вот такая прямоугольная трапеция. Вот прямоугольная трапеция, можно ее тоже, не знаю, здесь обвести. Вот она, прямоугольная трапеция. Бам-бам-бам. Бам. И первая, тогда сторона у меня имеет длину y. А здесь давайте я обозначу, вот так, проведя перпендикулярчик, что у меня будет здесь еще такой добавочек вида дельта y. Угу. Вот. Тогда что я могу здесь в свою очередь сказать? Давайте мы с вами выразим площадь всего этого кусочка. Давайте я его обозначу как, не знаю, там, дельта S. Дельта S. Это площадь вот этого прямоугольной трапеции. Но мы, конечно, понимаем, что эту площадь можно просто выразить как площадь вот этого маленького прямоугольничка. То есть это будет y помноженное на дельта x. Давайте попробую это, может быть, здесь заштриховать. То есть это будет y помноженное на дельта x. Плюс маленькая такая добавочка. Плюс маленький такой треугольничек. Вот он. Пам-пам-пам. Площадь этой маленькой добавочки у нас будет выражаться как 1/2 на дельта y на дельта x. Логично. То есть у нас же здесь длина нижнего катета это будет дельта x, длина бокового катета это будет дельта y. И площадь треугольника у нас выражается как 1/2 от произведения наших катетов. Здесь напишите плюсик, если с этим согласны. То есть я вас здесь пока еще не напугал. Да-да-да, вот сейчас я к этому буду вести. И что теперь самое ключевое? Что если у меня дельта x будет стремиться к нулю, то есть вот этим условием давайте мы с вами здесь воспользуемся, что у меня дельта x стремится к нулю, то тогда на самом деле у меня этот рисуночек, он будет на что быть похожим? Он будет вот таким. Вот он. Я думаю, здесь даже плохо видно. То есть при дельта x, стремящемся к нулю, у нас получается вот такой интересный рисуночек. Вот он y. И вот как раз здесь мы можем обозначить дельта x. Дельта x. И как вы видите, площадь вот этого кусочка, ну он просто мизер. Ну он ничто здесь, просто вот кусочек. Вот эта площадочка, даже давайте ее обозначим как S со звездой. Площадь вот этого треугольничка, ну, она ничто, просто потому что не видно ее даже. Можно даже сказать, что это просто, знаете, как будет. То есть при дельта x, стремящемся к нулю, площадь вот эта S со звездой, вот на S со звездой синяя, она будет точно же так же соотноситься с площадью дельта S, то есть всего этого прямоугольничка, как, например, 1 копейка и $1 000 000 или 1 000 000 рублей. Потому что эта 1 копейка, она просто, ну, типа, она ничто по сравнению с 1 000 000 рублей. Да, конечно, 1 000 000 рублей состоит из этих копеек, но там это другая философия. Вот. Но если возьмете одну маленькую монетку и
не знаю, миллиард монет, то это одна маленькая монетка просто затеряется среди этого миллиарда. Поэтому здесь происходит то же самое. То есть у меня S со звездой становится просто никчемно малый по сравнению с вот этой площадью, которую мы с вами здесь заштриховали. Вот она, y дельта x. А значит, я могу взять эту штуку просто пренебречь. Ну, типа, а зачем мне ее учитывать, если она... А вообще здесь ничто. Поэтому тогда я делаю вывод, что у меня дельта s просто выражается как произведение y на дельта x. То есть я могу сказать, что площадь вот такой трапеции у меня просто может выражаться как произведение y на дельта x, если дельта x будет стремиться к нулю. Ну, давайте здесь я это обозначу. То есть эта площадь у меня будет выражаться как дельта s, или по-другому как y на дельта x. Но это при условии, что дельта x стремится к нулю. Окей? И получается... Да, можно и объем считать. И получается что? Если я возьму, вот так вот разобью на много маленьких таких вот дельта x, мой участок между x0 и x конечным, то что же я получаю? Давайте вот здесь я возьму, проведу такой перпендикуляр. То я получаю, что у меня, во-первых, здесь будет первая такая маленькая площадочка дельта s1. Если здесь у меня при этом, конечно, значение функции принимает y1, а расстояние у меня будет дельта x1. Дельта x1. То у меня дельта s1 это будет как раз таки y1, дельта x1. Вот она будет, вот эта площадочка. Потом я беру, ищу площадь следующей площадочки. Там у меня будет дельта s2. Даже, может быть, другим цветом обозначить, чтобы у нас здесь не наслаивалось. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. То есть это будет дельта s2. Следующая площадь произведение y2 на дельта x2 и так далее. И получается, разбив нашу всю вот такую криволинейную часть на много маленьких-маленьких отрезочков, мы получаем, разбиваем на много-много вот таких вот прямоугольных трапеций. Бэм-бэм-бэм. И получается, что такое тогда будет сумма y дельта x? Это, в свою очередь, будет площадь первого кусочка плюс площадь второго кусочка, бэм, плюс площадь третьего кусочка, плюс и так далее, плюс площадь там, например, финального кусочка, дельта xn. Давайте попробуем также здесь продемонстрировать. Пам-пам-пам-пам. Дельта SN плюс дельта SN. А значит, сумма вот этих всех площадочек, это же будет суммарная площадь. Бэм-бэм-бэм, суммарная площадь всей этой фигуры. То есть получаем, что это просто будет площадь под графиком, где S, график, это будет как раз площадь вот этой всей фигуры, которая будет заключена между x конечным и x начальным. Вот она, S графика. Поэтому мы с вами получили очень важный результат для нас, что сумма всех вот таких вот y дельта x от x начального до x конечного, ой, здесь мало места. Давайте я выше просто запишу. Ой, так. Вот это нужно стереть. Сейчас мы сделаем. Вот так вот. То есть мы получаем вывод следующий. Давайте здесь напишу. Что сумма всех таких вот y дельта x при иксах, меняющихся от x0, то есть у нас меняется x от x0 до x конечного,
То есть, видите, здесь уже не обязательно по натуральным числам, то есть здесь может меняться просто от начальной границы до конечной границы. И мы получаем, что это просто будет площадь под графиком. Наша зависимость y от x в пределах от x0 до x конечного. Здесь, пожалуйста, напишите мне 22, если с этим мы согласны, если это нам понятно. Это самое важное, просто самая необходимая часть нашего сегодняшнего вебинара. Так, сейчас буквально секундочку. Мне... Так, продолжаем. Нет, Ньютон-Лейбниц не будет, у нас будет отдельный вебинар, математика физики будет называться, там, где мы с вами будем болтать на тему производной и интеграла. Просто сначала нам нужно поговорить про производную, тогда будет, а потом про интеграл. Но об этом мы с вами будем говорить на одном из вебинаров, которые будут последующие, уже на смене Ньютон. Сейчас самое главное, нам нужно было вывести вот эту формулу. 22, ага, отлично. Все, теперь, которые писали плюс-плюс, ну, то есть, которые пугались вот эту часть, теперь как? Не пугайтесь, теперь все нормально? Как вы там? Сейчас, секунду. Просто мне сообщили, что там что-то происходит. Не то. А где? Я не понял. Вроде все нормально. Вот. Так, давайте все это сотру, вы можете, если что, себе заскриншотить. И теперь давайте рассмотрим некоторый такой хороший, важный пример. Да, просто сумма — это площадь. Так, поехали. Поехали. Опа. Угу. Самое важное, я надеюсь, что вы поняли, что обозначает дельта x, стремящийся к нулю, что за счет него мы площадью вот этого маленького кусочка берем и пренебрегаем. Так, вот это, наверное, мне нужно стереть. И давайте я сейчас вам некоторые еще очень важный пример здесь покажу, который нам прям очень-очень необходим. Так. Все это я стер. И остается примерчик, после которого мы с вами сделаем перерывчик. Так, а как остальные? Что, страшно? Так и осталось? Или как вы там? Вроде бы, как по мне, не сильно что-то у нас серьезное поменялось. То есть вот, вроде хорошая просто вещь. Но если есть вопросы, то, конечно, задавайте. Либо просто кричите: страшно, страшно. Ну, если что-то у вас такое там произошло. Так. Все. Это мы с вами обсудили. Остается сейчас примерчик. Секунду. Так, продолжаем. Немножко не понял, что происходит. Так, поехали. Примерчик. Пример. Пэм. Давайте мы с вами найдем вот такую сумму плюс-минус. А что тебя напугало? Вроде получилось как-то так, приятно. И что, пиши. Давайте мы с вами найдем сумму вот такого вида, как x дельта x, где у нас x будет меняться от начального значения x0 до конечного значения xn. Ну, либо просто xk, потому что xn — это просто конечное значение. Так. Это будет x конечное. И это я хочу найти. Что делать? Ну, конечно, мы будем считать, что у нас дельта x должно стремиться к нулю.
То есть мы будем брать очень маленькие штучки. Так. Что мы с вами здесь можем видеть? Что у нас перед дельта x стоит x. Это значит, что то же самое, как функция. То есть у нас в этом случае y от x это просто есть функция от x. Верно? Ну и поэтому давайте мы с вами возьмем и изобразим эту функцию от x. То есть у меня будет y от x. Бам. И, в свою очередь, функция, конечно, будет идти вот таким образом. И что тогда? Я хочу найти сумму x дельта x в пределах от x начального до x конечного. До x конечного. Ну и как мы с вами знаем, что сумма x дельта x это просто будет площадь под графиком, которая здесь будет заключаться от x0 до x конечного. Это давайте мы попробуем здесь как-нибудь показать себе. То есть вот у меня будет график. Мне нужно найти вот эту площадь. Пам-пам. Это будет S графика. И поэтому пишем, что, конечно, сумма вида x дельта x от x начального до x конечного это просто будет вот эта площадь под графиком, которую я здесь и обозначил. Ну а как она будет считаться? Понимаем, что у нас y от x это просто x. Значит, что при значении x0 наша функция принимает значение x0. При значении xk наша функция принимает значение xk. А это значит, чтобы найти площадь под графиком, я должен просто знать основание моей прямоугольной трапеции и высоту. Это давайте мы с вами здесь как раз таки покажем. То есть мы с вами видим, что здесь у нас будет основание длиной x конечное, а здесь наше основание будет длиной x начальное, x0. Правильно? Вот. А высота нашей трапеции выражается как x конечное минус x начальное. Тогда подставляем нашу площадь под графиком. Все-таки это площадь прямоугольной трапеции. Я получаю, что площадь под графиком у нас выражается каким здесь интересным образом. Это как полусумма оснований, то есть 1/2 от x0 плюс x конечное и помноженное на высоту, то есть x конечное минус x начальное. Но здесь, я думаю, мы с вами помним из математики, что у нас будет разность квадратов. И тогда я делаю вывод, что S графика у нас выражается как 1/2 от x конечное в квадрате минус x начальное в квадрате. Ну и тогда по-другому я просто получаю, что S графика у меня будет выражаться как x конечное в квадрате пополам минус x начальное в квадрате пополам. И вот именно этим мы с вами будем пользоваться на нашем вебинаре сегодня довольно много. Поэтому здесь мне напишите 2 плюсика, если с этим мы с вами согласны. Поэтому тогда я делаю вывод, итог. Сейчас давайте чуть отойду. Итог. Итог такой, что площадь под графиком, она же у меня равна как сумма всех x дельта x в пределах от x начального до x конечного. Это будет x конечное в квадрате пополам минус x начальное в квадрате пополам. Вот и все. Кристально. Это прекрасно. Это сразу вычитаем из площади большого, площади маленького. По-пупому, кстати, да, можно из конечного квадрата пополам. Да, можно вычесть из площади большого треугольника площадь маленького. Не сильно понял. Что значит из площади большого? Типа вот здесь, что ли? Или как? Что именно? Вот. Все. Поэтому здесь-то жду от вас 2 плюсика, если с этим мы с вами разобрались. Поняли, как это у нас в очередь высчитывается. И думаю, можно будет выйти на некоторый перерывчик на графике. На этом, что ли? Или, типа вы про вот этот график, что ли? Типа из большого треугольника вычесть вот этот маленький? Ну можно. Честно, я об этом даже никогда в жизни не думал. Интересно.
Да. Да, я уже понял. Угу. Вот. Все. Так что в плане суммирования у нас с вами готово. Мы с вами как раз-таки отлично, почти 2 часа сделали. Перерыв, но почти к задачам. Нам нужно будет поговорить немножко про теорию по кинематике. Кинематика, там будут и задачи. Поэтому давайте мы с вами сейчас сделаем перерывчик. Перерывчик где-то минут так вот 10. Давайте сделаем минуту 8-10. И тогда продолжим. После этого у нас с вами будет кинематика и будет прекрасно. И что, давайте я вам здесь отойду. Если вам потребуется что-то здесь заскриншотить, будет прекрасно. Вот, а сейчас, да, перерывчик. Перерыв. До 8-10, ну, получается, до 15-27. До 15-27. Будет, но формула кинематики равно скорости движения будет завтра. Сегодня мы с вами переменное ускорение будем проходить. Вот, а сейчас перерыв. Только мне нужно будет сделать, наверное, какую-нибудь красоту. Сейчас, чтобы поставить. Наверное, сюда. Мне нужно же какую-то обложку поставить, а не просто типа взять и убрать. Да, давайте так. Так, make video in English for better growth your channel. Окей. Now I'm learning English for it. В OBS обратный отсчет таймер есть встроенный, насколько я помню. Но я это посмотрю, потому что, честно, я пока сейчас не знаю, но посмотрю. Ладно, а пока сейчас перерыв. Какую формулу можешь написать? Я это после перерыва объясню.
Так, ну что, давайте тогда продолжать. Напишите мне плюс семерочки, если меня видно и слышно. И тогда мы с вами отдохнули, перерыв у нас с вами проведен. Пора продолжать ботать. И сейчас у нас с вами будет кинематика. Ну и вместе с этим, конечно, мы с вами начнем решать задачки. Так, жду плюс семерочки. Угу, прекрасно. И hard teach. Может заново написать мне про какую формулу еще раз? Еще раз объясни формулу, не понял. Это про последнюю? То есть там, где сумма x дельта x, это будет x конечного в квадрате пополам минус x начального в квадрате пополам, или про что ты? Вот. Плюсики есть, это прекрасно, тогда давайте приступать и начинать ботать. Но на всякий пожарный, может быть, кто-то сейчас только что присоединился. Напомню, что сейчас у нас с вами проводится первое онлайн-занятие нашей олимпиадной смены «Ньютон» по физике, где мы с вами в течение грядущего месяца будем жестко ботать механику на олимпиадный уровень, где у нас начальным уровнем является либо, может быть, какой-то призер какой-нибудь олимпиады, если, например, ты уже был олимпиадником, или же если у тебя нет вообще нулевого какого-то уровня, то есть ты, может быть, ничего там не ботал по олимпиадам, вообще не знал об их существовании, только думал о ЕГЭ, но здесь как раз-таки вот специально для таких ребят, которые, может быть, даже не знали о ЕГЭшке, и я хочу помочь, чтобы вы смогли поступать не только по ЕГЭ, но и по олимпиадам, ведь это будет проще, интереснее и круче. На месте. Все, отлично. Так что тогда погнали к третьей части нашей теории, как кинематика. Кинематика. Матика. Поехали. Так, что можно будет здесь, наверное, сказать про кинематику? Давайте пойдем по порядочку и сначала, конечно, поговорим про перемещение, путь и так далее. Первый пунктик в кружочке. Перемещение. Перемещение. Так, вот давайте мы с вами рассмотрим движение некоторого нашего ежика по какой-то непонятной траектории. То есть, например, у нас был ежик в начальной точке. И он начал вот так вот. Бэм-б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 эм. Вот как-то так двигаться. И, например, здесь у нас будет финальная точка этого ежика. То есть здесь у нас будет конец, а здесь у нас будет начало. Нач. Вот, например, именно таким образом наш ежик захотел погулять по парку. Правильно? Ничего страшного здесь не произошло. Так. То тогда, во-первых, вот данная такая криволинейная траектория, или такая линия, у нас называется траекторией. Это траектория. То есть это линия, по которой будет гулять наш ежик, то есть по которой мы как раз с вами будем двигаться. Ну или будет двигаться некоторая наша материальная точка. Угу. Ну и что самое важное здесь хотелось бы отметить, это вектор перемещения. Что мы с вами знаем про вектор перемещения? Вектор перемещения, он соединяет начальное положение вашей материальной точки и конечное положение вашей материальной точки. То есть тогда изображаем вот наше начало и вот наш конец. Это будет вектор перемещения S-вектор. И давайте также это подпишем здесь, что S-вектор — это вектор перемещения. Вектор перемещения. Он соединяет начальное положение и конечное положение нашей точки. Так. Но становится еще интересным, а как, наверное, охарактеризовать пройденный путь? Ну или как охарактеризовать как раз-таки длину нашей траектории, по которой мы с вами прошлись? То есть давайте здесь я укажу, что это у нас будет являться длиной нашей траектории, или еще по-другому, как L маленькая, путь. Пишем, что L маленькая — это путь. Это получается длина пройденной траектории. Длина пройденной траектории. Траектории. Угу. И, как вы понимаете, у нас L маленькая будет, конечно, отличаться от модуля вектора S. Сумма маленьких промежутков на траектории — это путь. Исходная теория получается из этого. Сумма маленьких промежутков на этой траектории — это путь. Да. И про это как раз я хотел поговорить. То есть самое основное, что я хотел здесь сказать, я сказал.
теперь давайте мы углубимся немножко в это поподробнее. И давайте здесь напишу вот такое дополнение, доп. Потому что именно этим мы с вами будем сегодня пользоваться максимально сильно. Во-первых, напишите 2 плюсика, если вы согласны с тем, что я зафиксировал здесь. И теперь давайте мы с вами возьмем и будем действовать ровно так же, как мы сегодня с вами действовали. Возьмем и разобьем нашу суммарную траекторию на много маленьких кусочков. Мы же можем это сделать, взять и разбить на много маленьких кусочков. Так, давайте я попробую здесь как-нибудь сделать. Не знаю, каким бы цветом это сделать. Наверное, красным. Красным, точно. То есть, я беру, разбиваю нашу траекторию на много маленьких кусочков. Разбил. Каждый из этих маленьких кусочков мы с вами можем считать участком прямой. Правильно? Потому что он может быть настолько маленьким, что он просто является участком прямой. Я думаю, это как раз здесь видно из этого рисуночка, что если я все это возьму и закрою, то мы с вами видим, это будет участочек прямой. Это участочек прямой, это участочек прямой и так далее. И, например, я тогда могу сказать, что в некоторые произвольные момент времени мы с вами здесь прожили элементарное такое перемещение, как дельта S-вектор. То есть маленькое такое перемещение, дельта S-вектор. Это где-нибудь здесь. Правильно? Вот. Давайте я его здесь укажу. Дельта S вектор. Вот. Это здесь, если мы будем с вами говорить. Только давайте, наверное, это здесь зафиксирую, а то там мало места. А здесь получается нормально, если я так повыше изображу. Так, где бы мне достать эту штучку? Вот так вот. И вот так вот. Так будет получше. Во. Другое дело, как говорится. Вот. Это будет наш маленький вектор перемещения на этом участочке. Но мы же с вами, ускорение будет. Но мы же с вами можем про дельта S вектор поговорить на каждом маленьком кусочке. То есть мы можем сказать, что здесь мы с вами проходим дельта S1 вектор. Это первый участочек. Потом на втором участочке мы с вами проходим дельта S2 вектор. Потом на третьем участочке мы еще с вами проходим еще один участочек, дельта S3 вектор. И так далее. То есть я получаю, что здесь у меня будет финальный, такой дельта Sn. Если я взял и разбил на n таких участочков. И вот тогда возникает вопрос. Первый. Чему у меня будет равна сумма всех таких маленьких перемещений? То есть дельта S1 вектор плюс дельта S2 вектор плюс дельта S3 вектор плюс и так далее плюс дельта Sn вектор. Это, с другой стороны, конечно, можно просто переписать как сумма всех вот таких вот дельта S векторов. То есть я беру, суммирую все такие дельта S векторы. То есть все вот такие вот маленькие элементарные перемещения. Первое, плюс второе, плюс третье, плюс четвертое, плюс пятое, плюс шестое и так далее. Взял, просуммировал. Вопрос к вам. Что я тогда получаю? То есть просуммировав все вот такие вот маленькие вектора перемещений, что я тогда получаю? Напишите мне. Напишите мне в комментариях, чему будет равняться вот это выражение. Вот как там остальные? Хз. Это будет вектор S. Объясню почему. Смотрите. Правильно, это будет вектор S. Это не длина. Ой, я, получается, здесь сдвинул. Ай-яй-яй. Ну ладно. Первый вектор. То есть давайте я здесь вам напомню, наверное, следующее выражение, что если у нас есть вектор А плюс вектор Б плюс вектор С, и я получаю вектор D, то как я это могу получить? Конечно, я должен взять, сложить вектор А, к нему прибавить вектор B, к нему прибавить вектор С. Тогда суммарный вектор это будет вектор D, где суммарный вектор соединяет начальное положение и конечное положение. И вот здесь вот все то же самое. У меня что же получается? Сейчас это сотрем. У меня же здесь получается вот первый векторочек
К нему прибавили второй, к нему прибавили третий, четвертый, пятый и так далее. И при этом, как вы видите, у нас как раз следующий вектор исходит из конца начального. Здесь следующий из конца предыдущего. Получается, вот у нас сумма, идем. И получаем вот наше конечное положение, вот наше начальное. Значит, просуммировав все эти вектора, я получаю суммарный вектор S, который соединяет начальное положение и конечное. Как здесь это было на рисунке. Да, мы с вами здесь взяли и сложили по правилу многоугольника. Здесь напишите десяточку, если это нам понятно. Что еще раз? К первому, второй, третий и так далее прибавили. И по правилу многоугольника это, да, суммарный вектор должен соединить как раз с началом и концом. А вот теперь давайте поговорим на тему пути. L большое. Откуда он будет браться? Особенно там еще писал, как я помню, Эрик Черкасов. Как ты там? А вот теперь давайте я буду складывать не вектора, а модули. И мы с вами заодно поймем, что просто брать и убирать значок вектора нельзя. То есть теперь давайте я возьму и прибавлю дельта S1. Так, только здесь значок вектора это лишнее. Так, теперь пишу дельта S1 плюс дельта S2 плюс дельта S3 плюс и так далее плюс дельта Sn. Это у нас будет выражаться как просто сумма всех дельта S-ок. И теперь вопрос к вам, что же будет теперь это? То есть теперь я складываю не сами вектора, что очень важно, а складываю модули векторов. Потому что, помните, мы с вами договорились, что если я не пишу значок вектора, это будет его модуль. То есть я складываю длину этого отрезочка, к нему прибавляю этот, к нему прибавляю этот отрезочек. И получаю, что тогда у меня будет что? Правильно, это уже у меня в свою очередь будет путь. То есть это у меня будет мой путь L маленький. Потому что все эти кусочки, они у меня как раз таки будут равняться по модулю моим элементарным путям, если так сказать. И поэтому что мы с вами видим? Что просто взять и убрать значок вектора, ай-яй-яй, это все плохо. Нельзя просто брать и убирать значок вектора, потому что мы с вами получаем разные вещи. Здесь суммы длин отрезков, а здесь суммы именно векторочков. Так, здесь напишите мне, чтобы это было верно, нужно попробовать. Ой, ну это уже ближе к математике там разговоры, мы просто о школьной физике болтаем. Зачем необходимо условие, что каждый является отрезком? Тогда. Ну, короче. Все, поэтому здесь напишите мне 10, если с этим мы с вами разобрались. Тогда пора переходить ко второму пунктику. Это скорость. Скорость. Угу. Вот, самое важное есть, и этим, кстати, мы будем пользоваться, потому что наша задача на этом будет строиться, что суммарный вектор перемещения, он разбивается как сумма маленьких элементарных векторов перемещения. Здравствуйте, это первое занятие олимпиадного курса? Да, все верно, это первое занятие нашего олимпиадного курса «Смена Ньютон». Если ты хочешь успеть записаться по выгодной скидочке, то вот он, промокодик «Успей». Он действует до завтрашнего вечера. Вот, теперь скорость. Давайте здесь я разобью свое объяснение на несколько пунктиков. Пунктика маленькое, равномерное движение. Равномерное движение. Угу. Что нам известно? Нам известно, что при равномерном движении у нас вектор скорости, он равен константе. Что это обозначает? Это обозначает, что мы с вами двигаемся в одном направлении с одинаковой по модулю скоростью в каждый момент времени. То есть, например, я вот двигаюсь со скоростью, не знаю, там 5 сантиметров в секунду в одном направлении. Это я двигаюсь равномерно, правильно? Пам-пам-пам. Все, логично. Поэтому я это могу здесь и обозначить. Что у меня было какое-то начальное положение. Потом за время t я пришел к конечному положению. И вот что очень важно здесь отметить, что я буду двигаться, конечно, вдоль прямой, потому что мой вектор скорости в каждый момент времени смотрит в одну сторону. То есть я двигаюсь только в одном направлении.
Поэтому я получаю здесь вектор s. И при этом, какой бы я момент времени не взял бы, мне всегда вектор скорости в каждой точке будет один и тот же, потому что у меня вектор v, он равен константе. То есть в каждый момент времени он у меня принимает одно и то же значение как по модулю, так и по направлению. Поэтому тогда, конечно, легко сказать, что если я вектор s прошел за время t, то вектор s это просто будет произведение скорости на время t. Думаю, максимально логично. Поэтому здесь, если мы с вами будем переписывать это с точки зрения модулей, то я получаю модуль вектора s. Это будет модуль вектора v на t. Или с другой стороны, s это будет v на t. Здесь особенно удобно это воспринимать на некотором примере. То есть, например, если я вот как раз таки двигаюсь, там, не знаю, 2 км в час, вот, бам-бам, 2 км в час, то какое расстояние я пройду? 2 км в час помножаю, например, на 2 часа, получаю 4 километра. То есть вот я получаю, что если я буду вот так вот двигаться в одном направлении 2 часа, то я пройду 4 километра. Окей, окей. И что очень важно, что у нас в каждый момент времени скорость одинакова. Поэтому понятное дело, что я сюда поставляю. И как минимум отсюда я могу выразить вектор v. Что это отношение вектора перемещения ко времени. Так, здесь напишите мне тогда 15, если с этим нам все понятно. Думаю, это easy. А теперь же давайте перейдем к более интересному случаю. Так, господи, что вы тут написали? Так, здравствуйте, да? А не может быть? Равномерное движение по окружности. Равномерное движение по окружности, это значит, что у нас по модулю скорость не меняется. Лучше сказать движение по окружности с постоянной скоростью. Если по окружности движение, то будет вектор меняться. Мне казалось... О, господи. Так, все. 15. Есть. Поехали дальше. B маленькая. Так, ну или лучше можно также, конечно, здесь назвать равномерное движение по прямой. Но теперь давайте я рассмотрю просто в общем случае неравномерное движение. Неравномерное движение. То есть теперь у нас вектор скорости, он уже не равен константе, и у нас будет все плохо. Вектор скорости v не равен константе. Но раз он не равен константе, это значит, что в некоторый момент времени мы можем двигаться сюда, потом я могу двигаться сюда, потом я могу двигаться сюда, потом я могу двигаться сюда. Короче, могу двигаться в разных направлениях и при этом с разной скоростью. То есть, например, у меня есть какой-то спидометр, который мне будет показывать значение моей скорости, и в один момент времени я имею 4 км в час, потом 10, потом 8, потом 15, потом 0. И вот давайте как раз я попробую изобразить тогда произвольное движение вдоль какой-то кривой. Вот, например, вот какая-нибудь такая кривая. Что тогда? Тогда, если мне будет известно, что мы с вами здесь взяли, прошли некоторый вектор перемещения s-вектор, например, до сюда, где это у нас будет с вами начальное положение, начальное. Это у нас с вами будет конечное положение. То здесь в чем прикол? Уже говорить, что вектор s это есть произведение скорости v-вектор на t, это будет плохо. Потому что если, например, мы с вами знаем, что в этот момент времени у нас скорость v, и она направлена куда-то сюда, то в чем прикол? У вас в каждый момент времени скорость, она разной. Разной является. Направление меняется, модуль меняется. И что вы сюда будете поставлять? То есть у вас было 5, 8, 7, 12 км в час, а вы сюда что будете поставлять? Неизвестно. Поэтому эта формула уже отметается. Плохо. Не работает. Поэтому вот так уже скорость в этот момент времени у нас не получится выразить. А что тогда? Что тогда я могу здесь сделать? А тогда давайте попробуем немножечко, может быть, поговорить про следующее.
То есть я рассмотрю некоторые, например, промежуток времени дельта t. То есть я скажу, что здесь пусть у меня будет время t, то есть я буду рассматривать, что это у меня будет момент времени t. Здесь у меня будет начальный момент времени t равный нулю. А здесь у меня будет какой-то произвольный момент времени t. Я давайте возьму, рассмотрю маленький промежуток времени, за который я так вот чуть-чуть смещусь на дельта s вектор. Где это у меня будет уже момент времени t плюс дельта t. То что тогда? За промежуток времени дельта t, за промежуток дельта t, мы пройдем, ну или ежик пройдет, мы пройдем, ну или материальная точка, на самом деле лучше сказать, мы пройдем дельта s вектор. Но в чем будет прикол? Что если у вас дельта t, он будет каким-то, ну, большим, то есть, например, там 5 минут, да или просто конечным по значению, то есть, например, 1 минута, час, там, не знаю, полчаса, то есть какое-то соизмеримое для нас время, то в чем прикол? Вы же понимаете, что в течение 10 минут ваша машина, она может менять скорость, ну, как угодно, там, 5 км в час было, стало 10, потом стало 15, потом вообще стало 0. Оно же может быть? Может быть. Поэтому как-то дельта t все равно нам не помогает, все равно мы этим не сможем воспользоваться. Но хотелось бы, чтобы у нас скорость, она не менялась, потому что тогда я могу пользоваться этой формулой. Ведь если скорость равна константе, я могу записать эту формулу. А как мне так сделать, а? Чтобы у меня скорость не менялась? Как это сделать? А давайте дельта t рассмотрим маленьким. То есть пусть дельта t будет стремиться в 0. Что это обозначает? Это обозначает, что вы будете рассматривать, например, 1 миллионную секунду, 1/100 секунды. И ведь вы же понимаете, что за 1/100 секунды скорость машины, она не изменится. Она как была, например, 5 км в час, да, она чуть-чуть поменяется, но это настолько малюсенькое изменение, что в целом можно считать, что оно давно примерно не изменилось. Поэтому особенно я могу сказать, что пусть дельта t стремится к нулю, тогда у меня скорость v маленькая вектор за этот промежуточек времени дельта t не сильно таки и поменялась. То есть мы можем считать примерно равной константе. Верно? А значит, я могу сказать, что мой пройденный вектор перемещения за этот промежуток времени дельта t, он и будет выражаться как произведение этой скорости на этот промежуток времени дельта t. Ведь у меня же за этот маленький промежуток времени скорость не сильно как поменялась. А поэтому тогда я могу сказать, что вектор скорости в этот момент времени t у меня просто будет определяться как отношение маленького такого элементарного перемещения к маленькому этому промежутку времени, в течение которого мы сделали это перемещение. Здесь напишите мне, пожалуйста, 15, если с этим мы с вами согласны. Так, мне нужно чем-то это стереть. Жду от вас 15, если мы с вами поняли как бы физический смысл того, откуда возникла эта мгновенная скорость. То есть вот v маленький вектор, это будет дельта s вектор к дельта t, где дельта t у нас обязана стремиться к нулю. Вот. И это тогда будет мгновенная скорость в момент t. Мгновенная скорость в момент t. Верно? То есть именно в этот момент времени у меня такая скорость. Вот. И получаем такой результат. Но вы можете меня спросить: стой, Глеб, что всегда вот эту штуку лишнюю писать? Ну ведь некрасиво. Долго же. Долго, неприятно, как-то страшно. Но я вам так скажу. Можно облегчить себе жизнь, и на самом деле люди, вследствие того, что им было лениво все время дописывать дельта t, стремящийся к нулю, люди сказали, что давайте мы будем считать, что если дельта t стремится к нулю, ну или какое-то изменение у нас стремится к нулю, то это мы с вами будем просто переобозначать как dt.
Я же могу это сделать? Могу. Ну, просто пусть будет так. То есть все такие вот изменения, они у меня будут высчитываться как d. То есть очень-очень-очень-очень маленькое изменение. Поэтому тогда я делаю вывод, что моя скорость v маленькая вектор, она просто будет подсчитываться как отношение ds вектора маленького такого перемещения, которое сразу в себе содержит, то есть d это то же самое, как дельта, просто которое сразу говорит, что это малюсенькое перемещение, деленное на dt. Все. И ничего лишнего дописывать не надо. То есть можно просто взять, вот так вот записать. АЧФ, АЧФ. Ну или давайте я напишу, что это то же самое, что дельта S вектор на дельта t при дельта t, стремящемся к нулю. И это давайте здесь попробую выделить. Пам-пам. Все. То есть то, что такое мгновенная скорость, я надеюсь, мы с вами разобрали. Да, просто в производной как раз это подразумевают. То есть там берут маленькое изменение, делят на маленький промежуточек. То есть там на самом деле все то же самое. То есть у тебя дельта y это маленькое изменение твоей функции, а дельта x это маленькое изменение твоего аргумента. И все берется оттуда. Но пока давайте мы слово производное не будем все-таки обсуждать. Мы про производную поговорим позже. Но как минимум я могу так сказать, это производная. Производное вектора перемещения. Но об этом мы поговорим позже, по производной и так далее. Сейчас нам главное просто понять вот эту часть. Здесь напишите мне это 22, если мы с вами все поняли про скорость. И тогда хотелось бы чуть-чуть сделать также дополнение про скорости здесь. Так, у меня здесь есть место, да? Или как это можно сделать? Да, давайте вот сделаем такой доп. Вы можете себе ниже писать, просто у меня места уже нет. Как я уже сказал, а почему сначала рассказывают физику, а потом математику на курсе? Не понял. Мы сначала математику, а потом физику. Мы же так действуем. Не сильно понял вопрос. Поехали. Доп. Как я уже говорил, мы наш суммарный вектор перемещения можем разбить на много маленьких векторов перемещения, правильно? То есть мы можем записать, что вектор перемещения S это будет сумма всех вот таких вот маленьких перемещений дельта S вектор. Это мы с вами уже здесь писали. То есть первый, второй, третий, четвертый, пятый и так далее. Сумма всех векторов. Ага. Но при этом в каждый момент времени я могу сказать, что здесь у меня была скорость v1, потом будет скорость v2 и так далее. А здесь у меня будет какая скорость v. То есть я же это могу переписать таким образом. Давайте, во-первых, напишу дельта S1 плюс дельта S2 плюс и так далее дельта Sn вектор. Так, я помещаю? А, не помещаю. Где у меня? Потому что мы все сначала ждем физику. Если я уже на самом деле напоролся на такую штуку, Егор. Я в прошлом году годовой курс начинал с векторов, а второй вебинар я рассказывал по производной. Люди вылетели, потому что сходу это людям очень сложно. И это новый для них пласт теории. Это уже более-менее как-то привычно людям. А вот производная для многих это очень новое, сложное, поэтому лучше с этого не начинать. Лучше сначала с ним познакомиться через физический смысл, интуитивно, а потом уже говорить про математический. Им тогда будет лучше понять это все. Вот, ну, короче, плюс и так далее. И тогда получаем, что вектор перемещения я могу переписать как v1 на дельта t, ну, первый, плюс v2 на дельта t, плюс и так далее. Или же еще по-другому, вектор S перемещения я могу переписать как просто сумма всех произведений как v на дельта t, где, конечно, у меня дельта t должно стремиться к нулю. Но чтобы я мог брать и переписывать как дельта S вектор, это просто будет произведение скорости на время. То есть вот такую штуку я, конечно, могу писать при условии, что дельта t у меня стремится к нулю. Поэтому я это здесь и добавил.
Поэтому здесь важно отметить, что суммарные векторы перемещения мы с вами будем считать по этой формуле, как просто сумма произведений v на дельта t. Или же, как я уже сказал, чтобы не писать лишний раз вот эту ужасную дельту, можно сделать чуть проще. Сказать, что вектор s это будет v, ну, сумма векторов v на дельта t. Все. И тогда вот это дополнение про дельта t, стремящееся к нулю, можно здесь не фиксировать. Здесь напишите s, если с этим согласны. Вот. S. Угу. И что здесь хотелось бы отметить, что если у вас вектор v будет равен константе, давайте вот так, чуть-чуть покачаем нашу физику, уже начнем с скачкой, хотя мы только теорию, но хотелось бы прочувствовать. Я вам уже обещал прочувствовать все это. Мы получаем, что вектор s это будет сумма произведения вектора v на дельта t, где дельта t это просто маленький промежуток времени, который здесь пройдет. Но так как у меня вектор v это константа, я же могу взять и вектор v вынести за знак суммы, правильно? Ведь у меня, вы, я думаю, помните вот такое интересное соотношение, что если у вас, например, есть альфа а плюс альфа b, то я могу альфа выносить за знак суммы. И здесь я сделал все то же самое. Вектор v у меня равен константе, поэтому вектор v я взял и вынес за знак суммы. Ну, типа, а зачем мне его там учитывать? Вот. И поэтому я получаю тогда что вектор s у меня будет выписываться как произведение скорости на что? На сумму всех промежутков времени. То есть здесь dt, здесь dt, здесь и так далее. И получается, если у меня в начале было t0, а в конце у меня будет t конечное, то у меня получается, что это будет произведение на t конечное минус 0. Ну или отсюда я делаю вывод, что вектор перемещения вот у меня и выразился как произведение скорости на время. То есть видите, что из этой общей теории у меня напрямую следует как раз равномерное движение. То есть напрямую следует вот это частный случай при постоянной скорости. Я очень надеюсь, что у меня получилось вам донести это так, чтобы мы с вами это прочувствовали, что из этого следует вот это. Окей? Здесь напишите ок, если это ок. Все, то есть первая такая вот качка у нас закончилась. Пора переходить к ускорению, и наконец-то будут наши любимые прекрасные задачи. Вот, прекрасно. Тогда давайте я буду это все стирать. Надеюсь, у меня получилось это донести так, что мы типа прям такие вау, прочувствовали. Ага. Так, и мне, наверное, что-то нужно взять. А, вот она. Вот эта штучка. Так, поехали. Сейчас будем все стирать с кайфом и удовольствием. Так, а вы пока мне напишите в чатике, ну как, получается прочувствовать вот эту кинематику, что мы с вами сейчас записываем. И до этого вы когда-нибудь видели вот такой вот анализ кинематики? То есть сейчас мы с вами, ну, как-то уже глубоко должны понимать, что откуда берется. Мы с вами уже становимся, на самом деле, ассами по кинематике. Вот. И вы видите, как у вас суммирование, оно вот очень красиво, гармонично здесь играется. Так, Хартич, что именно, какой моментик тебя немножко пока запугал? Так, это давайте сотру. Так, ага, все, я это стер. И, конечно, ребят, к данному вебинару вас будет ожидать домашка, то есть об этом не переживайте, потому что я согласен, для многих это просто очень новая информация, которую, чтобы переварить, вам нужно закрепить на домашке. Ну и сразу скажу, может быть, есть среди вас ребята, которые сначала подумают, типа, прям как-то, прям вот жестковато. Суммирование. Ну смотри, суммирование. Там была сумма всех дельта t. Что такое сумма всех дельта t?
Это ты берешь, суммируешь все промежутки времени. То есть у тебя был большой промежуток, t конечное минус t0. Правильно? Он, например, длится час. Ты взял, разбил это на много промежутков, например, по минуте. То есть у тебя это будет 60 промежутков. И получается, ты все эти 60 промежутков суммируешь. Раз минута, 2 минуты, 3 минуты, 4 минуты. Взял, просуммировал, получил все время. Ну или как минимум посмотри на формулу, которую я давал в начале вебинара. Там же было сумма всех дельта x, это есть x конечная минус x начальная. И здесь то же самое, сумма всех dt-шек, то есть сумма всех промежутков времени dt. У нас это и будет конечный момент времени минус начальный. То есть ты же писал теорию теорию по суммированию. Там посмотри, что когда мы суммируем отрезочки, мы получаем суммарно большой отрезок. Правильно? Ну сейчас напиши пятерочку, если понять не стало. Вот. Да, это полезная вещь. Так, бум, где у меня маркеры? Вот они, маркеры. Что, он уже заканчивается, что ли? Жесть. Все, финальная часть — это теория по ускорению. И после этого будут задачи. На задачах как раз мы с вами будем прочувствовать все вот эти вот суммирования и так далее. Так, третье — это ускорение. Так, что значит ускорение? То же самое. Вот у нас есть траектория, по которой мы с вами как-то движемся. Да? И если я рассматриваю некоторый момент времени t, то у меня здесь скорость... я, кстати, там единственное забыл отметить, что у нас скорость всегда направлена показательной. Забыл об этом сказать. Ну ладно. Давайте здесь я просто покажу, что скорость у нас, конечно, всегда направлена показательно к траектории. Вот у нас будет скорость в этот момент времени t. Еще это, знаете, как удобно показать? Вот здесь обозначить в скобочках t. То есть мы с вами говорим, что это скорость именно в этот момент времени. Так. Спустя дельта t секунд, то есть здесь у меня будет t плюс дельта t. Что я получаю? Я получаю, что у меня вектор скорости будет смотреть сюда. Это будет вектор v в момент времени t плюс дельта t. И мы с вами видим, что у нас скорость, она меняется. Она, меняет свое направление, меняет своего значения. Вообще меняется. И вот нам становится интересно, а как быстро она меняется? То есть, может быть, как быстро она повернулась, как быстро она поменяла свое значение. Ведь, например, мы с вами можем сказать, примерно, что если наше ускорение равняется константе, например, сказать, что если у нас за час скорость поменялась на 5 км в час, то ускорение такое-то. А если она за час поменялась на 15 км в час, то, конечно, во втором случае ускорение будет побольше, потому что мы быстрее увеличили значение скорости за час. Логично? Логично. Вот. Поэтому здесь вначале нужно будет сказать про, во-первых, изменение за дельта t. То есть за дельта t я получаю, что изменение моей скорости дельта v вектор, оно будет как выражаться? Это конечная скорость минус начальная. Здесь, вот с этого момента начиная, ребят, запомните, дельта — это разность конечного и начального. Мы из конечного значения вычитаем начальное. То есть это скорость в момент времени t плюс дельта t минус начальная. То есть я, получается, вычитаю скорость в этот момент времени, из нее я вычитаю вот эту скорость. Верно? Вот. Ну хорошо, это такое изменение. Угу. Но в чем прикол? Если, как я уже говорил, дельта t брать каким-то большим, то у вас ускорение на самом деле в каждый момент времени может быть разным. Это то же самое, что скорость, потому что скорость — это как раз скорость изменения перемещения. То есть как быстро у вас меняется вектор перемещения.
Вот. А ускорение — это то, как быстро меняется вектор v. И здесь получается ровно такая же аналогия, что при ΔT, стремящемся к нулю, мы можем сказать, что вектор А у нас примерно равен константе. А следовательно, мы можем сказать, аналогично как элементарным перемещением, что наше изменение скорости за этот промежуток времени — это просто произведение этого ускорения на промежуток времени ΔT. То есть, чтобы получить изменение скорости, я просто беру произведение ускорения на промежуток времени. Легко, гениально, приятно и так далее. А это мы сейчас и запишем. Вот. То есть сначала я пишу через дельту, а потом через d маленькое. То есть делаем такой плавный переход, потому что людям, если сразу писать через d маленькое, будет чуть-чуть страшно. Вот. Так записываем, а потом уже через d маленькое. То есть я же должен сказать, что если мы рассмотрим какой-то большой ΔT, то у нас ускорение не равняется константе. Но если именно ΔT стремится к нулю, то равняется. Вот. Поэтому я делаю вывод, что ускорение А в этот момент времени не определяется как ΔV к ΔT, и, конечно, при ΔT, стремящемся к нулю. Это будет мгновенное значение ускорения в этот момент времени t. Но что хотелось бы отметить, как там правильно в чате уже написали, что, конечно, вот так вот писать очень страшно, неприятно, поэтому лучше записать таким образом. Вспомнить, что ΔT, стремящееся к нулю, то есть если я рассматриваю просто очень маленький промежуток времени ΔT, я могу переписать как dt. А значит, я делаю вывод, что мой вектор ускорения просто определяется как изменение скорости к промежутку времени ΔT. Все. Вот такая красота получается. А вот смотри, у тебя что возникает? Вот это хороший вопрос. То есть давайте я пока вот это здесь определю. В чем прикол? У тебя, давай по скрипту. За dt, помнишь, в предыдущем случае я писал, что у тебя вектор v мы примерно равняем константе. Помнишь? Ключевое здесь, что у нас примерно. Примерно. Потому что на самом деле скорость в каждом момент времени разная, а значит она изменяется. Это что обозначает? То есть у нас есть изменение скорости, выраженное как конечная скорость в момент времени t плюс ΔT минус начальная. И вот это изменение, оно просто очень маленькое по сравнению со скоростью v маленькая. То есть мы можем с тобой записать, что модуль ΔV вектора просто много меньше, чем модуль v вектора. И поэтому оно примерно равняется константе. Можно даже это попробовать, знаешь, вот на рисуночке показать. То есть у тебя был вектор скорости так, а потом станет так. И вот у тебя будет ΔV вектор. То есть изменение очень маленькое. Но оно есть. И поэтому здесь мы с тобой получаем не нулевую величину, потому что если я буду говорить про ускорение, это же будет очень маленькое значение. Делим на очень маленький промежуток времени. А когда вы берете отношение очень маленьких величин, то это же получается примерно 0 на 0. То есть это примерно 0, деленное на 0. Но это имеет свое определенное конечное значение. Это называется пределом. То есть если вы будете брать предел этой штуки, то вы получите 0 на 0, но это будет что-то конечное. Потому что вы можете взять, поделить, например, 1 миллионную на 1 миллионную. Вы получаете единицу. То есть, например, там 1 делим на 0,2, получаете 1/2. Видишь, очень маленькое деленное на очень маленькое, получилось что-то конечное. Поэтому у меня здесь и получается, что ничего страшного, что они очень маленькие, самое главное, что в отношении это будет что-то конечное. Но у меня скорость, она меняется. Я ответил на вопрос? О, спасибо. Угу. Все. Так, это давайте я сотру. То есть, конечно, у меня
примерно считаем константой, но она все-таки изменяется, просто изменяется на очень маленькую величину. И поэтому здесь все хорошо. Вот. Так, с этим разобрались. И что хотелось бы здесь отметить, что, как вы видите, у вас вектор А, он сонаправлен с вектором дельта-v вектор. То есть у вас вектор А смотрит туда же, куда изменение вектора скорости. То есть, например, смотрим. У нас вектор v смотрел сначала вот сюда. Давайте я нарисую в масштабе. Вот, это вектор v от t. Потом он станет смотреть вот сюда. Это будет вектор... Ох ты, господи, я вот чересчур большим изобразил, да? Что-то прям... Я бахнул его. Надо это поменьше. То я чуть перебарщиваю. Ну, вообще надо было угол поменьше изобразить, ну ладно. Ну так, я в масштабе изобразил. То есть, конечно, я вам показывал, как это должно выглядеть, но вот так, в масштабе. И получаем, что наше изменение, вот оно будет. Дельта-v вектор. То есть у нас вектор v смотрел сюда, потом вектор v у нас поменял свое направление, поменял свой модуль, и изменение дельта-v это будет как раз-таки начальное значение скорости плюс изменение получаем конечное. Ну и получается тогда, что вектор ускорения А маленькая у нас смотрит туда же, куда это изменение. Потому что дельта-t это какая-то положительная величина. Когда мы с вами как раз вектор дельта-v вектор делим на просто какое-то положительное значение числа, мы получаем, что вектор А у нас будет смотреть туда же, куда и dv вектор. Логично? Так, у Андрея Николаевича новая студия. То вам оставляет? Ну, на этой студии... или сейчас типа у него новая студия. Ну, если что, его основная студия это вот эта, где я сейчас рассказываю. Просто сейчас он сам на даче. Вот. И вебинары, которые он сейчас начинает вести, он ведет из дачи. А основная студия это здесь. Так, все, здесь напишите мне, пожалуйста, А, если с этим мы с вами согласны. Если это мы с вами разобрали. И здесь хотелось бы отметить некоторые важные примеры для нас. Они очень будут важны для понимания того, что у нас происходит с направлением вектора скорости и направлением вектора ускорения. Вот. Что хотелось бы отметить, что вектор А, видите, он отвечает за то, как у вас меняется и модуль скорости, и направление. Видите, у вас V меняется как по направлению, так и по величине. Это важно. То есть вектор А, он показывает, как у вас изменяется как по модулю, так и по направлению наш вектор скорости. Видите, он был таким, он повернулся и изменил модуль. То есть он отвечает за две характеристики. Но об этом мы с вами еще поговорим в криволинейном движении. Это так, на будущее. Вот. А теперь давайте рассмотрим некоторые примерчики. Примеры. Какие можно рассказать примеры? Давайте мы с вами рассмотрим случай, когда у нас вектор А, он параллелен вектору скорости, v маленький вектор. Что мы здесь тогда получим? Давайте рассмотрим первый случай, когда у нас вектор v, он сонаправлен с вектором ускорения. Тогда давайте покажем, что вот в некоторый момент времени t у меня вектор v смотрит сюда, а вектор ускорения будет смотреть туда же, куда у меня есть скорость. Ну, вот так оказалось. Что тогда? Давайте напишем, что это момент времени t. Тогда в момент времени t плюс дельта t я что получаю? Что у меня же происходит за время дельта t? Мое изменение, правильно, скорости. То есть у меня же дельта-v вектор. Мое изменение скорости это просто произведение ускорения на промежуток времени. И изменение смотрит туда же, куда вектор ускорения. Поэтому получаем, так как вектор А смотрит сюда, то значит у меня в этом направлении возникает мое изменение скорости дельта-v вектора. Логично?
То есть вот он, вектор v. Я к нему прибавляю дельта v вектор. И получаю новое значение скорости. Это давайте попробуем здесь как-нибудь показать. То есть вот у нас будет новое значение скорости v со звездой. Давайте так обозначу. И что мы с вами видим? Что у нас скорость по модулю, она увеличилась, и при этом не поменяла свое направление. То есть если у нас вектор А смотрит туда же, куда вектор v, то изменение, конечно, будет смотреть туда же. И значит, получается, наш вектор А как бы показывает, в каком направлении изменяется нашему вектору скорости. Изменяться сюда. А значит, как вы видите, у меня, видите, модуль вектора v изменился в этом направлении и при этом направлении. Направление у меня никак не поменялось, то есть вектор v как смотрел у меня горизонтально вправо, так и смотрит. Вот. Но и при этом он удлинился, видите? То есть v со звездой стал просто длиннее. Поэтому мы можем с вами здесь сказать, что v растет. V растет. И да, v растет. Давайте будем говорить по модулю. V растет. Так, здесь напишите мне, пожалуйста, 1, если мы с этим согласны. Это давайте я обозначу как 1. Второе. Давайте рассмотрим пример, когда у нас вектор v будет направлен против вектора ускорения. Ну или наоборот, вектор ускорения будет смотреть против вектора v, то есть они будут разнонаправлены. Угу. Рассматриваем. Получаем момент времени t. Здесь у меня вектор v будет смотреть вот сюда. А вектор ускорения в этом случае будет смотреть противоположную вектору скорости. Ну и тогда, конечно, я получаю, что у меня как все будет выглядеть. Вот у меня был вектор v. И к нему прибавляется наше изменение, которое будет уже направлено против вектора v. То есть вот будет наше изменение скорости, дельта v вектор. То, что дельта v вектор у меня же выражается как а на дельта t, а значит будет смотреть влево. Поэтому я тогда получаю, что новое наше значение скорости v со звездой вектор будет такое. И при этом по длине v со звездой уменьшилось. То есть получается, по модулю v уменьшается. v уменьшается. Обращу, кстати, ваше внимание, я здесь значок вектора не рисую, потому что я говорю про модуль вектора. Ай-яй-яй-яй, ускорение не может быть отрицательным. Ускорение — это вектор. Вектор не бывает отрицательным. Если даже мы с тобой говорим про модуль вектора, то модуль вектора также не бывает отрицательным. Здесь у тебя проекция может быть, она даже положительно быть. Здесь проекция может быть как нулевая быть, если ты вообще ось x так ведешь. Поэтому на самом деле лучше так не говорить. Лучше просто говорить, что вектор А смотрит против вектора v. Про вот эту отрицательность лучше здесь не болтать, потому что ты можешь вести ось x вот так, у тебя проекция просто будет равна нулю. И про какой отрицательности ты здесь говоришь? Нет. Здесь лучше говорить как раз-таки про то, что у тебя они направлены в разные стороны. И, конечно, отмечу, что v со звездой вектор выражается как вектор v плюс изменение скорости. Ну и здесь аналогично. Никакой отрицательности я здесь нельзя ее вводить. Вектор не может быть отрицательным. Потому что если так быть, если так говорить, то это ай-яй. Это очень пугает людей. Очень путает их. Так, вектор v плюс дельта v вектор. Вот, v уменьшается. Окей? Так, типа знаки берутся в зависимости от... Конечно, знаки берутся после того, как ты введешь ось и раскроешь проекции. Конечно. Мы же не можем говорить, что у нас вектор является отрицательным. В жизни он не будет отрицательным. Вектор — это не число. Число может быть отрицательным, а он не число. Вот. А третий случай, что хотелось бы здесь рассмотреть, что вектор v у нас, например, будет перпендикулярен вектору ускорения. Хотя можно третий случай рассмотреть такой, не просто перпендикулярен, а
не параллелен. Хотя этот случай здесь нам и показан, но давайте здесь я, наверное, его еще раз покажу, что у нас, например, вектор v смотрел сюда, в момент t, а вектор ускорения, например, у нас будет смотреть вот сюда. Ну и тогда я получаю вектор v сюда, прибавляю к нему изменение скорости, дельта v вектор, и получаю, что в момент времени t плюс дельта t, вот будет новый вектор. V со звездой. И что хотелось бы здесь отметить, что, конечно, да, он по модулю еще как-то меняется, но давайте мы не будем именно как. Очень важно, что вектор v поворачивается. Поворачивается. То есть у вас тогда будет движение не вдоль прямой. Ну, вектор v поворачивается. Давайте вот так. Да. Следовательно, движение не вдоль прямой. Не вдоль прямой. Во. Ну вот. Здесь напишите мне, пожалуйста, 15, если мы с этими пунктиками разобрались. Что если вектор А не параллелен вектору v, то видите, ваш вектор v, он поворачивается. Ну и еще как-то меняется по модулю. По модулю расписать ускорение. Ну как? По определению. А это есть dv вектор по дельта t. Вот дельта v вектор. А по модулю это будет модуль дельта v вектора по дельта t. Смотря что ты будешь подразумевать под дельта v. Там есть свои некоторые тонкости. То есть тебе нужно будет просто взять модуль вот этого отрезочка. Но весь этот отрезочек выражается как дельта v вектор. То есть этот отрезочек выражается как дельта v вектор. Это модуль дельта v вектора. Модуль или длина этого отрезочка. Поговорите, если про дельта v по дельта t, ну или там плюс-минус дельта v по дельта t, об этом давайте мы с вами на тангенциальном ускорении, или сегодня у нас будет такой примерчик, но это проще, если мы будем говорить уже про проекции. Оттуда будет проще выражаться. Хотя, наверное, здесь это тоже можно сказать. Только если знать, про что мы говорим. Сейчас попробую подумать. Просто в чем прикол? Про твое dv это немножко не равняется dv вектор. То есть модуль ускорения это модуль дельта v вектора. Просто об этом мы будем говорить, но на криволинейном движении, не здесь. Вот, это модуль вот этого отрезочка. А я так понимаю, ты говоришь про изменение модуля вектора скорости. Это как раз v со звездой минус v. Я так понимаю, ты про это. И вот в данном случае у меня получается, что этот модуль у меня выражается как v минус v со звездой. Или что выражается как минус изменение модуля вектора скорости. То есть здесь есть вот такие вот нюансики. Но об этом мы с вами будем болтать позже. Так, пока. Жду от вас, я не помню, вы мне 15, да, поставили. Прекрасно. Если вот Хартич против... Ой, я там что-то... dv по dt. Табуретка, я тебе ответил на вопрос? Почему, если вектора против направлены, то v растет? Нет, v уменьшается. Ты чуть-чуть это вот к этому относится, это вот к этому относится. То есть v растет, это к этому, когда у нас вектора v и вектор a смотрят в одну сторону. Здесь v уменьшается, когда они смотрят в разные стороны. Здесь вектор v поворачивается. Примерно. Давай оставим этот вопрос до криволинейного движения. Окей? На криволинейном движении это будет. Просто я не хочу сейчас опять говорить про вот эти всякие вещи. Это на криволинейном движении лучше будет показываться. Да, теперь время задач. Ну и будет с кайфом. Время задач. Но единственное, только если последнее, знаете, что хотелось бы здесь добавить, это
как раз таки, если вы, например, хотите сказать, что у вас здесь будет момент времени t равный нулю, и найти изменение скорости за какой-то промежуток времени t, то это же можно сделать как раз через суммирование. Так. Пум-пум-пум. Стоит законспектировать потом этот веб, даже если не знал, в принципе, тут почти все, но кроме суммирования. Сейчас, я не понял. Если не знал, ну, ты сейчас как с этим разобрался? Просто мой совет всегда вообще конспектировать. Понятное дело, что чтобы это лучше было у вас в конспекте, в тетрадочке А4, это было бы прекрасно. То есть лучше всегда конспектировать. Только тут вопрос, как лучше, в онлайне или как, но всегда как-то вот показывает результат, что в онлайне конспектировать всегда вообще лучше всего. Вот здесь вот только один подскриптум я что хотел бы отметить. Аналогично, если вы хотите найти изменение скорости за время t, то есть давайте за dt, мы знаем, что изменение скорости выражается как произведение вектора ускорения на промежуток времени дельта t. И если я хочу найти большое изменение скорости, то есть за время t, то я должен взять, рассмотреть все маленькие кусочки. То есть раз маленький кусочек, два маленьких кусочек, три. На каждом из них найти изменение скорости. И получаю, что большое мое изменение скорости v минус v0, это же будет как раз сумма всех изменений скоростей. Правильно? Суммируя все маленькие изменения скоростей, я получаю конечное минус начальное. Ну и тогда мне это выходит как сумма всех а вектор на дельта t. Но вот что будет дальше, мы об этом с вами поговорим завтра. Но вот так хотел бы отметить. Все. Так что в плане теории у нас с вами наконец-то готово. С теорией мы с вами разобрались. Ну и тогда мне пишите по 50-бальной шкале, насколько вам зашла наша сегодняшняя теория, насколько мы с вами все мощно заботали по теории. Пора переходить к задачам. Это правда. Они нас заждались. Так. Бум. Давайте стирать. Крисип. Что, был с чем-то не кайф? Что там? Укажи момент, в котором немножечко стало все сложно. Или что не зашло. Вот. Раз такую единичку такую брал. Фух. Но я постарался максимально здесь, конечно, много всего сказать. Теперь ваша задача переварить, впитать это все. Конечно, нам сейчас задачи будут в помощь. Сейчас я даже подумаю, какую задачу. Желательно, на самом деле, последовательно идти, будет прекрасно. А что тебя пугало? Что вас, ребят, пугало? Вот вы там пишете, почти вот 1/100, 1/10. Да, сейчас на задачах мы с вами, конечно, еще поразбираемся. Так, я пошел за штуками, которые помогают эту мокрую часть убирать. Ой. А то видите, как она плохо сохнет. Надо сделать, чтобы оно нормально сохло, и будет прекрасно. Так, опа. Опа. Так. О, кстати, у нас сейчас уже 50 лайков. Если есть ребят, которые еще не поставили лайк, то я буду признателен. Мне будет интересно, сколько мы за сегодняшний стрим поднимем лайков. Ой, так. Это готово. Самое важное, что вот эта вся теория, она сейчас будет очень красиво играться во всех задачах. То есть вы это сейчас заметите. И особенно на этом придет большая часть понимания. Но, конечно, ребят, вам может казаться, что типа так, сейчас, только суммирование было страшно, так все так. Сделать влажность помещения понять.
Конечно, обычная. Господи, электронная выше. Это лагающая штука. Не-не-не, ну нафиг. Ее еще невозможно записывать. То есть, типа, как ты вебинары будешь за ней вести? Это невозможно. Короче, нет. У нас на физтехе только в 2 кабинетах есть электронная доска. И мне кажется, что зачем ее сделали, можно было с простой справиться. Простая намного лучше. Ой. Та еще лагает и так далее. Еще мне задают, конечно, вопрос, что лучше, меловая или маркерная? Ну, лично для меня меловая. Мне меловая больше нравится. Что значит можно быстро стирать? Тогда графический планшет. Мне кажется, графический планшет и то будет лучше, чем эта электронная доска. То есть я могу, конечно, сейчас за графический планшет пересесть. Если хотите. Так, суммирование было страшно. Ну, сейчас будем понимать это на примерах. Я честно скажу, когда сам впервые это в 9 классе в январе ботал, для меня это было жесть. Вот давайте немножко такой паузы. Я в январе, как сейчас помню, где-то числа такие 6-5 января, впервые сам посмотрел вебинар по суммированиям. Я, честно-то, сначала так просмотрел, такое типа, что это такое? Как страшно. Но потом я подумал такой, ну если это за боту, я же это прям еще умным буду, что ли, да? Сел, законспектировал весь вебинар, такой, вроде бы понятно, прикольно. А ну-ка, решаю домашку. Решаю домашку, так для меня это была первая задача вообще в жизни, вот такие уровни там, суммирования. Я чисто ориентировался на вебинар, и смотрел на вебинар и решал. И такой, когда мне получилось там решить первые 2 задачи, я такой, ах, вот оно что, ах, вот оно как. Оно вот так сработало. Это как у меня было. Поэтому если сейчас что-то похожее, то не переживайте, оно будет. Главное решать задачи. Июнь, ну ничего страшного, это всегда лучше, чем... Это лучше, чем июнь после 11 класса. Я могу так сказать. Так, поехали, задачи. Если на тему задач говорить, то задача выложена в моем телеграм-канале по ссылочке в описании. То есть там выложен файлик со всеми как раз задачками. Так, сколько у нас сейчас времени? У нас с вами сейчас 16:35. У нас есть время с вами... еще часа 2, да? То есть мы всего лишь 3 часа позанимались. Удовольствие. Мы с вами сейчас зарешаем задачи. Поехали. Так, тогда достаем этот файлик. Сначала немножко красоты и добавляем. Сначала будут чисто механические задачи. Задача номер 1, задача номер 2. Они чисто на подсчет, чисто на практику того, что такое суммирование. И пойдем дальше к чему-то физическому. Сразу отмечу, что здесь есть вот такая вот финальная задача, даже видите, здесь написано от Глеба. Вот. Она будет прикольной. То есть готовьтесь к этому, что у нас будет еще финальная задача интересная. Ну и мы погнали тогда последовательно. Да, все верно. Крутой фоне. Так, номер 1. Давай, маркер, пиши. Пиши, маркер. Так, я там поместил? Да, я поместил. Ну, вроде бы. Тело движется вдоль оси x из точки с координатой x0, где x0 у нас больше нуля. Проекция скорости тела на ось x зависит от его координаты x по закону. Vx это есть c, деленное на x. Вы такие, сколько x? Господи, это очень много x. Нормально, все нормально. Через какое время тело окажется в точке с координатой 2x0? Так, получается, нам известна координата x0, известно, что проекция нашей скорости на ось x, она выражается как c, деленное на x, где c это нам известная, если что, величина, просто некоторая константа. И мы с вами хотим найти время τ, которое ушло на перемещение из начальной координаты в конечную координату. Тогда изображаем. Что вот у нас было начало. Мы имели здесь какую-нибудь начальную скорость v0 вектор. И вот мы с вами тык-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 тык.
в какую-то конечную скорость. Ой, о, господи, у меня тут оно по горке. По горке. Не, мне не нравится. Чуть-чуть. Ай, не капай. Сейчас я чуть-чуть поменяю, сделаю нормально. Ага. Во, здесь у меня будет конец. Вроде получилось горизонтально, да. Это будет конечное положение. Давайте мы с вами введем ось X, потому что нам сказали, что у нас была какая-то начальная координата, потом будет финальная координата. И с этим нам нужно будет возиться. Так, ось X. Конечная координата у нас будет выражаться как 2х0. Начальная координата нашего тела будет выражаться как x0. Угу. Давайте здесь вместе с этим я обозначу, какой у нас будет суммарный вектор перемещения. О, звук появился. Нормально? Как вы там? Должно быть слышно меня. Все, есть, да, я все настроил. Там меня спасли эти микрофоны, так что хорошо. Все, есть, отлично. Так, вот. И, ребят, поймите, если вы видите, что у вас скорость в каждый момент времени меняется, то есть, видите, у вас в x, она выражается как c, деленное на x. Убавь громкость, пж. Хорошо, пж, так пж. Ой, мне бы вспомнить, как громкость менять. Я чуть забыл. Нет, я не помню. На микрофоне. Спасибо. Вот видите, у меня человек, который умеет этим управлять, я так понимаю, на другом, да? На другом. ДБ. Ой, как так неприятно вышло. Так, вот я сейчас говорю, должно быть нормально. Вот. Вот так вот хорошо. Нет? Все так получше? Все. Там называется с микрофончиком надо, да? За техпроцессорами в том числе, да. Все, класс, поехали. Ну ладно, все. Видите, как круто, когда у меня есть в чате человек, который прекрасно шарит за микрофоны. Изумительно. Так, поехали.
Как я уже говорил, так как вектор v в каждый момент времени меняется, то здесь действует один прекрасный алгоритм. Вам нужно просто брать и рассматривать какой-то произвольный момент времени t. То есть давайте мы с вами рассмотрим какой-то произвольный момент времени t. В этот момент времени у нас будет некоторая скорость v маленький вектор. Правильно? И давайте это мы с вами запишем. То есть первое, рассмотрим произвольный момент времени t. Тогда мы с вами можем что-то зафиксировать, наверное, про скорость. Так, что происходит? Почему лайки так сильно растут? Потому что у меня в одновременных просмотрах нет столько людей, как быстро растут лайки. Либо у меня одновременные просмотры меня обманывают, или же что-то произошло с лайками, какой-то баг. Я немножко не понял. Окей. Славик, можешь это проконтролировать? Там оно без остановки растет, как будто у нас сейчас 1000 человек смотрит. У нас смотрит 9 человек, а не 1000. Так, рассмотрим произвольный момент времени. Тогда мы можем с вами записать, что вектор v у нас как будет выражаться? Как отношение элементарного перемещения дельта s вектор к промежутку времени дельта t. Правильно? И давайте я попробую это в свою очередь здесь обозначить. То есть вот наш будет элементарный вектор перемещения. Где у меня будет зелененький цвет? Он будет здесь. То есть за маленький промежуток времени дельта t мы с вами сместимся на дельта s вектор. Вот. И при этом, если мы с вами будем говорить с точки зрения координат, то что у нас происходит с точки зрения координат? Мы, получается, в некоторый момент времени были на координате x, и после того, как сместились, у нас будет координата x плюс дельта x. То есть мы с вами сместимся на маленькое такое изменение координаты. Угу. Вот, это если говорить про это. Так. Но что отсюда я получаю? Я отсюда получаю, что дельта s вектор, это, получается, будет произведение вектора v на дельта t. Это, кстати, выражается для маленького промежутка времени дельта t, то есть именно на дельта s вектор мы с вами смещаемся за дельта t. Тогда давайте мы с вами возьмем и спроецируем на ось x вот это выражение. Правильно? Что я тогда получаю? У меня будет дельта sx. Это будет vx на дельта t. Потому что, напомню, чтобы проецировать какое-то векторное выражение, мы просто значок вектора убираем, индекс x приписываем. Здесь напишите 2 плюсика, если с этим согласны. Вот. И что теперь интересно? А теперь интересно следующее. Что у нас? Что такое vx? Ну или давайте сначала, наверное, поработаем. Да, давайте. Даже не знаю. Давайте я, наверное, сначала скажу, конечно, про дельта sx. То есть вот это будет немножко лишнее. Я просто хочу там про площадь под графиком еще, конечно, сказать. Но об этом давайте позже. Вот. И при этом дельта sx это будет что? Напомню, что проекция вашего вектора перемещения это есть всегда координат конца минус координат начала. Видим вектор дельта s. Можно это выразить как плюс дельта s. То есть, как видите, это как раз плюс длина этого вектора. Но с другой стороны, это же у меня просто будет выражаться как дельта x. Потому что у меня же здесь и будет дельта x. Ой, только не знаю, как бы это обозначить. Вот, дельта x. Можно записать, что это просто будет дельта x. Вот наша дельта x. Тогда подставляю это сюда. И получаю, что дельта x это будет vx на дельта t. И что очень важно отсюда видеть, что у нас vx как раз выражается через координату x, и тогда я получаю некоторое очень приятное соотношение, что dt у меня же как выражается как dx, деленное на vx. А с другой стороны, я получаю, что маленький промежуточек времени дельта t у меня выражается как изменение моей маленькой координаты, деленное на c и помноженное на x. То есть я получил связь между
маленьким промежутком времени, в течение которого мы с вами здесь переместились, с маленьким изменением координаты dx. Видим это здесь? Напишите мне 2 плюсика, если мы с вами с этим согласны, что маленькое изменение координаты у нас выражается с маленьким промежутком времени, в течение которого мы с вами здесь сместились. Это боты, что ли? Я не понимаю, как так? Лайки растут до уже почти 200. Что это такое? Угу. Вот. И получается, следовательно, мы же можем взять и разбить весь процесс на много маленьких дельта x и маленьких дельта t. Правильно? То есть бам-бам-бам-бам. То есть рассмотреть каждый маленький такой промежуток времени дельта t. И просуммировать. Поэтому давайте, следовательно, напишем, просуммируем. Следовательно, просуммируем. Мируем. Так, мируем. Бэм-бэм. Мируем. То есть я теперь беру и складываю все dt-шки. Ну и вместе с этим, раз я это складываю, то, конечно, я это буду складывать. То есть я получаю, что я буду суммировать вот такую штуку вида x дельта x, деленное на c. И при этом мы с вами суммируем все промежутки времен. Здесь, 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 здесь. И что это я тогда получаю? У меня как меняется время t? Здесь у меня t равнялось 0, а здесь у меня t будет равняться тау. Поэтому, просуммировав все маленькие изменения, то есть все вот такие вот промежуточки, пам, здесь, 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 я, конечно, получаю суммарный промежуток. Правильно? То есть я один большой промежуток всегда могу разбить на много маленьких. И можем здесь написать, что это здесь суммируем от t равно 0 до тау. А как x у нас меняется на этом же промежутке времени от x0, то есть x у нас принимает значение от x0 до 2x0. Поэтому остается это просуммировать, и что я получаю? После суммирования слева у меня будет тау минус 0. Потому что помним, когда суммируем изменения, я получаю, конечно, минус начальное. А здесь суммирую x дельта x. А это, как мы с вами помним, следующее будет выражаться. Давайте 1 на c я вынесу. Сумма x дельта x это что? Это будет конечная координата в квадрате пополам минус начальная координата в квадрате пополам. Верно? Конечно, 2х0 в квадрате пополам минус начальная координата в квадрате пополам. Ну и тогда я получаю результат, что у меня тау будет выражаться как 1 на c. Ну это же просто константа, я могу взять, вынести. И здесь у меня будет 4х0 в квадрате пополам. x0 в квадрате пополам. Минус просто x0 в квадрате пополам. Ну и тогда я делаю вывод, что это просто будет как 3х0 в квадрате, деленное на 2c. Вот. Все. Вот мы с вами посчитали. То есть получается, чтобы найти суммарное время, я взял его, поделил на много маленьких промежутков. В каждом промежутке я знаю это соотношение, суммирую и получаю результат. Давай вспомним, я же сегодня писал, что сумма x дельта x при дельта x, стремящемся к нулю, от некоторого x0 до x конечного, у нас был такой результат, что это было x конечное в квадрате пополам минус x начальное в квадрате пополам. Помните? Это у нас было в начале теории. И я этим здесь воспользовался. Просто 1 на c я вынес, ну типа это константа, правильно? То есть я же могу это записать как типа 1 на c на сумму x дельта x от x0 до 2x0. Вот у меня получается, конечная координата это будет 2x0, она в квадрате. А начальная координата, она была просто x0. Все, окей? Здесь напишите ок, если это ок. Ну и вместе с этим давайте я это сейчас сотру. Угу. Все, отлично.
Все, то есть формально отсюда мы с вами уже решили задачу. Но как можно было действовать по-другому? То есть это был первый способ решения задачи, то есть можно уже на самом деле написать ответ, что тау это будет 3х0 в квадрате на 2c. Это был первый способ. Но, конечно, вы можете здесь увидеть, написано Росатом, 2020 год, 9 класс. То есть это было дано в 9 классе. Но вряд ли в 9 классе требовалось суммирование, хотя там уже желательно это знать. Как это можно было решить по-другому? Способ 2. А заметить, что у вас что получается? Вы имеете вот такое соображение, что дельта x это есть vx на дельта t. А значит отсюда я получаю, что промежуток времени дельта t у меня выражается как дельта x, только здесь, наверное, это нужно записать немножко по-другому. Так, где у меня эта тряпочка? Вот она. То есть я получаю, что дельта x помножаю на 1 деленное на vx. И я это могу взять и просуммировать. То есть я получаю следующую сумму. Ну, это типа того, что мы с вами сделали, но в чем здесь будет физический смысл? Что 1 на vx это просто некоторая функция зависимости от x, правильно? То есть это же просто некоторая функция зависимости от x, f от x. И все это вместе, это же получается просто будет площадь под графиком. Зависимость этой функции f от x от x. То есть наша задача взять, построить график зависимости функции 1 на vx от x. И это мы получаем с вами площадь под графиком. Потому что сумма всех dt-шек, мы с вами уже сказали, что это просто будет тау. Ну и в данном случае, так как у меня vx-то, слава богу, это есть c на x, у меня 1 на vx, это принимает значение как x деленное на c. То есть это у меня будет прямая пропорциональность. И поэтому здесь как раз у меня остается просто взять и найти площадь под графиком от начальной координаты x0 до конечной координаты 2x0. И вот получается, что площадь под этим графиком, вот на S графика, она и будет мне давать как раз мое выражение для времени тау. Это как раз второй способ решения этой задачи, поэтому если что, это один из способов, то есть на самом деле вот оно суммирование, как оно здесь выглядело, то есть мы на самом деле с вами сделали все то же самое, просто через знак суммы. А можно было сказать, что о, это же площадь под графиком зависимость 1 на vx от x, найти площадь под графиком, и тогда мы найдем с вами время тау. Так, я же правильно понимаю, что суммирование, которое вы рассказываете, ничем координат не отличается от интегрирования? Да, ничем оно не отличается, просто суммирование, оно на первый взгляд намного проще и лучше воспринимается. Я же не буду вам сейчас про первообразную и производную болтать, если половина людей даже вообще не знает, что такое производная, и боится этого слова. Но я не буду так делать. Потом мы с вами это изучим. Но, конечно, это не отличается. Вот, здесь напишите десяточку, если вы поняли, как это на самом деле, в свою очередь, отображается. То есть мы с вами суммировали, но это то же самое, что мы с вами искали площадь под графиком. Угу. Вот. Ну и если что, мы можем это взять, посчитать. То есть на самом деле это получается легко. У вас же получается что? Здесь какая будет координата? Это будет c на x0. А не-не-не, это будет x0 деленное на c. А здесь у меня будет координата 2x0 деленное на c. Ну и получается, что площадь под графиком это будет 1/2 от высоту 2x0 минус x0 на полусумму оснований. То есть 2x0 плюс c, ой, 2x0 на c плюс x0 на c. Ну и получаем результат, что это же у нас суммарно дает x0, а здесь 3x0 на c. Вот получаю, что площадь под графиком это будет 3x0 в квадрате
на 2c. Но это все то же самое, просто я взял, просуммировал. Окей? Угу. Так, на всякий пожар напишите ок, если первый способ нам также был ясен, просто в основном мы с вами будем юзать второй способ, потому что он более математичный. И к нему надо бы привыкать. Ну ничего, это, конечно, была только первая задача, поэтому идем дальше. Мы еще с вами привыкнем. Так, стираем. Идем к задаче номер 2. Сначала такие просто базовые задачки, а потом уже будет сейчас поинтереснее. Вот. Это стираем. Ага. Отлично. Во. Готово. Осталось только стереть. А давайте вам пока открою следующую задачку. Вот такая будет задача. Номер 2. Она была уже на Олимпиаде Росатом в 9 и 11 классе. То есть прикол задачи дали как 9, так и 11 классу. Мне жалко 9-классников. Потому что, получается, им дали такое же, что и 11. Жесть. Но я так скажу, на самом деле, природа происхождения этой задачи, она взялась из Всероссийской Олимпиады школьников. Так, почему, когда... Да, конечно, забавно. Так. Стираем. Так вот, первоначально эта задача, которую мы сейчас с вами будем решать, она появилась на Всеросе для 9 классов, только немножко в другом формате. Она, кстати, у вас будет в домашке. Для 11 класса легко, ну да, она была среди первых номеров, и, как вы помните, у Олимпиады Росатом, там в чем прикол, первые номера, первые там 3 номера, они очень легкие. Вот гробовыми идут уже 4-5, особенно 5. Как самому-то решать их? Ну, нормально. То есть домашку сейчас ты увидишь, как я решаю. Ты поймешь, как это делать, и смотришь. Ничего, нормально, получится, понимаешь? Все сразу не получается. Сразу у нас получалось сразу, типа, взять, мы проснулись такие, ну, родились и такие, о, я пошел. Ну, как-то такого не получается, понимаешь? Не работает. Так, тело начинает движение из состояния покоя с ускорением А0. И далее движется прямолинейно. Из-за действия силы сопротивления воздуха ускорение тела падает с увеличением его скорости v. У 9 она же была, да, 4-5. Его скорость v по закону А маленькая, как А0 v0, деленное на v маленькое плюс v0. Где v0 известное постоянное. Через какое время скорость тела достигнет значения 2v0? Угу. Ну, поехали. Так. Получается ускорение А0. Нам известно, и при этом нам будет известно, как А меняется. Глеб, пропустил, но как-то же... Да, если что, домашка к этому вебинару, это же открытый вебинар, будет выложена в телеграм-канале. Ну и также для тех ребят, которые записались на курс, она же выложена еще на платформу. Просто для тех ребят, которые не записались на курс, у вас просто будет домашка с решением, а те, которые записались, у вас будет еще проверка от ментора. Так, а здесь пишем. А это будет А0 v0. Это все деленное на v маленькое плюс v0. Ну и как всегда, что мы с вами хотим найти? Правильно, я хочу найти, через какое время наша скорость достигла значения 2v0. Так, время тау. Угу. Ну, погнали. Что мы с вами можем здесь обозначить? Что вот у нас было начальное положение, начало, нач. Или еще по-другому, как t равняется нулю. Я же могу так записать, t равняется нулю. И в начальном положении я имел скорость v0 вектор. Потом мне сказали, что мое тело движется прямолинейно. То есть оно
Тык-т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 ык. Чисто вдоль прямой. И в конечном состоянии это у нас будет конец кон. Наше значение скорости будет в 2 раза больше, чем в начале. То есть будет принимать значение как 2v0 вектор. Угу. Ну и, конечно, на это все мы с вами затратили некоторое время тау. Так, ну и вместе с этим давайте я еще также покажу, что у нас будет вектор перемещения S-вектор. Изначальное положение в конечное. Это будет наш вектор перемещения S-вектор. Можно обозначить как S0 вектор, типа суммарный вектор перемещения до нашего этого положения. И, конечно, также обозначим, что это мы с вами сделали за время тау. Как я уже говорил, раз у нас с вами происходит движение такое, что у нас в каждый момент времени скорость она меняется как-то, то что мы должны с вами сделать? Правильно, мы должны с вами брать и рассматривать какой-то произвольный момент времени t. Это давайте я здесь и сделаю. То есть я возьму, рассмотрю какой-то произвольный момент времени t. В этот произвольный момент времени t скорость моего тела будет направлена вправо. И как-то будет здесь выражаться. Ну и, кстати, вопрос к вам. А куда у меня будет направлен вектор ускорения? Он будет смотреть туда же, куда скорость, или против скорости? Отмечу, что у нас скорость, она увеличивается. Видите, вначале было v0, а потом стало 2v0. Поэтому вопрос к вам. Куда направлен вектор ускорения? Я пока давайте как раз-таки возьму свой маркер. Попробую зафиксировать. Ну как? Какие идеи? Сонаправленно, правильно. Как вы помните, у меня вектор ускорения будет смотреть туда же, куда и вектор скорости, если у меня скорость она будет расти по модулю, и при этом она не меняет направление. Получаем, что здесь у меня будет вектор ускорения А. Он будет смотреть туда же, куда и вектор скорости. Так. Ну это можем записать. Первое. Некоторый, ну или давайте рассмотрим некоторый момент t. Момент t. Что я тогда получаю? Что, конечно, у меня в этот момент времени, почему так легко? Ну, потому что это только первый бинар, первая задача. Потом, если ты посмотришь, по нарастающей будут. Не переживай. Там пятая вообще можешь посмотреть, она моя будет интересной. Рассмотрим некоторый момент времени t. Тогда, конечно, вектор скорости v маленькая у нас выражается как элементарное перемещение дельта s вектор, деленное на дельта t. А скорость, а ускорение, в свою очередь, как я могу выразить? Как просто скорость измени моей скорости. Это давайте также здесь мы с вами попробуем обозначить. То есть вектор ускорения А, это будет отношение изменения скорости дельта v вектора к промежутку времени дельта t. И, конечно, было бы логичнее все-таки использовать вот эту формулу. Ведь если мы с вами будем пользоваться этой формулой, то здесь есть какое-то изменение координат или изменение перемещения. Тут элементарно наш вектор перемещения. То есть вот за маленький промежуток времени дельта t мы с вами сместимся на дельта s вектор. Но нам она ни к чему. Нам не нужен вектор перемещения. Потому что нам известна только зависимость между А и В. А значит, здесь хотелось бы задуматься, что у нас получается, нужно пользоваться этой формулой, ведь у нас же есть как раз и связь между ускорением и изменением скорости. А сколько зрителей? Да, много зрителей, но, честно, мне кажется, как будто у нас боты. Очень резко начали до этого расти лайки. Если все сейчас напишут плюсики, то я поверю, что у нас сейчас в онлайне столько людей. Пока мне кажется, у нас боты. Но если вы напишите плюсик, вот сколько у вас там, 100 человек, то тогда я поверю. Вот. И что мы тогда здесь можем увидеть? Что за дельта t, то есть за маленький какой-то промежуток времени, давайте я здесь домножу на дельта t, я получаю, что изменимые скорости дельта v вектор выражается как произведение вектора А на промежуток времени дельта t. Я же могу, в свою очередь, это взять и спроецировать на какую-нибудь ось. Да, я согласен, это круто, то есть как будто кто-то извне нам, не знаю, решил это. Я не знаю, откуда столько зрителей. До 2х0. Попробуем, только единственное, мне кажется, там будет не очень красивая зависимость, которую мы с вами еще не решаем. Но можно будет посмотреть. Посмотрим. Давайте покачаем, почему бы и нет. Вот, я получаю такое изменение моей скорости за промежуток времени дельта t. Ну и, конечно, давайте это возьму и спроецирую на ось x. Потому что я хочу это все взять и перевести в числовой вид. А чтобы переводить в числовой вид, мне нужна ось x. Проекции.
Так, вот моя ось X. Ой, не dx, а просто ось X. Что-то я здесь, конечно, бахнул. То есть вот получаю, что проекция на ось X у меня будет дельта Vx, выраженная как AX на дельта T. Угу. И что мы с вами здесь можем заметить? Что у нас проекция нашего ускорения на ось X, она чему равна? Она, на свою очередь, выражается как плюс А, потому что, видите, у вас вектор ускорения, он смотрит туда же, куда ось X. Поэтому, конечно, я получаю, что это просто будет плюс А. Здесь напишите плюсики, если с этим согласны. Во-вторых, проекция вектора скорости на ось X, это будет что? Да это будет так же, как просто v маленькая. Потому что вектор v смотрит туда же, куда ось X. Угу. Поэтому, посмотрев на эти выражения, я получаю, что у меня будет dv, оно будет выражаться как a dt. Потому что в чем прикол? dvx это мы берем, на самом деле, изменение от проекции. Проекция у меня равна v маленькая. Поэтому я здесь и получаю изменение от v маленького. В этом здесь главный смысл. Вот. То есть я получаю вот такое выражение. А значит, если я выражу dt, то есть маленький промежуток времени, за который мы с вами вот так сместились на дельта s вектор, то я что получаю? Что это будет 1 на а помноженное на дельта v. Но опять, если говорить про физический смысл, то я получаю, когда я это все возьму и просуммирую, у меня же получится, что это будет площадь под графиком в зависимости. Эта функция 1 на а от нашей скорости маленькая. А здесь получится суммарное время. Но сначала давайте мы это с вами сделаем чисто математически. И как раз и запишем, что просуммируем. Это соотношение звездочка. Просуммируем. Так, просуммируем. Суммируем. Звездочка. Получаем, что у нас будет сумма всех dt-шек. Это будет выражено как сумма всех 1 на а помноженное на dv. Где у нас время будет как меняться? Конечно, в начале это было 0, а в конце у нас будет тау. v у нас менялось от начальной скорости в 0, а в конце у нас будет 2 в 0. Но, конечно, вы можете меня спросить, а что здесь мне делать? То есть у меня вот 1 на а, и как мне искать эту сумму? А здесь давайте вспомним, что нам же известна зависимость а от v. И я тогда подставляю, что 1 на а, это же в свою очередь у меня выражается как v маленькая плюс v0, деленное на v0, а0. Ну или еще по-другому, можно приписать как v маленькая к v0. Ой, только давайте я, знаете, что сделаю? Это, конечно, вот так и оставлю. Но мне кажется, я немножечко поторопился. То есть тогда я получаю... Давайте я пока вот эту сумму просто ставлю. Типа я показал, что мы с вами должны сделать. Но давайте 1 а маленькую сюда поставим, чтобы было как-то покрасивее. Что-то я рано сделал, да? Вот, получаю dt. Это будет v маленькая плюс v0, деленное на а0, v0. И на dv. Давайте немножко перемножим, чтобы было красиво. И получаю v0, а0 на dt. Это будет v маленькая, dv маленькая, плюс v0, dv0. Вот. То есть, наверное, лучше будет это суммировать, чем это. Я чуть-чуть рано поторопился, но как минимум мы можем отсюда сказать, что это будет типа площадь под графиком в зависимости 1 на а от v, но об этом мы еще скажем. Но самое ключевое это вот это выражение, которое связывает, что у нас произошло за маленький промежуток времени дельта t. И давайте мы его лучше просуммируем. Получаю v0, а0, только здесь у меня будет знак суммы dt. Это у меня будет сумма vdv плюс сумма v0 dv. Правильно? T я уже указал, как меняется. Это от 0 до тау. V меняется от v0 до 2 v0. И v маленькая меняется от v0 до 2 v0. И что теперь самое ключевое? v0, а0 это константа. Значит, эту константу я могу взять и вынести за знак суммы. Поэтому тогда давайте я перепишу это выражение таким образом. Так, сначала мне нужна жижа. Давай, жижа. Появляйся, жижа. Ну. Давай, жижа. Появляйся, жижа.
Вот. Получаю, это будет v0, a0 на сумму всех dt-шек. От 0 до tau. И это у меня остается, потому что v маленькая. У меня также меняется от v0 до 2v0. Вот, а здесь у меня будет плюс. Опять, v0 это константа. Конечно, я могу взять и вынести за это знак суммы. Поэтому у меня будет сумма dv от v0 до 2v0. Все, остается просуммировать, а это мы сами знаем, как суммируется. Получаем v0, a0, помножаем на время tau минус 0. То есть я беру, суммирую все маленькие-маленькие промежуточки времени дельта t. То есть здесь у меня прошло время дельта t. Здесь еще, здесь. И все эти промежуточки я беру и суммирую. Конечно, я получаю, тогда у меня суммарное время, которое здесь прошло. Так, это будет. Опять, видите, сумма VDV. Значит, это будет 2v0 в квадрате, деленное пополам, минус v0 в квадрате, деленное пополам. Ну и в свою очередь еще плюс v0 на 2v0 минус v0. Надеюсь, здесь мы с вами максимально круто поэкспериментировали на эту тему. Ну и получаю v0, a0, помножаем на время tau. Это будет здесь 4v0 в квадрате, минус v0 в квадрате. Все делим на время, делим на двоечку. И плюс, конечно, здесь у меня просто будет v0 в квадрате. Так, какой получаем результат? Это у нас будет 3 вторых v0 в квадрате и плюс просто v0 в квадрате. Суммарно это будет 5 вторых. Делаем результат такой v0, a0 на tau. Это будет 5 вторых v0 в квадрате. Все, ничего страшного, ничего сложного здесь я вроде не продемонстрировал. v0 у нас говорит нам до свидания. Поэтому я делаю вывод, что у меня время tau будет выражаться как 5v0, деленное на 2a0. Все, здесь напишите мне tau, если вы с этим согласны, если вы поняли вот это выражение, которое я здесь получил. Поэтому остается записать ответ. Ответ. Так, единственное... у меня там все помещается. Что время tau выражается как 5v0 на 2a. Так, жду здесь tau, если с этим согласны. Я надеюсь, мы увидели, что здесь ничего прям такого критичного, ужасного, страшного у нас нет. Что наоборот здесь все с кайфом. Угу. Но если что, конечно, ставьте минус. И вот здесь, что, конечно, хотел бы отметить, это вам в домашке, кстати, отмечу, очень понадобится, что это будет площадь под графиком зависимости функции. Так, что непонятно, вас суммы пугают? Вас вот эти суммы пугают или что? Вот здесь мы видим 1 на а, это у нас будет некоторая функция, поэтому здесь мы на самом деле получим вот такую зависимость. 1 на а от v, и 1 на а у нас меняется линейно, да? Угу. Там будет какая-то линия, и получается от v0. Ну, это вы в домашке, если что, сделаете, просто здесь давайте схематично. До 2v0. И вот эта площадь под графиком будет вам давать сумму всего времени. Вот она. S графика. Вот. Страшные суммы. Ну, посмотри еще раз. Ну, ты понял? Давай так. Еще раз вот к этому определимся. Вот, например, сумма. Сумма 2 в степени i от i равно единице до 3. Ты понял, что это 2 в степени 1 плюс 2 в степени 2 плюс 2 в степени 3. То есть сумма это просто обозначает сумма, то есть ты суммируешь вот это слагаемое. И когда ты, например, в данном случае суммируешь dt-шки, то у тебя что получается? У тебя есть ось времени t. Есть начало 0, есть конечное t, ну, например, tau в нашем случае. Ты берешь, разбиваешь этот отрезочек на просто некоторые отрезочки. Каждый из этих отрезочков у нас называется как dt. Вот первый отрезочек dt. Здесь у нас будет dt1. Потом будет dt2.
dt2 и так далее. Я, получается, dt1 плюс dt2 плюс и так далее. Суммирую все, вот раз, два, три, четыре, все вот эти промежуточки. Это я могу переписать как просто сумму всех dt. Просто я беру и суммирую все вот эти промежутки. Ну и получаю, конечно, что? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Просуммировав эти 8 отрезочков, что я получаю? Я, конечно, получаю суммарный отрезочек вида тау минус 0. Логично? Напиши 2 плюса, если согласен. Так, как остальные? Наша вся задача вам как? Понятно? С кайфом? Все нормально? Теперь погнали к задачам, которые будут уже в себе содержать некоторую механику. Тело начинает движение из состояния покоя? Ну да, из состояния покоя. Ай-яй-яй. Спасибо большое, что отметил. Да. Ну, какая разница? Все равно мы будем двигаться из скорости в 0. Мне кажется, без разницы. Ладно, вы в задаче будете в домашке решать немножко другое. А здесь давайте мы будем считать, что от v 0. Ну, просто зачем все переписывать? Конечно, если что, просто здесь будет 0, а здесь будет 0, здесь будет 0, здесь будет 0, и это будет зануляться, будет чуть-чуть другой ответ. Поэтому давайте мы с вами просто скажем, что у нас v от 0 именно здесь равнялось v0. Ну, свое сделаем такое дополнение, окей? Давайте сами так сделаем, потому что я думаю, логика будет такой же. Вот x0 до x, давайте я сейчас подумаю, можно ли это как-то спокойненько проинтегрировать, просто мне кажется, будет очень ужас. Типа, как зависит v маленькое от времени? V маленькое от времени, извини, будет ужасно зависеть. Просто это жесть будет. То есть давай я немножко покачаю в этом плане. Смена Ньютон Про. Честно, я еще не доделал чуть-чуть расписание. Оно начнется в июле. То есть она начнется точно в июле, в июне я не смогу. Она начнется в июле. Наверное, в дни, когда будут вебинары нашего смены Ньютон. Так, если про x, там возникал вопрос, как мы это можем делать? Нам лучше всего будет говорить через ds. То есть у нас ds-вектор, это же есть v-вектор на dt. Значит, dsx это будет vx на dt. Ну или что по-другому, как vdt. Значит, получается, мне нужно будет найти, как у меня v маленькое будет зависеть от времени. В чем прикол с v маленьким? Или я могу поиграться? dt это есть dv, да, я могу поиграться. Ведь у меня же dt это что? Вот этим воспользуемся, это 1 на a на dv. И отсюда я получаю, что dsx я могу выразить как v маленькое на dv и на маленькое. Но, честно, боюсь, будет выглядеть просто максимально ужасно. Нет, просуммировать можно будет. Да. Давайте это сотру, и можно будет это покачать. Да, я согласен. Вот. Давайте некоторые части сейчас сотру, и можно будет чуть-чуть в этом плане покачать. Просто боюсь, для многих это будет уже слишком страшно, потому что это мы с вами не учились делать. Так. Вот это давайте сотру. Во. Чуть покачаем, если появился этот вопрос, потому что, согласен, качать задачи очень полезно, в свою очередь. Так. Бам. Погнали. Так, это у меня еще пишет или нет? Наверное, это пишет. Еще проверим. То есть там как раз в виде подскриптума, давайте мы поговорим про следующее. Вот мы с вами писали, что ds-вектор, это есть v-вектор на dt,
Отсюда дельта Sx, это будет Vx на дельта t. Верно, напишите мне два плечика, если с этим согласны. Вот, Vx мы с вами знаем, поэтому дельта Sx это будет V маленькая на дельта t. Но хотелось бы здесь избавиться от как-то промежутка времени дельта t и все выразить через V маленькое. Как это можно сделать? Элементарно. Вспомним, что мы с вами выразили dt как dv, деленное на a маленькое. Это я получаю вот отсюда. Вот так вот. Подставим сюда. Я получаю такое выражение, как дельта Sx. Это будет v dv, деленное на a. Здесь давайте поставим наше 1 на a. Я получаю, что дельта Sx, то есть проекция нашего элементарного перемещения на ось x, у нас будет выражаться каким интересным образом. А вида как v маленькая плюс v0, деленное на a0 v0, и в свою очередь помноженное на dv. Здесь давайте возьму, только еще помножаем на v маленькое, извиняюсь. Здесь давайте помножу на a0 v0, у меня будет dsx на a0 v0. Это будет как v в квадрате dv плюс v0 на v dv. И в свою очередь это можно будет просуммировать. Как мы это можем просуммировать? Получается сумма всех дельта Sx a0 v0. Это будет сумма всех v в квадрате на dv. v в квадрате на dv. И плюс v0, давайте я здесь сразу вынесу. Это будет сумма всех v dv. v маленькое мы знаем, у нас будет меняться от v0 до 2v0. Вот. А сумма всех дельта Sx, это же как раз и будет сумма всех наших элементарных проекций перемещений. Значит, мы получаем, у нас как Sx меняется? У нас Sx, давайте я здесь изображу, что у нас вот он, перемещение S-вектора к этому моменту времени, и вот от него дельта S-вектор. Это значит, что у нас как будет меняться S проекция на ось x? У нас в начале никакого перемещения не было, то есть мы с вами находились в этой начальной точке, а в конце мы с вами сместимся на S0. Вот, поэтому я получаю, что это будет S0, A0, V0. Это будет сумма. Вот здесь вот мы пока не знаем, но здесь зато знаем, что это будет V0 на 2V0 в квадрате пополам минус V0 в квадрате пополам. То есть формально получается вот такой результат. Единственное, что мы с вами не умеем считать, это считать вот такую сумму v в квадрате dv. Но не переживайте, вот такую сумму мы с вами научимся считать, когда мы с вами научимся решать, и считать интегралы, потому что это уже будет интегральная сумма. Здесь мы с вами сходу, я об этом уже не скажу. Но как минимум я показал, как мы могли элегантно здесь выразить. Здесь напишите десяточку, если с этим мы с вами согласны, если это нам понятно, если это нам нравится. Ну и наконец-то погнали к задаче поинтереснее. Это уже наконец-то будет у нас механика. То есть пора переходить к динамике. Чтобы у нас какие-то силы были, чтобы мы с вами как-то почувствовали вообще, что у нас происходит. Так, только это мне все нужно будет здесь стереть. Стираем, стираем. Где у меня? Пум-пум-пум-пум. Вот она. Так. Если есть вопросы, то, конечно, задавайте. Так, номер 2 у нас готов. Пока можете посмотреть следующую задачку. Номер 3. Я очень надеюсь, что мы с вами успеем решить все задачи, какие я хотел. Потому что, реально, последняя задача, она самая кайфовая. Просто, ну или, видимо, мы ее завтра с вами будем решать на вебинаре. Он, правда, уже будет закрытый. Но как успеем. Потому что задача хорошая. Я ее сам лично составлял. Мне она, честно, очень-очень-очень понравилась. А вот у меня в этой скорости подозрительно красиво получилось 5 метров в секунду. Ну, круто. Либо я просто сейчас не вчитался, я не понял, про что ты говоришь. Да, вот у меня в этой скорости, подожди, красиво получилось. Что там получилось?
Чуть немножко не понял. Ты про задачу, которую вот эту новую, или про предыдущую? Угу. Ну, сейчас порешаем. Думаешь, я помню? Я хоть и решал сейчас на днях, я не помню ответа. Ответа я не помню. Я помню, как к ним можно приходить. Так, где у меня была тряпочка? Вот у меня тряпочка, точно. Ей, брать так тряпочку. Так. Видите, как хорошо? Пока я стираю, вы отдыхаете, кайфуете. Те, которые еще не записались, наверное, смотрят на промокод «Успей» и уже его бегут применять по ссылочке в описании. Вообще для пота прекрасно. Опа. Так, это стерли, это убрали. Все, отлично, погнали дальше. Номер 3. Да, все верно, там получится В в кубе натрия. То есть у тебя будет в конце 2В0 в кубе натрия минус В0 в кубе натрия. Ты все правильно написал. Так, пишем теперь номер 3. Угу. Прочтем условия нашей третьей задачи. Лодку, кстати, это уже окружной этап Сироса, 9 класса. Если что, окружной этап — это этап, который идет перед Сиросом, то есть перед финалом. Но это было до 2008 года. Сейчас он называется региональным. Лодку массой маленькая, 100 кг, тянули за веревку по озеру с постоянной скоростью V0, равной 1 метру в секунду. В некоторый момент веревка оторвалась. Угу. Считайте, что сила сопротивления зависит только от скорости v маленького вектора и ускорения а вектора лодки и определяется выражением f вектора как минус альфа вектор и минус бета а вектор, где альфа это 10 ньютон в секунду на метр, бета это 50 ньютон в секунду квадрат на метр. Ну и что здесь хотелось бы добавить? Первое. Какой путь L пройдет лодка после разрыва веревки и какая скорость будет у лодки к моменту, когда лодка пройдет путь L пополам? Угу. Примечание. В гидродинамике величина бета у нас называется присоединенной массой. Ну, давайте запишем тогда сначала наше дано. Так, маленькая, 100 килограмм. Вот такая нормальная лодка. Потом V0 у нас 1 метр в секунду. 1 метр в секунду. Конечно же, еще вместе с этим нам будут известны коэффициенты альфа и бета. Альфа 10 ньютон в секунду на метр, а бета это получается у нас, я уже забыл, честно сказать, 50 ньютон в секунду в квадрате. 50 ньютон в секунду в квадрате на метр. Угу. Чуть вправо сдвинуть. Да, могу. Вот, я чуть-чуть не привык там к одной части, да, я сдвинул. Ой, и при этом, конечно, нам известно, что эта сила сопротивления со стороны воды и воздуха, она выражается как минус альфа в вектор и минус бета а вектор. Так, что мы хотим найти? Мы хотим найти первое, путь L, а второе, это до остановки, скорость в момент, когда L у нас будет пополам. Вот такие вопросы. Поехали. Давайте тогда сделаем картиночку. Пам-пам-пам-пам-пам. Пам. Вроде у меня получилось... да что ж такое? Почему она мне не горизонтальная? Я вот не понимаю. Ой, ладно, заново. Когда у меня эта горизонтальная прямая, наконец-то мне будет подвластна. Честно, да хочется наконец-то познать. Так, получаем. Давай-ка горизонтальная прямая. Получилось? О, вроде получилось. Это будет наша водичка. То есть мы с вами понимаем, что наша лодочка будет двигаться по водичке. Пам-пам-пам-пам-пам. И так далее. Вот наша будет водичка. Тогда в начальный момент времени
давайте мы с вами изобразим нашу лодочку. Даже не знаю, может быть, другим каким-то цветом. Ну ладно, давайте белым. Вот наша лодочка. И в начальный момент времени у нее будет скорость v0 вектор. И давайте мы с вами рассмотрим тогда, что лодку в некоторый момент времени, и потом еще даже давайте изобразим лодку, например, там, в установившемся состоянии. То есть, когда наша лодка остановится, то, конечно, у нее скорость будет равна нулю. То есть здесь все, остановка. Остановка. И мы с вами можем заодно отметить, что мы с вами пройдем как раз-таки путь L до остановки. Потому что именно этот путь нам и неизвестен. Так, это тоже хорошо. Что дальше? Дальше, как вы понимаете, у меня здесь будет на самом деле все ужасно. То есть у меня скорость будет вообще там ужасно меняться, ускорение тоже будет меняться, все будет плохо. Что делать? Как всегда, рассматриваем какой-то произвольный момент времени t. Рассматриваем. Бэм, бэм, бэм. И в этот момент времени скорость нашей лодки пусть будет какой-то v маленький вектор. И давайте также обозначим, что к этому моменту времени мы с вами взяли и сместились на некоторый вектор перемещения s-вектор. Ну, к этому времени, конечно, мы с вами сместились на какой-то вектор перемещения. И укажем этот вектор перемещения. Вот он будет вектор s. Так, это тоже хорошо. Заодно вопрос к вам. Куда направлен вектор ускорения у нашей лодки? Если скорость v маленькая, видите, у нас падает от v0 до 0. Скажите мне, куда будет направлен вектор ускорения? 700 лайков. Как так? Я не понимаю. Так, напишите против скорости вектора v или туда же, куда вектор v. Правильно, будет направлено противонаправленно, то есть влево. Молодцы, потому что у меня вектор v по значению он уменьшается. А значит, конечно, у меня вектор А будет смотреть влево. Ну и что хотелось бы отметить, что особенно почему вектор А не будет смотреть сюда или сюда, потому что если у вас вектор А будет смотреть вверх или как-то так, то у вас вектор скорости, он будет менять свое направление. А здесь, как вы видите, у вас вектор v не меняет свое направление. Как он смотрел горизонтально, так и смотрит. Поэтому 100% ваш вектор ускорения должен смотреть как-то горизонтально. Только был вопрос, сюда или сюда? Но, как мы уже с вами поняли, так как v маленькая падает, то вектор А смотрит против скорости. Поэтому это мы давайте первым пунктиком и отметим, что так как v маленькая уменьшается, меньше, то вектор А у нас смотрит против скорости v маленький вектор. Обозначили. Так, пишем теперь пунктик 2. Теперь же давайте распишем силы, которые будут действовать, в свою очередь, на нашу лодочку. Что это будут за силы? Ну, во-первых, это будут силы тяжести и так далее. Но, если что, конечно, я понимаю, что так я сегодня типа формально с нуля объясняю динамику, но я думаю, мы с вами имеем представление, что такое силы. То есть сила — это просто мера воздействия на какой-то объект со стороны какого-то внешнего объекта. То есть, например, на эту лодочку у нас действует, например, сила тяжести со стороны Земли, потому что нас Земля, она притягивает. Поэтому, как минимум, я могу здесь также изобразить вот эту силу тяжести, mg. Давайте я, наверное, ее также буду розовым обозначать. Вот, m маленькая g вектор. Думаю, это логично. Потом, какие еще есть силы? У нас еще есть сила, выталкивающая от воды. Она еще называется как сила Архимеда. То есть вашу лодочку вода, она выталкивает. И поэтому, как вы видите, у меня лодочка, она плывет по этой водичке. Поэтому давайте я здесь и позначу, что у меня будет выталкивать сила Архимеда FA. FA вектор. Ну и самое важное, что у вас будет возникать сила сопротивления. Ведь вы можете же представить, когда вы быстро бежите напротив, ну или, да, вы быстро бежите по полю, на вас дует ветер, вам становится тяжелее бежать, потому что на вас дует ветер, на вас действует сила сопротивления со стороны ветра. И здесь то же самое, со стороны водички и воздуха у нас возникает сила сопротивления, только она еще в себе учитывает ускорение.
И в чем здесь самый главный прикол, что непонятно, куда F-вектор направлен. Конечно, из логики понятно, что сила F будет направлена влево. Ну, она же сопротивляется нашему движению. Но вот здесь хотелось бы немножко это покачать. То есть, смотрите, вам сказали, что F-вектор — это вот так вот. Это, видите, я пишу мелом, то есть не входит в наше официальное решение. F-вектор у нас выражается как минус альфа v минус бета а. И в чем прикол? V-вектор смотрит вправо. Значит, минус альфа v будет смотреть влево. Это минус альфа v. И теперь к минус альфа v вы прибавляете минус бета а. То есть это же выражается как минус альфа, минус альфа v плюс минус бета а. Значит, сюда я должен прибавить минус бета а. Но а-то у меня направлен влево, а значит минус бета а у меня будет смотреть вправо. У меня есть две ситуации. Первая ситуация, если у меня минус бета а будет смотреть сюда. И тогда я получаю, что сила F-вектор у меня смотрит влево. А вторая ситуация, то есть это первая ситуация. А вторая ситуация, если у меня здесь будет минус альфа v, а минус бета а будет так. Тогда, как вы видите, у меня сила F, она будет аж подгонять. Конечно, это навряд ли реализуется, все-таки она является сопротивлением, то есть она всегда сопротивляется, а не подгоняет. Но если именно следовать строго математике, то, как видите, у нас может быть два возможных случая. Возникает вопрос, а как понять, какой из этих случаев будет реализовываться? Сразу скажу, что будет, конечно, реализовываться первый. Второй не будет. Но как это доказать, как это понять с точки зрения физики? Не просто типа сказать очевидно что, как это пишут в учебниках, типа ачев. Нет. Можно прописать это прямо как полагается. Давайте это делать. Для этого я запишу второй закон Ньютона. Я, конечно, думаю, что у нас есть ребята, которые такие сейчас скажут, типа, что, второй закон Ньютона, ты что колдобаришь? Давайте просто вкратце. Конечно, об этом мы с вами еще будем много говорить, про законы Ньютона и так далее. Но, да, легко заметить, что. Вот, это, знаете, это если не знаешь, как объяснить, то говоришь, заметим, что. Офигенно работает, если не знаешь, как объяснить. Вот. Второй закон Ньютона, он просто вам говорит, что масса на ускорение — это просто есть сумма всех сил, действующих на ваше тело. Все, элементарно. Вот. И из второго закона Ньютона мы получаем, что масса на ускорение — это как раз будет сумма всех сил, как сила Архимеда, плюс сила тяжести маленькая g вектор, и плюс сила F-вектор. И что ключевое можно здесь заметить? Что, во-первых, ну, как минимум уже отсюда видно, что у вас про силу Архимеда, она будет компенсировать силу тяжести, и на самом деле ма будет равняться чистой силе F. Но, как минимум из других соображений, что когда вы будете складывать F плюс mg, то это, ну, они вертикальные. А у вас горизонтально, значит, у вас какая-то компонента здесь вектора силы должна быть горизонтально направлена влево. Поэтому, как минимум отсюда мы получаем, что на самом деле сила F у нас будет смотреть влево. Но это я сейчас докажу. Прям покажу, как, прям как полагается. То есть не просто на словах. Смотрите. Давайте я введу оси x, y. X, y. И спроецирую второй закон Ньютона про x на ось y. Что я получаю? Так, давайте на всех пожарных нормально сейчас. 22 напишите, если вы типа врубаетесь. Или я могу сейчас вообще болтать все, что угодно. Вроде, я надеюсь, у меня получается так медленно рассказывать, что типа вот это нам понятно, почему я сейчас буду выводить эти соотношения. Или как вы? И что минус ставьте, если типа вообще прям вылет. А то я запереживался. Все, норм. Окей. И что пишите просто и все. Вот, проект на ось y я получаю, когда я буду проецировать, это у меня будет m(y), f(y) плюс mgy плюс fy. В чем главный смысл? Что, как вы видите, у меня сила F и ускорение, они перпендикулярны оси y. Как вы помните, их проекция будет равны нулю, значит, у меня остается только 0, это будет сила Fa минус mg. Потому что mg смотрит против оси y,
Раз она смотрит против, то ее проекция выражается как минус mg. Сила Архимеда смотрит туда же, куда есть y, значит будет плюс fa. Отсюда мы делаем вывод, что у нас сила Архимеда, она равна по модулю силы тяжести. Но заметьте, у вас эти вектора направлены в разные стороны. По модулю они одинаковые. Это обозначает, что у вас на самом деле эти вектора выражаются так, что сила Архимеда вектор равна минус силе тяжести. Откуда возникает минус? А потому что они направлены в разные стороны. Но если возьмете модуль, то вы получаете FA по модулю равняется mg по модулю. Это важно. Поэтому отсюда у вас получается, что сила Архимеда плюс сила тяжести маленький же вектор, это просто будет нулевой вектор. Заметили? Напишите 0, если с этим согласны. Это просто небольшая справка для данных задач, которые именно были сегодня. Дальше мы будем ботать. То есть дальше у нас будет отдельная динамика, и мы будем говорить про законы Ньютона. Третий и так далее, все это будет, не переживай. Просто вот, суммирование в основном применяется в такие задачи, хотелось бы этим воспользоваться. Тем более я надеюсь, что закон Ньютона, здесь вот только один, единственный, второй закон Ньютона вас не смущает. Что обозначает нулевой вектор? Точка. Это вектор, у которого длина равна нулю. Точка. Вектор, у которого длина равна нулю. Все. Нулевой вектор. Вот. И получаю, что тогда у меня масса на ускорение. Это будет что? Это будет нулевой вектор, то есть это просто ничто. Значит, будет f-вектор. И вот мы с вами видим отсюда, что у нас сила f смотрит туда же, куда и ускорение. Кайф? Конечно, если что, у вас с домашкой прямо такой жести не будет, то есть, или как минимум, если вы здесь напишите «заметим что», я не думаю, что снимут. Но на Всеросе вот это уже могли бы снять на окружном этапе, если вы не написали бы. Так, все, с этим разобрались. Напишите мне тогда здесь 5, если согласны. Пишем тогда третий пунктик, и пора расписывать. Я же понимаю, чему равна сила F. То есть, с одной стороны, это будет масса на ускорение, а с другой стороны, это будет минус альфа v и минус бета а вектор. Ну я же могу взять, перенести вот это слагаемое влево. И мне ничего не изменится. Как я объяснил. У меня гений, да. Получаем масса m плюс бета на ускорение а вектор. Это будет чисто минус альфа вектор. Кстати, обратим внимание, что у нас бета плюс масса получается, и поэтому здесь нам и сказали хорошее примечание, что бета называется присоединенной массой, потому что мы ее как бы присоединяем к нашей исходной массе. Забавно. Вот. И теперь нам остается просто поиграться с этим выражением. Давайте здесь мы возьмем его, спроецируем на ось x. И получим, что у нас будет m плюс бета помноженное на проекцию вектора а на ось x, то есть просто ax. То есть, как вы помните, когда я проецирую, я просто значок вектора убираю, индекс x приписываю. m плюс бета на ax. Это будет минус альфа vx. Не дай бог вам здесь сразу убрать минус. Ребят, значок вектора убираю, индекс x приписываю, как я это здесь и получил. Вот, все. Значит, остается поиграться чисто с этим выражением. Так, давайте я сотру сейчас вот эту правую часть. Что, зачем она мне? Мне не нужна. Так. Вот. Единственное, знаете, я что еще сделаю? Я возьму все попить. Тут что-то совсем... Опа, так думаю, получше будет. О, так получше. О, другое дело. О, прям вот чувствуешься. Так, и что здесь хотел бы отметить? Да. И теперь, как вы понимаете, на самом деле есть два пути. Похоже на уравнение колебаний. Нет. Вместо vx у тебя должен быть x, и тогда будет колебание. Вот. Здесь есть два пути решения. Первый — это проекции.
То есть суммировать через проекции. На самом деле я вам всегда советую суммировать именно через проекции. Не надо раскрывать через модуль. Только если там в экстренных случаях. Но мой совет суммировать через проекции, потому что это просто золото. У вас проекция будет содержать внутри себя знак. Это самое ключевое. Самое просто кайфовое. Но можно будет и через модули. Я вам сейчас покажу эти оба способа. Так, способ первый. Проекции. Вспомнить, что как у нас выражается проекция вектора А на ось Х и проекция вектора В на ось Х. Сейчас меня только запишет маркер. Давай, маркер, пиши. Я же знаю, что ты хочешь писать. Так, пишем, что вектор V это у нас вектор дельта S вектор, деленный на дельта T. Поэтому за время дельта T я получаю, что у меня будет элементарный вектор перемещения, который выражается как произведение скорости на время дельта T, в течение которого мы с вами здесь двигались. Но если возьму это, спроецирую на ось X, я получаю, что дельта Sx это будет Vx на дельта T. Верно? Аналогично про вектор ускорения А мы также можем записать, что это будет изменение скорости за маленький промежуток времени дельта T. Следовательно, за dt я получаю, что мое изменение скорости дельтового вектора выражается как произведение ускорения на промежуток времени дельта T. Ну или еще проекция ось X. У меня будет следующее, что дельта Vx это будет AX дельта T. Вот это самое ключевое. Поэтому, что мы с вами здесь видим? Давайте мы возьмем, домножим вот это соотношение на дельта T. То есть, вот звездочку домножим на дельта T. И что я тогда получаю? Вот это давайте я обозначу как звездочка. Тогда звездочка мне скажет такой результат. Что это будет масса m плюс бета на произведение AX на промежуток времени дельта T. И это будет выражаться как минус альфа Vx на промежуток времени дельта T. И что мы с вами здесь видим? AX на дельта T. Мы с вами уже только что это записывали. То есть мы же получили, что AX на дельта T это будет дельта Vx. Пишем. Это у нас будет дельта Vx. Так, а Vx на дельта T это будет проекция вашего перемещения на ось X за время дельта T. Значит, я могу переписать это выражение вот в таком формате. Если у меня, конечно, жижа появится. Сейчас посмотрим. Так, получаем m плюс бета. Дельта Sx. Это будет минус альфа дельта Sx. Ой, единственное, здесь у меня должно быть Vx дельта T, конечно же. Да. Так. Так, дельта Vx. Ну что, суммируем это выражение. Я получаю m плюс бета. Я могу взять знак суммы, убрать. То есть это же мы с вами получаем за маленький промежуток времени дельта T, который у нас здесь пройдет. И теперь я, взяв и разбив суммарное время на много-много маленьких промежутков времени, я теперь беру и суммирую все наши изменения за эти каждый промежуток времени. Суммирую проекции наших, изменения проекции наших скоростей. Вначале у нас будет начальная проекция и в конце. Это давайте я здесь напишу. А это у нас будет сумма всех дельта Sx. Давайте я здесь где-нибудь помечу, что у нас... Где бы это пометить? Vx это что? Это будет чисто v маленькая, правильно? Если здесь так говорить. А v0x это у нас будет чисто v0. То есть проекция нашей начальной скорости на ось X это будет чисто v0. Что обозначает звезда? Здесь звезда, звезда. Звезда я просто обозначил, что вот это все уравнение, это все выражение. Ну, вместо звездочек ты можешь написать 1, 2, не знаю.
Я думаю, если вы решали систему уравнений, то вы как раз обозначали какое-нибудь уравнение какое-нибудь обозначением. Вот, например, звездочка. И сейчас звездочка домножена на дельта t. То есть я домножил вот это выражение на дельта t. Окей? Вот. И при этом еще давайте заметим, что проекция вектора s на ось x это просто будет s. Правильно? Потому что вектор s у нас смотрит туда же, куда ось x. Поэтому получается, как у меня будет изменяться проекция моей скорости? Вначале это будет v0, ну и в некоторый момент времени это будет у меня v. Здесь у меня было сначала 0, и в этот момент времени у меня будет s. Поэтому теперь я беру и раскрываю мои суммы. Получается m плюс бета, помножаю на что? У меня здесь сумма dvx, то есть получается сумма всех изменений. А значит, я получаю суммарное большое изменение. Это будет конечная проекция vx минус начальная проекция v0. Давайте я здесь как-нибудь помечу, что это у нас будет. vx. Это у нас будет v0x. Так, это у меня будет выражаться минус альфа на s минус 0. Просто альфа s. Поэтому я делаю вывод, что v минус v0 это у меня будет минус альфа s, деленное на m плюс бета. Единственное, здесь мне, наверное, нужно будет это убрать. Наше условие задачи. И получить такой результат, что v маленькое в зависимости от пройденного расстояния у нас выражается как v0 минус альфа s, деленное на m плюс бета. Вот такой мы с вами получаем результат. Здесь мне, пожалуйста, напишите 2 плюсика, если вы согласны с этим выражением, которое я здесь получил. В чем главный плюс вот этого выражения? Что оно зависит от того перемещения, которое мы с вами здесь прошли. А значит, вы можете поставить, например, перемещение равному L, и тогда ваша скорость будет равна нулю. Или поставить ваше перемещение выраженное как L пополам. Удобно? Удобно. Жду тогда от вас здесь, я не помню, V я сказал, или напишите десяточку, если нам здесь все ясно, понятно и прекрасно. Вот. И тогда мне нужно будет что-нибудь достереть. Даже не знаю, что стереть. А, нет, мне стирать ничего не надо, мне нужно вторым способом это показать. Десяточка, ага, все. Я вам обещал еще второй способ, то есть как это можно найти вторым способом. Давайте здесь покажу. Вот мы все равно это будем сейчас применять, поэтому мне нужен второй способ. Так, где ты, где ты? Вот он ты. Изумительно. Надо будет это переводить. Так, Монголо. Тебе что-то не зашло? Типа, смотри, скажи, какой пунктик тебе не зашел. Я пока как раз буду на это. Где эта штучка? Вот она, эта штучка. Что у тебя? Конечно, я согласен, что это все нужно отдельно переваривать в домашке, но как минимум я буду рад, если ты мне сейчас задашь вопрос, потому что я специально здесь и в онлайне есть, и ты в онлайне сидишь, чтобы как раз, если что, задать любой вопрос. Можешь заскриншотить себе, пам, я иду стирать. Мы пока идем как раз строго нашей с вами теории, которую я вам сегодня рассказал. И это прекрасно. Я бы даже сказал, изумительно. Так, стер. И пора идти ко второму способу. Ну как, монголы, а в среднем, ну, типа как? Что, понятно? Что и как? Потому что желательно, чтобы нам в онлайне было все четенько ясно. Не, здесь понятно. Я написал к тому, что нужно будет домашке это отточить, потому что прямо сейчас... Не, конечно, для этого домашка вам и нужна. И также обсуждение с ментором, если что. Да, конечно. И это я согласен. Вот. Так. Все, идем вторым способом. То есть я вам сейчас показывал способ через проекции. Можно второй способ? Через перемещение. Ой, через модули. Так. Модули. Мне называется лень стирать, я напишу так. 2. Сойдет вроде, да? Понятно, что я имею в виду. Вот. Как мы будем действовать? Давайте я сразу напишу, что мы с вами получили результат такой, что Vx, это же будет как дельта Sx
на дельта t. Вот. И а в проекции на ось x мы с вами записывали, что это получилось как дельта vx, деленное на дельта t. И теперь наша задача просто будет воспользоваться следующим, что а в проекции на ось x это у нас минус а. Потому что вектор а у нас смотрит против оси x. Видим, что вектор а у нас смотрит против оси x. Вот. Поэтому я получаю... и при этом давайте еще vx у меня выражается как v маленькое. Объединяя эти два выражения, где у меня вектор v смотрит туда же, куда ось x, объединяя это, я получаю, что у меня будет минус а, это будет дельта v по дельта t. Потому что здесь же у меня идет изменение от проекции моей скорости. Проекция выражается как v маленькая в данном случае, поэтому минус а это будет dv по dt. Ну и отсюда я делаю вывод, что а это будет минус dv по dt. То есть таким образом я могу понять, что у меня будет с точки зрения модулей моих ускорений и скоростей. Вот. Ну и аналогично Sx. В данном случае это у нас просто S, поэтому V просто ds по dt. Теперь все подставляем туда. Получаем m маленькая плюс бета. Мы должны помножить на проекцию нашего ускорения ax. Проекция нашего ускорения это есть минус а. А значит это будет минус а маленькая. А минус а маленькая это чисто dv по dt. То есть минус а маленькая. Давайте я пока так оставлю, да. А здесь будет минус альфа на v. Ну и получаю. Минус а маленькая мы с вами знаем. Ну или можно было бы поставить, например, а маленькая сюда. У нас бы минус на минус ушел. И мы бы все равно получили, что m плюс бета это будет dv по dt. От чего? От минус... Что-то я где-то... ничего не потерял. Ничего не должен был потерять. Минус ds по dt на альфа. Здесь мы с вами видим, что dt-шку мы с вами можем сократить. И я тогда получаю вот такое выражение вида m плюс бета на dv, то есть на изменение модуля скорости. Это будет минус альфа на дельта s. Но опять-таки его можно взять, просуммировать. То есть теперь у меня не проекция, а у меня теперь модули. То есть я могу на тему проекции даже не переживать. Потому что я их уже раскрыл миллион лет назад. Ну и получаю. У меня m плюс бета будет выражаться как сумма всех таких вот дельта v-шек. Это будет равняться минус альфа на сумму всех дельта s-ок. У меня v меняется, конечно, от значения какого там v0 до v маленькое, а s у меня меняется от 0 до s. Но опять я получаю то же самое выражение вида m плюс бета. Это у меня будет v маленькое минус v0. И это выражается как минус альфа на s. Ну и все, мы с вами опять получаем вот это выражение для v маленького. То есть v маленькое это, как всегда, v0. Только со знаком минус, потому что у нас там скорость в данном случае она уменьшается. Так, минус альфа s на m плюс бета. Во. Все, напишите мне это v маленькое, если мы с вами разобрались с тем, как это мы с вами получили через модули. Модули это значит, что мы с вами здесь сразу поставили раскрытие наших проекций. Вот. Но мой вам совет всегда решать через проекции. Проекции, они вас всегда будут спасать. То есть лучше всего решать через проекции. Реально, лучше всего решать именно через проекции. Но здесь поставьте v маленькое, если окей. Или я переживаю, что вы здесь потерялись с этими минусами и так далее. Ну и что, попросите, я повторю. Как минимум я могу так сказать. Проекции выразили, проекции выразили, проекции выразили. И поставили вместо наших как раз vx, вот v маленькое. Я поставил. И потом подставляем туда.
Угу. Так, все, пум-пум-пум-пум-пум. Что мне? Мне это нужно стереть и получить наконец-то наш ответ. И получать пора ответы. Следующая задача, кстати, будет в разы проще. Она просто будет прям с кайфом. За это можете не переживать. Такая одна из сложных прям была. Вот. Ну, надеюсь, мы с вами круто ее покачали. Я показал 2 способа подсчета. Все-таки мы с вами учимся. И нужно уметь разными способами, чтобы мало ли что, бывают разные способы. Поздно. Это знаешь, как Замятнин, я помню, когда смотрел его лекции, он говорил, что повторить могу хоть 1000 раз. Просто можешь меня перемотать или в записи посмотреть, я 1000 раз повторю одно и то же. Вот. Нет, это если что, и не в злость, ни в что, а просто в шутку. Просто у меня уже все стерто. Я уже все. Можешь просто в записи посмотреть, окей? Самое главное, что с проекциями разобрались, и все. Самое главное, это с проекциями было. Так, получаем, что у нас v от s выражается как v0 минус альфа s, деленное на m плюс бета. Ну и как минимум по модулям, Хартич, ты попробуй просто в домашке реально порешать задачу 2 способами. Первый через модуль, а второй через проекции. И просто смотря на то, как я это сделал. Окей? Так ты сможешь лучше понять, что там произошло. Здесь пишем, что при s равном L, то есть когда мы с вами как раз таки пройдем вот этот весь путь L большое, мы с вами понимаем, что v от L у нас чему будет равняться? У нас будет равняться нулю. Потому что когда мы с вами остановимся, у нас скорость зануляется. Вот. Поэтому я делаю вывод, что у меня тогда v0 минус альфа L, деленное на m плюс бета, это будет 0. Ну или отсюда я могу получить результат для нашего L большого. Так, все, этот маркер, мне кажется, уже до свидания. Давай пробовать другой. Получаем. У нас будет v0 на m плюс бета. Это будет альфа L. Ну и отсюда я получаю, что L большое, это будет m плюс бета, деленное на альфа и помноженное на v0. Все, вот мы с вами получили результат для нашего L. Напишите здесь, пожалуйста, L большое, если с этим мы с вами согласны. Ну, наверное, только нужно будет подсчитать, да? Давайте подсчитаем. То есть я получаю L, это будет масса M 100 килограмм. 100 килограмм плюс бета, это кто? Это 50. Ну, можно считать типа 50 килограмм. Все равно размерность такая же. Альфа 10 ньютон в секунду на метр. Ну и помножаем на начальную скорость v0, 1 метр в секунду. Так, 150 делим на 10, это получается 15. Суммарно 15 метров. Вуаля. Красиво. Так, и что, ставьте минус. Там вы как, то что-то у нас элик стало чуть поменьше, чем было. Жду от вас эльки. О, L сошлось, да. Ну и теперь пишем, что при S выраженном как L на 4. Так, если что, я боюсь там... И что, Хартич, не выходи. Я все повторю, если это... У меня все записано на доске. Вот, все, отлично. Просто там я не мог повторить, потому что я уже все стер. Как я мог повторить? Здесь повторю, если что нужно будет. Так, S это будет L на 4. При S L на 4 у нас v маленькая... Ой, зачем L на 4? Мне же L пополам нужно. Господи. Так. L пополам. V от L пополам будет выражаться. Это получается v0 минус альфа L, деленное на 2 m плюс бета. А здесь нам
стоит вспомнить, как выражается L. Получаем, что V от L пополам это будет V0 минус альфа на 2m плюс бета. И все это помножаем. Альфа на 2m плюс бета. L это будет что? m плюс бета помноженное на V0. И все это, конечно, деленное на альфа. Замечаем, что у нас альфа сокращается. Альфа до свидания. m плюс бета до свидания. И получается, остается чисто V0 пополам. То есть я получаю V0 пополам. О, кстати, прикольный результат, что у нас на середине пути скорость она становится ровно в 2 раза меньше. Забавно. Вот. Ну и все, вот получаем V от L пополам. Это будет V0 пополам. А значит, выражается каким образом? Я забыл. Там был 1 метр в секунду, 0,5 метра в секунду. Вот ответ. Без ответа никак, ребят. Первое. L большое. Мы получили 15 метров. Вот. А второе. V от L пополам. 0,5 метра в секунду. Все. Здесь напишите мне это 22, если вы согласны с тем, как мы получили. Да, я про... Ну, как мы здесь видим, у нас получается линейная зависимость от пути. То есть, если посмотреть на график зависимости, V от S, то он у нас выглядит вот таким образом. Ну и получается, правда, когда у нас с тобой проходит ровно половинка, то это же будет у нас средняя линия, а значит будет V0 пополам. И правда, такой получается результат. Красиво. Вот, если на тему повторения, там, Хартич, то очень легко. У нас есть V от S. Все, я получаю вот это выражение как V0 минус альфа S деленное на m плюс бета. И потом подставляю. Мне же нужно найти сначала скорость. Мне же нужно найти сначала путь, пройденный до остановки. Я получаю, что если у меня как раз-таки вектор перемещения по модулю равен пути, L большое, я получаю, что моя скорость в конце, она будет равна нулю. Видишь, у меня же в зависимости как раз-таки от пройденного вектора перемещения. В конце 0 подставляю V0 минус альфа L на m плюс бета. Отсюда я получаю наше значение L. Ну и посчитал. Аналогично, если я поставлю S, L пополам, я найду мою скорость. Все, дальше мы все сделали. Хартиш, напиши это 2 плюсика, если окей. Ну а на этом тогда пора переходить к следующей задаче. И будет холофо. Поехали. Задача номер 4. Угу. Как видите, здесь уже задачка, она взята из сборника Овчинкина. Ее, правда, я, кстати, чуть-чуть дополнил. То есть, на самом деле, здесь, ну, я чуть-чуть виды изменил. Там, на самом деле, она по-другому выглядела. Вот. Окей. О. Ну, там, смотря какой диффур ты хочешь решать. То есть, если ты хочешь находить зависимость скорости от времени, то да, там вообще жесть. Хотя ну, там сам по себе, да, неоднородный диффурчик. Ну, ничего страшного. Так, я думаю, я это все могу стирать, да. Но все равно там можно же проинтегрировать, то есть этот диффур-то легко решается. Вот. То есть там решение является экспонента этого диффура. Так что можно вообще не париться. Так. Но если что, там ребят, которые сейчас могут быть впервые слышат слово диффур, не переживайте, у нас с вами этого не будет. То есть это так, если углубляться в то, что вы будете делать на первом семестре или уже желательно в 11 классе, если кто на все раз идет. Ну и как минимум, может быть, мы это с вами все-таки на курсе сделаем, когда будем интегрировать. То есть этому мы с вами уделим некоторое время. Так. Хорош. В 9 классе узнать про диффуры. Это прям мощно.
Все. Это готово. Угу. Ну и остается, конечно, финальная часть там. Стереть. Где у меня это? Ой, называется, пока как раз таки стираю. Вы отдыхаете. Ну, удовольствие. Ну и, конечно, помечу для тех ребят, которые только если присоединились, то, конечно, промокодик «Успей», который как раз-таки обозначает, что нужно успеть до завтра вечера, 12 часов ночи, применить этот промокодик при записи на данную олимпиадную смену. Так, жух, 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 жух. Все, шикарно. Поехали решать. Ой, надо глянуть. Ведь если ты у меня уже записался на курс, то ты можешь увидеть, сколько там задачек домашки. Просто честно, я сейчас не могу открыть. Я могу так сказать, если ты уже на курс, ты можешь ее открыть и посмотреть. Я не помню, там то ли 4, то ли 5 задач. Сколько точно, я не помню. Так, сборник Ковчинкина. Футболист ударил по мячу так, что мяч полетел вертикально вверх с начальной скоростью v0. Сила сопротивления воздуха F-вектор выражена как минус КВ, где коэффициент пропорциональности К известен. Спустя некоторое время мяч возвращается обратно, имея при этом скорость v1. Если что, вот это уже предложение было дополнено от меня. Определите максимальную высоту h подъема мяча, если время его подъема до этой высоты заняло известное время тау. Найдите отношение суммарного времени полета ко времени подъема тау-0 к тау. Угу. Ну, погнали-то на эту тему болтать. Ну как, страшная задача? Или как? Я могу так сказать, эта задача, на самом деле, она уже чисто практическая, то есть мы с вами очень много чего сейчас прошли, и я считаю, что мы с вами этой задачи не должны бояться сейчас. Номер 4. Поехали. Нам известна начальная скорость v0, сила сопротивления Fs вектор, который выражается как минус альфа v вектор. Вместе с этим нам известна конечная скорость v1, ну и, конечно, только не альфа, а коэффициенте k. Мы здесь говорим про коэффициенте k, в свою очередь. Кайф. Ага. Так, коэффициенте k. Минус k. Вот. Коэффициенте k нам известен, скорость v1, и тау нам также будет известно. Только вроде еще масса. Я массу давал. Масса еще должна быть известна, и, видимо... Да, входит. К входит. Давайте еще укажем здесь массу m маленькая, она должна входить. Первое, найти максимальную высоту подъема h, а второе, найти тау-0 ко времени тау. Вот. Ну и пишем. Так, как это будет все выглядеть? Получается, у нас есть наша горизонтальная земля. Горизонтальная земля. И с этой земли мы берем, пинаем вверх наш мячик. Вот начальная скорость v0 вектор. Потом, что мы с вами понимаем? Что наш мячик, он тык-тык-тык-тык-тык-тык. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. И достигает наивысшей точки. И в чем прикол наивысшей точки, что когда вы достигаете наивысшую точку подъема, в данном случае у вас скорость, она зануляется. Она становится равной нулю. И здесь можно будет обозначить, что у вас происходит мгновенная остановка. Мгновенная остановка. То есть происходит остановка только на долю секунды. Вот так вот. Пам! И в мгновение вы остановились. Ну и потом, если что, вы, конечно, будете двигаться вниз. Вот так. Шу-шу-шу-шу-шу-шу. И будете иметь скорость v1 вектор уже направленную вниз. Но об этом мы чуть позже скажем. Пока давайте первоначально поговорим, что у нас будет происходить до вот этой всей высоты подъема. Укажем, что у нас, конечно, высота подъема выражается как h большое. Вот наша будет h большое.
Ну и, конечно, тогда вместе с этим давайте укажем вектор перемещения из начального положения в это конечное положение. Так, опа. Так, то есть сначала мне нужно сделать так, чтобы у меня жижа появилась. Давай. У меня же жижа дофига. Это маркер реально не пишет. Так, получаем, что у нас будет вектор перемещения. S0 вектор. Ну и время тау мы с вами затрачиваем на то, чтобы как раз перенестись из начального положения в это конечное положение, когда у нас с вами будет мгновенная остановка. Но я думаю, мы с вами уже поняли, что когда мы с вами решаем такие задачи, нам нужно всегда рассматривать какой-то произвольный момент времени t. Ну вот давайте рассмотрим здесь какой-то произвольный момент времени t. Вот какой-то произвольный. Так, не знаю, каким бы цветом тоже обозначить, давайте вот таким. Получаем, в этот момент времени у нас будет какая-то скорость v маленький вектор. Угу. И вместе с этим давайте укажем силы, которые будут действовать на нашу системку в этот момент времени, какой-то произвольный. Давай, жижа. Записываем, что, конечно, это будет действовать сила тяжести. M маленькая g вектор. Потому что мы с вами двигаемся в поле тяжести Земли, на нас Земля действует. А во-вторых, еще сила F сопротивления. И как вы можете здесь заметить, у нас сила сопротивления выражается как минус КВ. То есть сила сопротивления направлена против вектора скорости V маленькая. А значит, я делаю вывод, что у меня еще сила сопротивления будет направлена сюда вниз. Вот на F сопротивление вектора. Видите, она направлена против вектора скорости. Ну и тогда остается записать второй закон Ньютона. То есть пишем второй закон Ньютона. Ну и, конечно, я опять рассматриваю какой-то произвольный момент времени t. Можно тоже обозначить. Какой-то момент времени t. Получается, масса на ускорение. Это будет сумма всех сил, как сила тяжести маленькая g вектор, плюс сила сопротивления F вектор. Здесь давайте раскроем нашу силу сопротивления как минус КВ вектор. И что я тогда получаю? Что масса на ускорение. Это будет сила тяжести маленькая g вектор минус КВ вектор. Прекрасно. Ага. А что дальше-то? А дальше нам нужно как-то получить числовой вид. Давайте вспомним, как можно получать числовой вид. Правильно. Через проекции на оси. То есть наша задача ввести ось, какую-нибудь ось x, ось y, и на них проецировать. Давайте я здесь введу ось x, например, направленную вверх. Хотя могу направить вниз. Как угодно. Что тогда? Проекция на ось x у меня будет max. Это будет минус mgx. И минус kvx. Потому что, ребят, ой-ой-ой, минус здесь лишний. Вот так. Потому что, как всегда, напомню, когда мы с вами проецируем, значок вектора убираем, индекс x приписываем. А почему сила тяжести и сила сопротивления вычитаются, если направлены в одну сторону? Стой, смотри. mg плюс fs. Смотришь? Вот сюда. Здесь плюсик. Потом fs минус kv. Почему направлена вниз? Потому что fs, она направлена против вектора скорости. Поэтому у тебя здесь возникает знак минус, потому что это же вектор. А если вектор против направлен исходному, то у них выражение связано через знак минус. И это как раз и выражается как mg плюс минус kv вектор. Поэтому я ничего не вычитаю. Я просто раскрыл вот эти скобочки, потому что плюс на минус у меня дает минус. Напиши два плюсика, если с этим согласен. То есть у меня же как раз второй закон Ньютона говорит, что сумма всех сил — это есть ма. Ну и в данном случае я не вычитаю силу сопротивления, я ее прибавляю. Потому что сама сила сопротивления вычитается как минус КВ. Потому что у тебя вектор V. Он смотрит вверх. Вот. А так как ты хочешь получить силу, направленную против вектора V, это будет минус КВ вектор. Так мы это обозначили. Напишу плюсик, если окей, минус, если нет. Потому что тогда я могу, так сказать, лучше
изучить чуть-чуть некоторые, может быть, факты по векторам. Ну как там? Я же ответил на вопрос. Все, прекрасно, прекрасно, это изумительно. Вот, и что теперь самое ключевое? Давайте мы с вами раскроем проекции давайте раскроем проекции только для силы тяжести. Потому что вот эти переменные, которые мы с вами сейчас будем преобразовывать в виде изменений, их лучше оставить в своих проекциях. Потому что, как я вам говорил, лучше всегда суммировать через проекции. Поэтому я получаю, во-первых, вот такое выражение, что m(x) это будет в данном случае минус mg. Здесь я раскрыл проекцию, а здесь я не раскрывал проекцию. Видите, там, где индекс x остался, там я не раскрывал проекции. Угу. Ну и что мы будем здесь делать? Вспомним. Давайте первый пунктик, второй пунктик. Вспомним, что ax у нас выражается как скорость изменения проекции нашей скорости на ось x. А vx у нас выражается как дельта sx по дельта t. Можем поставить сюда и домножить на дельта t. То есть я тогда получаю, что у меня m на дельта vx по дельта t. Это будет, в свою очередь, выражаться как минус mg. И минус k на дельта sx по дельта t. Теперь я беру, домножаю на dt-шку, чтобы от нее взять и избавиться. Вот. И у меня получается, здесь dt-шка уходит. И остается следующее, как m на дельта vx. Это будет минус mg на dt. И минус k на дельта sx. Логично? Логично. Здесь напишите мне t, если с этим согласны. Ну и в чем прикол? Это мы с вами получили соотношение, которое связывает изменение проекции скорости, изменение проекции перемещения и промежуток времени, как раз таки дельта t. Тогда нам известно, что будет за этот маленький промежуток времени дельта t. Но нас-то интересует, что у нас будет за все время тау. Здесь давайте укажу. Вот у нас будет маленький вектор перемещения дельта s вектор. А нас интересует, что у нас будет за большой промежуток времени тау. Непонятно. А, все на самом деле легко. Мы должны просто взять и просуммировать это выражение. То есть теперь суммируем звездочку. Просуммируем звездочку. Просуммируем. Мируем звездочку. Что значит просуммируем звездочку? Это значит, что мы с вами будем суммировать все вот эти вот изменения проекции за каждый маленький промежуток времени дельта t. То есть первый маленький, второй маленький промежуток времени, третий маленький промежуток времени, четвертый и так далее. За все эти маленькие промежутки времени я буду суммировать это выражение. Получаем m на сумму дельта vx. Это будет минус mg на сумму dt-шек и минус k на сумму дельта sx. Вот. Получаю такой результат. Как у нас изменяется проекция нашей скорости? Ну, вначале мы с вами можем заметить, что v0x у нас равняется чисто v0. Правильно? Вот. В некоторый момент времени vx, давайте я здесь лучше оставлю. То есть, получается, мы здесь меняемся от v0 до vx. Вот лучше это, наверное, оставить. Хотя, да, лучше это здесь оставить, потому что мы с вами через проекцию будем решать. Так, здесь от 0 до времени некоторого t. А здесь от 0 до некоторого нашего перемещения в проекции ось x, sx. Здесь давайте укажу наш вектор перемещения s. Господи, как я загромоздил рисунок. Ужас. Получаем, m на vx минус v0. Это будет минус mg на промежуток времени t минус k sx. Это, если честно, прям писать, как мы будем суммировать до какого-то произвольного момента времени. Ну а теперь давайте посмотрим, что у нас будет выражаться при своеобразных здесь вещах. То есть запишем, что при sx равном h, то есть если у нас проекция нашего перемещения на ось x просто будет равна вот этой высоте h большое, то я же получаю, что, во-первых, у меня vx в этот момент времени тау
будет равен нулю. И t у меня будет равняться тау. То есть это у меня будет момент времени тау. Давайте это здесь укажем. И весь суммарный вектор перемещения S0. А, да, я мог бы это здесь, наверное, вот так обозначить. То есть это же будет S0x. Вот. А проекция вектора S0 на ось X это будет просто наша h. Все, тогда я получаю, что у меня будет m на 0 минус v0. Это будет чисто выражаться как минус mg тау. И минус k на h. Все. Конечно, если что, вы могли бы не суммировать до какого-то произвольного момента времени. Давайте я здесь запишу. А вы могли бы сразу просуммировать до самого конца. То есть вы могли бы, наверное, написать... Давайте вот так под скриптом. Вы могли бы написать так. Суммируем дельта Vx от как раз начальной проекции, а в начале у вас v0, до нуля. Здесь будет минус mg. Суммирование dt от нуля до тау. И минус k на сумму всех sx, дельта sx, от нуля до h. То есть могли бы сразу вот отсюда как раз таки получить вот это выражение. Просто я сделал некоторые только добавочек, что я это просуммировал до какого-то произвольного момента времени t, а мы могли просуммировать сразу до тау. И тогда, смотря на то выше выражение, мы получаем результат, что минус mv0 это минус mg тау и минус kh. Ну или отсюда я тогда делаю вывод, что k на h это у нас будет так, mv0 минус mg тау. Ну и получаю результат для высоты h. Это у нас что будет? mv0 минус mg тау, деленное на k. Все, напишите мне, пожалуйста, тогда h, если мы согласны, как я это получил. Думаю, здесь ничего прям у нас ужасного, сверхъестественного не произошло. Окей? Так. Угу. Вот, а теперь остается просуммировать все. Давайте здесь можем. Ну ладно, да. Где ты учишься, если не... Я сейчас учусь на втором курсе МФТИ, факультета ФПМИ. Вот. А теперь как раз остается, наверное, знаете, что сделать? Давайте запишем третий пунктик. И что получим? Давайте мы с вами возьмем, просуммируем вот это соотношение звездочка от 0 до тау-1, до тау-0. То есть мы с вами просуммируем за все время полета. Давайте запишем, что просуммируем, мируем звездочку от t равно 0 до t равно тау-0. То есть просуммируем за все время полета. Что у нас тогда с вами получается? m на сумма дельта Vx. Это будет, конечно, минус mg на сумму всех dt-шек. Так, и минус k на сумму всех sx. Ну, только дельта sx. И что очень важно, теперь у нас как Vx будет меняться? В начале v0, а в конце многие покажут v1. Минус v1. Минус v1. Потому что здесь вы ставите, какие у вас будут проекции скорости в конце и в начале. Ведь в конце у вас будет скорость v1x, она будет равна минус v1. И вот этот минус здесь главное не забыть. Его многие могут прошляпить. Окей? Ух ты, какие вопросы пошли. Давайте мы сначала тогда решаем, я потом отвечу. Вот. Все, здесь мне напишите минус, если вы согласны с тем, что я здесь получил. Ну и все. Тогда остается мне, наверное, убрать вот эту штучку. И получаем. Только здесь я суммирую от 0 до тау-0. И здесь суммирую от 0 до 0. Потому что у меня проекция моего перемещения на ось X в начале была нулевой, и в конце она будет нулевой. Потому что мы с вами в самом конце никуда не сместимся, правильно? То есть в конечном состоянии наш вектор перемещения будет равен нулю.
Поэтому я получаю, что у меня, я должен суммировать от 0 до 0. Вот и я делаю вывод, что это будет масса m на минус v1 минус v0. Так, ребят, как вы там? Напишите минус, если вы согласны, что минус v1. А то как-то не это. Здесь получаем минус mg на тау. И получаем минус k на 0 минус 0. Но это, я думаю, мы все знаем, слава богу, это 0. Это все прекрасно. Поэтому я получаю результат, что m на v0 плюс v1 это mg тау 0. Ну и отсюда я знаю тау 0. m на v0 к v1, v0 плюс v1, деленное на mg. Ну и остается, наверное, поделить тау 0 на тау. Я получаю такой результат. Это у меня будет v0 плюс v1, деленное, в свою очередь, на g тау. Все. Вот получаем вот такой ответ во втором случае. Так, это у нас был первый случай. И был второй случай. Так, наверное, где-то здесь остается записать ответ, и будет хорошо. Ответ. Так, первое. H большое, это будет mv0 минус mg тау, деленное на k. А второе, это мы что получили? Что тау 0 к тау. Это у нас будет v0 плюс v1, деленное на g тау. Во. Вот такой получаем ответик. Не-не-не, какой ЗСЭ? Ты что? У тебя же закон сохранения энергии здесь не работает. У тебя же есть диссипативная сила, как сила сопротивления. Ведь у тебя выполняет закон сохранения энергии, если у тебя работа непотенциальных сил равна нулю. У тебя сила сопротивления, она является непотенциальной. И ее работа, она будет здесь не нулевой. Или ты хочешь закон об изменении механической энергии записать? Но все равно закон об изменении механической энергии, если ты будешь записывать, тебе нужно будет искать, работает сила сопротивления. Тебе придется тогда интегрировать, знаешь что? Альфа v x на dx. То есть тебе нужно будет это интегрировать. А ты разве знаешь, как у тебя vx зависит от x? Знаешь, если ты запишешь вот это выражение. И то здесь появляется время, все плохо. То есть у тебя вот это нужно будет суммировать. Это как-то b. Как ты будешь искать работу в x? Непонятно. Вот, все. То есть по этой задаче у нас с вами готово. Даже 18:35 вышло. Здесь напишите мне тогда 15, если мы с вами поняли, как решилась вся вот эта полноценная наша задачка. Жду от вас здесь 15. И давайте тогда буду стирать. Где у меня чем стирать? Ой, честно, я думаю, формально нужно уже закончить. Потому что, ну, вот 5 часов прошло, все четенько, все хорошенько. Но я последнюю задачу не успел решить. Свой авторский, я вчера так ее долго составлял. Так долго над ней маялся. Ну, не вчера, правда, я ее составил пораньше, но все-таки мне она так понравилась. Ой, жалко, жалко. Потому что, ну, так-то формально у нас будет занятие на 5,5 часов. Потому что эту задачу решать, наверное, где-то полчаса. Так, а баллистика завтра закрытая будет. А баллистика будет во вторник. Завтра мы будем изучать прямолинейное равноускоренное движение. То есть сегодня, как ты видишь, у нас ускорение меняется. У нас ускорение, оно разное в каждый момент времени. А завтра у нас ускорение в каждый момент времени будет одно и то же. То есть мы там выведем как раз формулы кинематики равноускоренного движения, вот эти всем нам известные. Вот. И будем с этим болтать. А уже баллистика будет во вторник. Но если что, расписание выложено в телеграм-канале. Я его также выложил на платформе. Так что можете глянуть. Самое главное, что у нас с вами стабильно будет занятие в 13:30. Это самое главное. Вот. Это будет хорошо. Так, все это стерли.
Да, завтрашний веб уже будет закрытым, конечно. То есть сегодня у нас с вами первый вебинарчик, который открытый, и он дает вот такую скидочку офигенную, а завтрашний уже будет закрытый. А я, кстати, не знаю, Афонь, ты как, присоединился, нет? Мне просто интересно. Опа. Или пока еще не присоединился. Так, где-то сотрем, чтобы у нас была красивая доска, чтобы было все как полагается, по чилу, по кайфу и с удовольствием. Опа. Пока нет. Пока нет. Вот и. Да. Ну, я знаю, что можно сказать на слово «пока». Вон, успей. Я знаю, что могу ответить. Успей. Вот. Потому что, как минимум, я могу показать, какие завтра задачи какие будут. Нет, ДЗшка, она не только поступившим, ДЗшка будет всем. Как я уже говорил, будет еще в моем телеграм-канале по ссылочке в описании, я выложу ДЗшку, только ее менторы не будут проверять. Вот, так, я сейчас думаю, будем ли мы с вами решать 5-ю задачу. Мне кажется, может быть, я на 5-ю задачу просто сделаю отдельный видеоролик. Потому что, ну, сегодня уже все. И мы еще с вами без второго отдыха были. Я думаю, нам на сегодня хватит. Но 5-я задача, конечно, божественна. 5-я задача божественна, вы можете ее так вот посмотреть. Попробовать даже порешать, если кто захочет. Потому что мне она, честно, очень понравилась. Во. Давайте я побольше сделаю. Вот она. Поэтому задача номер 5 давайте мы с вами в следующий раз решим. А сейчас давайте, да, будем подводить итоги. То есть вот эта задача номер 5 я как-нибудь в следующий раз-то решу. Посмотрим. Задача офигенная, бомбезная. Эту задачу вы, кстати, можете сами порешать. Там в телеграм-канале, по ссылочке в описании, там Глеб Орел Channel. Можете перейти, там будет этот файлик с задачами и его открыть и порешать. Пробовал в Олимпиады какие-то запихнуть. Может, на рек подойдет спокойно. Я его только позавчера составил. Как я мог попробовать, если я позавчера только составил? Как? Вот. Да, завтра уже давай. Поэтому сейчас давайте мы будем с вами подводить итоги, потому что у нас с вами очень мощные 5 часов вышли, без одного отдыха, желательно так, с 2 отдыхами делать. И делать итоги. И заодно можете написать любые вопросы, которые у вас есть ко мне. Я сейчас все это отвечу, расскажу и так далее. Тогда, во-первых, наш мощный итог. Напишите мне по 100-бальной шкале, насколько вам понравилось сегодняшнее занятие. Да, интересный итог, но так, мне просто интересно. Чтобы понять, как вам, что понятно, непонятно, что как, понравилось, не понравилось. Это во-первых. Во-вторых, что мы сегодня с вами заботали? Мы на самом деле заботали довольно много. Первое, мы с вами повторили, изучили, что такое вектора. Второе, мы с вами вспомнили, что такое суммирование. Поговорили на тему суммирования, что такое будет суммирование. Да, табуретка, тогда подскажи, что не зашло, что хотел бы дополнить и так далее. Можешь мне хоть в личку написать, можешь хоть здесь написать, мне будет интересно. Вот, то есть мы с вами повторили суммирование, узнали, что оказывается сумма вида y дельта x, это будет, оказывается, у нас... Что это у нас будет? Это у нас будет площадь под графиком. Мы это с вами вывели, показали прекрасно. Потом поговорили на тему кинематики, поняли, что такое мгновенная скорость, что такое мгновенное ускорение, поняли, как у нас выражается наш вектор перемещения. И самое главное, что поняли, что вектор перемещения — это есть сумма всех маленьких элементарных перемещений. Именно этим мы с вами пользовались сегодня на протяжении всех оставшихся задач. И зарешали 4 очень мощные задачи, 2 с Олимпиады Росатом, 1 из сборника Овчинкина и 1 со Всероса. Офигенная задача, вот только 5-ю мы с вами не успели, от меня, которая авторская и так далее. Но ничего, я это завтра разберу на закрытом уже вебинаре нашей олимпиадной смены Ньютона. Заодно, там видел только одна 80 или 99, поставьте, ну, примерно скажите, что не так. Ну вот. И что теперь? Теперь я напомню, что у нас с вами стартует олимпиадная смена Ньютона именно сегодня, точнее, она уже стартовала. Все, уже все началось. Так что пора
мощно ботать на протяжении всего следующего месяца, это с сегодняшнего дня, 15 июня, по 21 июля. Самое важное. У нас с вами будет от 3 до 4 занятий по 5 часов, где мы с вами будем мощно все ботать, и мы с вами пройдем всю необходимую механику для уровня перечня плюс. Так что, если у тебя, например, сейчас нет начального уровня, ты сейчас вообще может быть такой: господи, что такое олимпиады? Я не знаю, что это такое. Да вот, да здравствует, приходи, ботай на здоровье, все. И БВИ, да здравствует, или там 100 баллов плюс в карман, и можно об этом даже не переживать на тему ЕГЭшки. Ну а второе, если, например, ты уже олимпиадник и, конечно, хочешь свой перечень дорастить до нужного уровня, чтобы там победить или просто зашарить механику до тонкостей, то да здравствует, будет вот так вот кайф и круто. Поэтому для тебя будет промокодик «Успей», чтобы ты успел до завтрашнего вечера присоединиться по оптимальной цене, по такой максимально выгодной цене на данный смену Ньютон. Вот, прекрасно. Теперь давайте отвечу на ваш вопрос. Там был вопрос выше. Можете продублировать, если до своего призерства по Серосу учился в физмат-школах? Если да, то с какого класса? Господи, вот это хороший, интересный вопрос. Точнее так, я в 9 классе учился в лицее при Бауманке, называется 1581 лицей, но сейчас я не думаю сказать, что он называется лицеем, но я начал ботать сам, то есть я просто перестал ходить в школу, потому что был карантин, я ботал сам. В 10 классе я уже перешел в другую школу, опять я сидел, ботал сам дома, я не ходил в школу. И в 11 классе я вообще забил на школу, тоже не ходил. То есть я даже не знаю, что тебе сказать про школу. Да, я учился в 3-4, физмат-школа считается, но я не ходил туда, то есть я ничего не могу сказать на тему этого. Я просто могу сказать, что спасибо им, что позволили мне не ходить туда. Так, ДЗ лучше присылать в ТГ-чат или прикреплять на сайте в профиле? Лучше прикреплять на сайте, конечно, в профиле, чтобы твой куратор, он видел, что у тебя выложилось ДЗ, он смог его прочитать. Либо ты можешь ему в личку тогда написать, и он это проверит. Но, конечно, лучше это сделать через профиль, и там уже, если вы поймете, что что-то не то, вы можете сконтактировать. Тем более, что контакт вашего этого куратора вам известен. Да, Ньютон плюс когда стартует, или Ньютон, или как его? Ньютон Про. Ньютон Про у нас с вами стартует в июле. То есть сейчас, в течение июня, у меня просто будет еще летняя школа ЕГЭ, поэтому я никак никуда не успеваю. Вот в июле мы с вами начнем Ньютон Про. А есть сроки выполнения ДЗ. Сроки выполнения ДЗ, они просто недельные. Неделя. Но, конечно, если вы, например, там спустя неделю только начнете, ничего страшного, начинайте. Просто, ну так, формальный дедлайн — это неделя. Так, классно. Там, где еще что-то с первого курса универа будет? Ну да, я уже сказал, это будет в июле. Какой дедлайн? Извиняюсь, имел в виду на сайте или куратора ВЛС. Лучше через сайт, вот, чтобы я примерно тоже смог посмотреть, что у тебя происходит, а потом вы можете контактировать с ним в ЛС. А почему ты на ЛФИ не пошел, а на ФПМ решил? Потому что я был немножко дын-дын, и после Сероса по физике мне немножко надоела физика. И поэтому я такой: ну что, давай-ка попробую ФПМИ. Наконец-то, может быть, меня научат математике и информатике, которые я не люблю. Не получилось. Поэтому я очень хочу на ЛФИ. Поэтому, если, ребята, вам не нравится инфа, либо дискретная математика, мой вам совет: идите на ЛФИ, если вам нравится физика. Не будьте каким я. Как к менторам обращаться, на ты или на вы? Спокойно на ты, он недавнешний выпускник. Ну или лучше это с ним обсуди, вот, но мне кажется, спокойно на ты там подойдет. Так, Ньютон Про для каких классов? Ой, Ньютон Про это уже для всеросников больше подойдет, то есть если ты ко всеросу готовишься, то начиная с 9 класса любой. Но в основном, конечно, это делается, да, это в основном для всеростников, которые, на самом деле, наверное, это больше для 11 класса. И те, которые оканчивают 11 класс. Хотя, наверное, всеросники 10-11, вот, то есть 10-11, и те, которые окончили 11 класс, поступают сейчас в вузы. Это в основном для этих. Но, конечно, если ты придешь, то приходи, пожалуйста, потому что это будет интересно, это будет механика как раз уровня всерос. Вот, все, вроде на все вопросы ответил. Отлично. Да. Угу. Если задачи сегодняшнего веба показались сложными, это норм? Конечно, господи. Ну, поймите,
Это нормально. Я же вам говорю, когда я сам в 9 классе впервые увидел похожий вебинар, я там помню суммирование, похожие задачи на суммирование, но я, честно, прифигел. Я такой, типа, что? Что это такое? Но меня зацепило, и это очень зацепило. Я подумал, а если я разберусь, то это же будет круто. Поэтому я сел делать домашку. На домашке я разобрался. И я очень кайфанул. Вот. Поэтому это нормально, что это сложно, поэтому за это не переживайте. Вот. Тем более, что у нас есть разные уровни. Конечно, для некоторых это может быть довольно легко, если мы с вами говорим про Newton Pro. Для некоторых может быть сложно. Ой, не про Newton Pro. Для некоторых вот сегодняшнее занятие может быть легкое, потому что вы уже хороший олимпиадник, но дальше для вас будет интереснее, не переживать. Сегодня такой вводный был. Но для кого сложно, ну что ж поделать. Просто ботать будет прекрасно. Так, главное не сдаваться, как говорится. Так, Newton Pro для каких классов уже ответил. Newton Pro не входит в этот курс? Нет, это просто отдельный бесплатный курс. Он как бы типа продолжение этого курса, но который будет идти немножко параллельно ему в июле. Вот. Просто я первоначально долго думал, а что же мне делать? Мне делать этот курс чисто для всеростников? Или также зацепить ребят, которые не имеют никакого бэкграунда? Потому что хочется помочь тем, которым нет бэкграунда, тем более, что если они сейчас начнут ботать, у них реально будут шансы на достойные дипломы на перечневых олимпиадах. Именно сейчас. Вот. Я долго думал, что делать, поэтому я разделил вот так вот на 2 курса. Что олимпиадная смена? Newton Pro или сейчас? Сейчас у нас с вами олимпиадная смена Newton по механике. Конечно, олимпиадная, и вон там промокодик тоже на 17%, если ты хочешь записаться. Можешь уже посмотреть, как у нас что прошло, и посмотреть, что, конечно, это будет олимпиадная. Я буду всех рад ждать, тем более, что мы с вами будем готовиться к уровню перечня плюс и также региона с любого вашего начального уровня, чтобы заботать, затащить олимпиады и поступать без ЕГЭ. Вот, тогда на этом, я думаю, все. Вопросы ваши закончились, и предлагаю заканчивать. У нас, как всегда, растут то просмотры, то лайки, я не знаю, как это работает, но ладно. Так что всем тогда огромное спасибо за сегодняшний вебинар. Сразу скажу, что файлик с задачами к этому вебинару я уже выложил в своем канале. Также сейчас выложу домашку, а те, которые уже зарегистрировались на платформу, то есть вы уже приобрели курс, если что, для тех, кто не приобрел, вам уже выложена домашка, так что приходите, ботайте с кайфом и получайте удовольствие. Все, так что всем огромное-огромное спасибо, пока-пока и до встречи уже на завтрашнем закрытом вебинаре. Кто еще не зашел, ссылочка в описании и вон промокодик. Все, пока-пока.